Глава первая. Егор, я беременна. Ребенок твой. Что? Ты прекрасно знаешь, что. Давай не будем сейчас об этом. Папа уже в курсе. Свадьба через 2 недели. Я уже обо всем договорилась. Быстрая ты. Любимый, в этом деле лучше поторопиться. Знаешь, малыш ждать не будет. Тем более у тебя потом сборы, ты уедешь на месяц, так что... Снежан, послушай. Милый, папа очень рад. Он оплатит свадьбу. Обещал подарить нам дом. Так что приглашение на свадьбу уже готовы. Да и с организацией я вопрос решила. Давай отставку своей витаминке. Поиграл и хватит. Она ведь реально думает, что ты всерьез. Говорят, подслушивать нехорошо, потому что ненароком можешь услышать правду. Ту правду, которую услышать не хочешь. Я бежала по коридору, думая только о том, как скорее выйти на воздух. Я не могла дышать. Пыталась вздохнуть безрезультатно. Словно внутри кто-то нажал кнопку, и легкие отказали. «Егор, я беременна от тебя. Свадьба через 2 недели». Я услышала то, что не должна была услышать. Дышать. Мне нужно было дышать. Добраться как-то до выхода на улицу. На свежем воздухе мне всегда было проще. Там у меня получалось преодолеть этот несчастный недуг. «Егор, я беременна». Эту фразу должна была сказать я, а не она. Я ведь специально приехала в футбольный клуб, чтобы обрадовать моего любимого. Несколько дней задержки, тяжелая и чувствительная грудь, а главное, какое-то удивительное состояние покоя и счастья. Тесты купила еще вчера и прятала от Егора. Утром, как только он ушел, быстро пошла в ванную. Все, как я и ожидала. 2 полоски. 2 полоски счастья. 2 полоски для моего футболиста, для лучшего вратаря чемпионата, для лучшего вратаря сборной, для моего самого любимого вратаря. Я была уверена в его чувствах, в том, что любима, в том, что он будет рад, когда я расскажу ему о том, что жду малыша. Но все перечеркнул голос его бывшей. «Егор, я беременна от тебя. Свадьба через 2 недели». Я чувствовала, как начинают дрожать руки. Сердце пропустило удар, замирая. «Егор, как? Почему? За что?» Я не верила, что все может быть вот так, что он может вот так со мной. «Свадьба через 2 недели. Милый, все, как мы с тобой хотели. Приглашение гостям я уже начала отправлять». «За что, Егор? Я ведь любила тебя так сильно. Я ведь все для тебя». Я увидела лестницу. Нужно спуститься вниз, выйти на воздух. Перед глазами плыли темные круги, руки дрожали. Я думала о том, как бы не грохнуться в обморок. Мне с трудом удалось уцепиться за перила. Я не могла упасть. Я так боялась повредить малышу. Малышу, который, наверное, теперь совсем не нужен его папе. Я преодолела почти все ступеньки, споткнулась на предпоследней и плашмя полетела на мраморную плитку. Мгновение, и я должна была распластаться на полу. Но кто-то поймал меня за талию, прижимая к себе. Я ощутила спиной жесткие мышцы пресса. Неужели Егор? Увы, это был всего лишь его друг Иван. Я смотрела в его улыбающееся лицо, а у самой слезы стояли в глазах. «Куда бежим?» Ваня усмехнулся мне по-доброму. Он вообще был очень хороший, лучший друг моего Егора, его партнер по команде.
И ко мне он всегда относился очень трепетно. Говорил, что я не похожа на тех девушек, которые обычно ищут встреч с футболистами. «Ты чего, малыш?» Я чувствовала, как глаза застилает пелена слез. Пыталась шевелить языком, но... Иван чертыхнулся, сжав челюсти. Посмотрел наверх, видимо, соображая, что я могла там увидеть и услышать. Потом поднял меня на руки и понес на улицу. «Дыши, черт побери! Дыши, малыш!» «Малыш!» Егор никогда меня так не называл. Смеялся. Какой же я малыш, рост 1,77 м. Он терпеть не мог это слово, именно потому, что меня так звал Ваня. «Сейчас, малыш, потерпи немного». Потерпеть немного, и все пройдет? Так просто? Вряд ли. Разве может пройти эта боль, которая сжимает все внутри? Если бы это было так. Иван поставил меня у своего внедорожника, открыл дверь, достал бумажный пакет. Мое спасение. Открыл его, приставляя к моему лицу. Это единственное, что может помочь тому, кто задыхается. Снять этот страшный синдром. Несколько вдохов, и мне стало легче. Правда, голова еще кружилась, и черные круги все так же мелькали перед глазами. Я вспомнила то, что услышала там, в кабинете спортивного менеджера, где мой Егор встречался со своей бывшей. С той, о которой он рассказывал мне. Девушка, которую он когда-то мечтал назвать женой. «Я беременна от тебя. Свадьба через 2 недели. Давай отставку своей витаминке». Я тоже была беременна и мечтала о свадьбе. И мне было очень больно. Потому что витаминка — это я. «Витаминка, ты как?» «Лучше, Ваня, спасибо». Такая красивая, а Егор просто идиот. Не надо, Ваня. Я поняла, что Иван догадался, что стало причиной моего стресса. Возможно, он видел их, Егора и Снежанну. Возможно, знал о том, что они опять вместе. А я? А как же я? Неожиданно Иван притянул меня к себе, ближе. Я поняла, что парень, которого Егор считал своим другом, его партнер по сборной, собирается меня поцеловать. «Не надо!» Я попыталась увернуться, но это было нереально. Я очень слаба, а он — хавбэк-полузащитник, сильный, здоровый и выносливый. Прижал меня к двери своего рейндж-ровера, и я ничего не чувствовала, я была словно заморожена. «Я беременна от тебя. Свадьба через 2 недели. Давай отставку своей витаминке». Я не думала в тот момент о том, что меня целует Иван. Все мысли были только о Егоре. За что, Егор? Если ты любил ее, зачем врал мне? Почему не признался? Я бы поняла, я бы смогла понять. Я отошла бы в сторону, потому что главное для меня, чтобы ты был счастлив. За что? Что, Вань, вкусная витаминка? Забирай, дарю. Эти слова словно приговор, окончательный, который обжалованию не подлежит. Я в ужасе открыла глаза и увидела моего Егора. Он смотрел на меня с презрением. Значит, права была Снежанна. Ты такая же, как все. Что? Я была шокирована его словами. Я попыталась вырваться из рук Ивана, что-то сказать. Рядом с Егором стояла она, улыбающаяся блондинка, его будущая жена, которая ждала от него ребенка.
Она взяла его под руку, посмотрела на меня с жалостью, словно празднуя свою победу. А я умирала в тот самый момент, понимая, что моему Егору не нужен мой подарок. Те самые 2 полоски. Глава 2. Матвей, не нужно забирать у девочки машинку. Это же ее машинка, солнышко. Нет, моя. Нет, милый, это ее машинка. Твоя машинка вот, смотри. Присаживаюсь рядом с сыном, показывая ему красное гоночное авто, которое мы с ним купили только вчера. Но вчера не считается. У нас так. Машина должна быть новая, то есть купленная сегодня. Эх, дома целый автопарк. Но мой малыш упорно отнимает машинку у хорошенькой куколки, которая играет на площадке вместе с ним. Неужели девчонки тоже любят машинки? Миленькая крошка с распущенными локонами и огромными синими глазищами. Славная. Почему-то ее глаза кажутся мне очень знакомыми. Я хотела себе такую девочку. Вообще очень хотела дочку. До последнего не верила УЗИ, которая упорно показывала, что у моего пузожителя совершенно точно есть часть тела, которая отличает парнишку от девчонки. А я даже имя для дочери давно придумала. Ярослава, Ярчик. Так мою маму звали. Мне нравилось значение имени. Яркая, обладающая яркой славой. Да, мама в моем родном городе была человеком известным. «Ярослава, малышка, нам пора!» От неожиданности роняю машинку. Этот голос, который горячей волной прокатывается по венам, а потом ледяным ужасом сковывает тело, мешает дышать, застревая комом в горле, потому что я узнаю его. Низкий, с хрипотцой. Про такой обычно говорят чувственный. Голос, который когда-то окутывал меня, словно мягкое пуховое одеяло. Вот только сейчас чувства у меня совсем не те. Голос теперь пугает до дрожи. «Ярик, зайка, ты меня слышишь?» «Сейчас, папочка, мне мальчик вернет мою машинку». Куколка поднимает головку и одаривает того, кто стоит за моей спиной, ослепительной улыбкой. А я понимаю, что мое сердце пропускает удар. Ярослава. Это его дочь. Вот откуда у малышки такие синие глаза. Смотрю на нее сквозь пелену слез, понимая, что мне нельзя двинуться с места. «Тетя, а почему ты плачешь?» Малышка смотрит на меня с удивлением. Нет, только не это. Не стоит обращать внимание на чужих плачущих теть. «Ярчик, милая, пойдем. Ярчик!» Он называет ее Ярчик. Я ведь говорила ему, когда у меня родится девочка, назову ее Ярослава, а ласково буду звать Ярчик. Говорила когда-то, в другой жизни, и была в шоке, когда узнала, что он назвал свою дочь этим именем. «Папочка, подожди, тут тетя плачет. Почему она плачет?» «Моя мама не плачет. Никогда!» Матвей подходит ближе, встает между мной и девочкой. Мой маленький защитник, мой герой. Я моргаю, чувствуя, как слезы бегут по щекам. Они стоят рядом. Мой Матвей и девочка Ярослава. Брат и сестра. Она та самая девочка, которая лишила моего сына отца. Я смотрю в одинаковые синие глаза. Такие синие, как
как море в маленьком городке Калкан, где мы были прошлым летом. «Она плачет, плачет, посмотри, слезы текут!» — не унимается девочка. «Неправда, она не плачет. Да, мам? Просто соринка в глаз попала, с ней это случается». Дети так похожи. Их легко можно принять за двойняшек. У моего Матвейки такие же русые, чуть вьющиеся волосы. Его раньше часто принимали за девочку. И ресницы длинные-длинные, как у его отца. У того, кто когда-то клялся мне в любви, обещал весь мир бросить к моим ногам, а сам в то же время встречался со своей бывшей. И вот теперь у них есть дочь. А у меня сын, о котором он не знает и не должен узнать. Меня снова окатывает волной льда. Достаточно посмотреть на моего сына, чтобы понять, кто именно отец. Как я надеюсь, что мужчина, который стоит за моей спиной, не сможет сложить дважды два. Опускаю солнцезащитные очки, натягиваю на лицо тканевую маску, впервые искренне радуясь, что их нужно носить. «Милый, бери машинку, нам тоже пора», — говорю глухим чужим голосом. «Ма, ты в порядке? Ты же не плачешь?» «Конечно нет, малыш, просто ветер сильный, осень». Медленно встаю, радуясь, что на прогулку с сыном всегда стараюсь надевать уютные комбинезоны и кроссовки, и волосы собираю в хвост или в косу. Мой бывший не должен меня узнать. Вряд ли отец моего сына догадается, что обычная, ничем не примечательная женщина, гуляющая с малышом в городском парке, когда-то была участницей конкурса красоты. Конкурса, в котором он, известный футболист, был членом жюри. «Нет, она плакала, я правда видела. Тете было грустно». «Ярчик, тетя же не будет врать. Это просто ветер. Так бывает». Да уж, эта тетя не будет врать. Не приучена. А вот вы, лучший вратарь сборной, обладатель премии «Золотые перчатки» и «Кожаный мяч». Как оказалось, врать гораздо. Воспоминания прокатываются обжигающей волной. Вот он подходит ко мне после конкурса, чтобы взять телефончик, а я его отшиваю, а потом ищу информацию в интернете, потому что мне он очень понравился. Узнаю, что зовут молодого мужчину Егор Стенин. Он вратарь футбольной сборной, богатый, знаменитый, избалованный плейбой. Он заработал прозвище «Стена» за то, что стоял на воротах намертво. Это про него говорили, что бить в ворота, в которых он стоит, все равно, что лупить в стену, отскочит. Это из-за него теперь я не даю ребенку мяч в руки. И это он небольшой любитель правды. Но мне это теперь уже совсем не важно. Беру Матвейку за руку, стараясь не поворачиваться в ту сторону, где стоит его отец. Чувствую, как обжигающий взгляд сканирует мою спину. «Моя мама не врет. Никогда!» Мой малыш не может успокоиться, а сердце колотится так, словно я приняла ударную дозу кофеина. Шепчу тихонько, что нам нужно спешить, но слышу за спиной раскатистое: «Повезло тебе, парень. Обычно женщины лгут и делают это виртуозно». Кто бы говорил. Но времени спорить с ним нет, да я и не стала бы. Мне нужно уходить, сматываться как можно скорее с этой детской площадки, из парка, из города. Возможно, из страны, в идеале с этой планеты.
Не знаю, как это сделать, но если я хочу, чтобы мой сын остался со мной, мне надо бежать. Успеваю сделать всего 2 шага. Мой маленький герой останавливается и поворачивается в сторону мужчины, бросившего язвительное замечание, и кричит: «Моя мама не женщина, она витаминка!» О, Господи! Хватаю малыша и несусь вперед, уже не разбирая дороги, чувствуя, как слезы потоком льются по щекам, попадая за шиворот. «Стойте! Остановитесь! Стойте!» Жесткая рука оказывается на моем плече. Егор разворачивает меня к себе, нагло срывая с глаз очки. «Виталина?» Он изумленно смотрит на меня, словно не веря глазам. «Ты!» Потом переводит взгляд на Матвея, разглядывает его. Егор в шоке. Я вижу, как у него почти буквально падает челюсть. Синие глаза становятся почти черными, когда он переводит взгляд на меня. «Ты ничего не хочешь мне сказать, витаминка?» Трясусь от страха, как заяц, как кролик перед удавом. Я ничего не хочу сказать. Если бы хотела, сказала бы тогда, 5 лет назад, когда узнала сначала о своей беременности, а потом... Рука Егора все крепче сдавливает мое плечо. Взгляд прожигает. «Отпустите мою маму!» Матвей смотрит на руку чужого для него мужчины на моем плече. Он напряжен и сам вот-вот заплачет. А я просто в шоке. «Не пугай ребенка!» Он отпускает меня, убирает руку, словно ошпарился. «Папа, папочка!» Дочь Егора бежит к нам. Я вижу, как в ее глазенках закипают слезы. Она обнимает отца за ноги. «Папочка, я боюсь. Куда ты убежал?» Он ведь на самом деле побежал за мной, позабыв о дочке. И мы оба понимаем это. Одним движением Егор поднимает малышку на руки, обнимает, прижимая к себе. Я чувствую укол в сердце, ревность. «Прости, маленькая, мне просто очень нужно было задержать тетю, которая плакала». Мы стоим друг напротив друга. Егор держит дочь, а я сына. Наверное, со стороны нас можно принять за семью. Дети так похожи на отца. «Она не плакала!» Матвей не унимается. А я начинаю дрожать так, что зубы стучат. И снова чувствую обжигающие слезы на щеках. Мне страшно. До ужаса боюсь того, что может сделать Егор. А он может, это я знаю. Он может отобрать у меня ребенка. Но он ведь не будет делать это прямо здесь, в парке. Пусть и немноголюдном, но все-таки. Его взгляд говорит о том, что он охотно прибил бы меня. Но не на глазах своих детей, верно? Ты уверен, что она не плакала, парень? Мне кажется, твоей маме грустно. Наверное, она замерзла и хочет горячий шоколад, так? Девочки любят горячий шоколад. Я люблю. Маленькая Ярослава крепче обнимает его за шею. А я думаю о том, что мой малыш никогда не обнимал своего отца за шею. Просто потому, что его отец оказался двуличным предателем. А я не люблю шоколад, у меня аллергия, гордо сообщает Матвей, выговаривая сложное слово. И его признание как приговор. Еще одна улика против меня. Потому что аллергия на шоколад была у его отца,
Да, наверное, и есть. Его дочери повезло. Она выиграла в генетическую лотерею, если может есть любые десерты. А мой сыночек, увы, только самодельные конфеты из молока и сахара и сухофрукты, которые, к счастью, очень любит. Представляешь, какое совпадение? Егор обнимает свою дочь и сверлит меня глазами. У меня тоже аллергия на шоколад. Правда? Значит, вы тоже его не едите и какао не пьете? Не ем и не пью. Зато твоя мама, как мне кажется, шоколад очень любит. Ему не кажется. Когда-то я, смеясь, говорила ему, что за шоколадку готова душу продать или всю себя. И ведь я почти так и поступила. Отдала ему себя, когда он привез мне после очередного матча огромную коробку бельгийского шоколада. Отдала не потому, что привез сладкое, потому что любила так сильно, что сердце останавливалось. Мама не ест шоколад совсем. Неужели? Интересно, почему? Егор все так же прожигает меня взглядом, сканирует, словно вычисляя что-то в уме. Когда-то он гордился своей способностью просчитывать ситуации и даже предвидеть действия других. Поэтому я и стал хорошим вратарем, Витаминка. Я всегда знаю, откуда и куда летит мяч, и почти всегда могу поймать. Он говорил «почти», потому что иногда все-таки его футбольный бог давал осечку, но редко. «Пап, поедем уже пить шоколад!» «Сейчас, Ярчик, сейчас пойдем». Я только хотел пригласить наших новых друзей пойти вместе с нами. «А они уже друзья, да, пап?» Малышка улыбается лукаво и прижимается щекой к его щеке. «Да, милая, конечно». Егор улыбается нам, но я-то знаю, что стоит за его улыбкой. «Они друзья и пойдут с нами в кафе. Да, чемпион, пойдешь с нами?» «Мне ж нельзя шоколад!» Мой сын трогательно хлопает ресницами, и я понимаю, что ему хочется пойти в кафе. Он наверняка уже продрог и с удовольствием выпил бы чашку горячего молока, взбитого капучинатором. Но мы не должны идти в кафе с нашими новыми друзьями. Мы должны бежать как можно дальше. Мы что-нибудь придумаем, малыш. Я уже не малыш, мне уже 4, и меня зовут Матвей. Чувствую новую волну ярости, исходящую от мужчины. Поехали. Это не просьба, это приказ. Глава 3. Пожалуйста, не надо. Не надо что? Говорю тихо, так тихо, что сама еле слышу себя. Но он тоже слышит и отвечает так же тихо. Егор, отпусти нас. Мы поедем в кафе, выпьем по чашке кофе или имбирного чая. Дети замерзли. На улице и правда ветрено. Моя дочь очень любит горячий шоколад со взбитыми сливками. А что будет пить ваш сын? Егор говорит специально громко, нарочито вежливо и как-то картонно, что ли. Люди так не разговаривают. Он словно читает книгу. Я думаю, это от того, что ему нужно скрыть от наших детей свои чувства. Ярость и гнев, которые точно клокочут сейчас внутри. Я буду молочную пенку, мне ее можно, и она вкусная, сладкая. А ты любишь сладкое, Матвей? Люблю, особенно финики с орешками и чернослив в йогурте. Снова физически ощущаю ненависть, исходящую от мужчины. Он испепелил бы меня, если бы мог. Растоптал, уничтожил. Зачем я вернулась в этот город? Я ведь чувствовала, что нельзя, не стоит. Что мне теперь делать?
Денег на адвокатов у меня нет, и взять неоткуда. Просить о помощи Дворжецкого? Вряд ли это удобно. Он и так сделал для меня много. Дворжецкий. Мужчина, по просьбе которого я оказалась здесь. Он был старинным другом моей мамы. Дал мне работу, помог с жильем, когда после ее смерти я осталась одна с Матвейкой на руках. Сначала я работала хостес в одном из его ресторанов, самом престижном и дорогом заведении моего родного города. Потом повысил меня. Я получила должность управляющей. Правда, в кафе попроще, но зато более молодежном. Мне удалось хорошо его раскрутить. Основной бизнес Денис Александрович Дворжецкий вел в столице. В наш город приезжал редко, наездами. В один из таких визитов предложил мне переехать в Москву. «Виталина, это перспективы, карьерный рост. Ты мать-одиночка, сейчас зарабатываешь прилично для нашего городка, но твой сын растет. Ему нужно будет ходить на секции, нанимать репетиторов. Эти траты ты не потянешь. А в Москве потяну, там все дороже, и квартиры нет, и вообще. Дворжецкий не знал, что в столице живет отец моего Матвейки. Отец, который даже не подозревал о сыне. Раньше не подозревал, а теперь... Мы подходим к огромному внедорожнику. На капоте и по бокам, на дверях, шикарная аэрография. Футбольное поле, ворота и вратарь, который ловит мяч в немыслимом полете. Этот эпизод помнят не только настоящие фанаты, истинные болельщики. Не только те, кто смотрит футбол от случая к случаю, выбирая важные матчи и турниры. О нем знают даже совсем далекие от спорта вообще и от футбола в частности. Это было на чемпионате мира. Наша команда прошла в 1/8 только благодаря стене, то есть Егору. Он действительно старался быть стеной, стоял насмерть. И вот в 1/8 по итогу матча нулевая ничья. Все ждали серию пенальти. Команды шли нога в ногу. У нас был один шанс. У Егора был один шанс. И он взял мяч. Взял фантастически, отбив ногой в каком-то немыслимом полете. Его ногу назвали тогда «Нога Бога». Правда, следующий матч наша сборная проиграла. «Ого! У вас тут целая картина!» Матвей, раскрыв рот, смотрел на изображение футбольного поля. Мой любитель машин смотрел не на машину, а на картину на ней. И я понимала, почему. Удивительная наука — генетика. Я, наверное, была плохой матерью. Запрещала ребенку игры с мячом. Всегда повторяла, что это слишком травмоопасно. На самом деле я боялась. Очень сильно боялась, что сын захочет стать футболистом. Я не хотела этого. Тема футбола в нашем доме была запретной. Понятно почему. Один футболист сыграл злую шутку с моей жизнью. Взял мое сердечко как мячик, не задумываясь, отдал пас и выбил его за пределы поля. В аут. «Это мой папа, он футболист!» Тоненький голосок дочери Егора звучит гордо. «Правда? Круто! Я люблю футбол, но мама мне не разрешает смотреть и играть». «Интересно, почему?» — сквозь зубы цедит Егор. Ничего не понимающий Матвейка отвечает искренне. «Это опасно. Траво, в общем, опасно. Мама мне все время рассказывает про дядю, который чуть не ослеп, когда ему в голову попал мяч». Егор снова пристально смотрит на меня. Я опускаю глаза. Понимаю, что белое как мел, как смерть. Это он чуть не ослеп.
Егор. Это ему хорошенько зарядили в голову на тренировке. После пришлось оставить спорт. И зарядили ему из-за меня. Вернее, он считал, что из-за меня. Только я об этом слишком поздно узнала. Тогда садимся в машину. Ярослава, занимай свое место. Он открывает дверь и саживает малышку в салон, где она залезает в яркое розовое автокресло. Стоп! Детское кресло! Мое спасение! Я ликую, радуюсь, понимая, что Господь дарит шанс. Забываюсь и смотрю на Егора открыто с улыбкой. А он смотрит в ответ и тоже улыбается. Он улыбается мне. И мне кажется, я тону в его синих глазах. Тону, а мне нельзя. Я только что нашла повод бежать. У меня должно получиться. Маленьким детям запрещено ездить в машине без автокресла. Это закон. Для дочки Устинина специальное кресло, конечно же, есть. Красивое, фирменное, из розовой кожи, с какими-то девичьими картинками. А для моего сына кресла нет никакого. Ни розового, ни синего, ни серо-буро-малинового. Я вижу в салоне только одно детское кресло. И ликую. Значит, мы можем не садиться в его машину. Нельзя. Все мои эмоции написаны на лице. Радость, близость, спасение. Я смотрю на Егора и понимаю, что глупо улыбаюсь ему. Сейчас мы откажемся от поездки под предлогом отсутствия кресла. Скажем, что поедем на такси, а сами сбежим. Сбежим, будем свободны. Я сегодня же соберу вещи, и мы уедем из столицы. Мы сможем скрыться, должны. Не понимаю только, почему Егор смотрит на меня радостно, а потом с такой же широченной белозубой улыбкой, которая сводила с ума миллионы футбольных фанаток и просто фанаток, открывает багажник и достает второе кресло. Тоже кожаное, зеленое, с футбольными мячами. Словно специально купленное за тем, чтобы возить мальчишку, сына. Я холодею, руки и ноги немеют. А стена смотрит на меня, ухмыляясь, словно выиграл очередной матч. Как хорошо, что мы всегда возим с собой еще одно. Часто приходится кого-то из Яркиных подружек подбрасывать до дома. Для подружек мог бы купить еще одно розовое. Почему выбрал именно такое для мальчишки? Может, у него есть еще один ребенок? Нет, спохватываюсь, нету. У него только дочь. Я ведь... Господи, я все эти годы маниакально слежу за его жизнью. Я знаю о нем почти все. Зачем я это делаю? Почему? Эх, если бы знать. Нет, я знаю. Просто говорить об этом больно. Даже наедине с самой собой. Больно признаваться в том, что ты слабая и глупая. Вижу, как Егор ухмыляется, замечая, что улыбка сползает с моего лица. Мне кажется, мое сердце сейчас просто выключится. Очень больно в груди. Очень. Смотрю, как Егор устанавливает сиденье. Потом поворачивается к моему сыну, которого я все еще держу на руках. К своему сыну. Протягивает руки. «Ну-ка, парень, иди сюда». «Я не парень, я Матвей!» Мой мальчишка говорит уверенно, не спешит довериться чужому дяде и прыгнуть в его объятия. Но дядя, который вовсе не дядя, сам делает шаг навстречу, собираясь забрать ребенка, моего ребенка из моих рук. «Вам тяжело, наверное, витаминка?»
В его голосе, как ни странно, нет ни капли сарказма. Я не хочу отдавать ему своего малыша. Не хочу. Но Матвейка неожиданно тянет к Егору ручонки, и стена забирает сына, а потом Егор крепко обнимает его, прижимая к себе. Я вижу, как он вдыхает аромат его волос. Матвейка замер в непонятках, хлопает глазенками. Матвей, я помню. Ты такой классный, Матвей. А я Егор. Будем знакомы? Егор, очень приятно. Мой сынок не очень хорошо выговаривает букву «Р». Вернее, почти не выговаривает, только в некоторых словах. Иногда у него получается, и он с удовольствием рычит. И мне приятно, Матвей. Очень-очень. И тут Егор делает то, от чего жар бросается в лицо и захлестывает аритмия. Он целует моего сына в макушку, потом усаживает в кресло, внимательно и аккуратно пристегивая. Улыбается сыну, закрывает дверь, поворачивается ко мне. Выражение его лица сразу меняется. Только что он был таким расслабленным, ласковым, милым, а сейчас... Нет, я думала, он будет жестоким, суровым, что он будет в ярости, но я вижу боль в его синих, как море, глазах. Он говорит одно только слово. Почему? Почему? Я задыхаюсь. Он спрашивает меня, почему? Не могу взять воздух. У меня снова моя старая болезнь, с которой, как мне казалось, я покончила давно. Не могу дышать. Просто открываю рот, и ничего не происходит. Я словно забываю, как это делается. В медицине это называют гипервентиляционный синдром. Если объяснить коротко, то под влиянием стресса человек задыхается, как я сейчас. Задыхаюсь, потому что один мерзавец задал мне очень простой вопрос. Почему? Почему что? Почему я скрыла от него ребенка? Меня начинает накрывать паника. Я вдыхаю, понимая, что в легкие попадает воздух, но надышаться им я не могу. Из глаз опять текут слезы. Господи, я задохнусь сейчас, умру, сдохну. И что будет с моим мальчиком? С моим сладким счастьем, из-за которого вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Одна моя подруга сказала, что мой сын сломал мне жизнь. То есть не подруга. После таких слов точно. Задыхаюсь и не знаю, что делать. Вернее, знаю, но мне нужна помощь. А кто поможет? Кто? Это синеглазое чудовище, которое стоит и смотрит, как я умираю, и делает вид, что оно тут ни при чем? Чудовище, которое я считала самым любимым. Мужчина, который был моим первым и остался единственным, который изменил мне, вышвырнул меня из своей жизни. Удалил с поля, показав сразу красную карточку. Господи, как больно. Не хочу умирать. Как во сне вижу, что Егор рвет на себя дверь машины, протискивается внутрь, что-то спрашивает у своей дочери. Вижу испуганный взгляд моего мальчика. «Матвей!» Хочу назвать его по имени и не могу. Все как в тумане. Мне кажется, что жизнь вокруг замедляется, словно в рапиде. Воздух, как кисель, его не втолкнуть в мою грудь никак. Внезапно рядом со мной оказывается он, стена, и у него в руках мое спасение. Он пихает мне в ладони бумажный пакет, помогая его открыть, поднести к лицу. Я выдыхаю туда, потом вдыхаю, выдыхаю еще раз, еще и еще.
пока, наконец, не понимаю, что дыхание выровнялось, что я в норме. Отнимаю от лица пакет, смотрю на Стенина. Он почему-то страшно бледный. Неужели испугался за меня? Вряд ли. Может, побоялся, что я умру, а журналисты, как всегда, будут обвинять его в жестоком обращении с женщинами? Глупо. Смотрю на него, стоящего с пакетом в руке у машины, и вспоминаю тот самый жуткий день. Это было так давно. 5 лет прошло. Тогда лучший друг Егора, Иван, также доставал из машины пакет, чтобы спасти меня от приступа. Глава 4. Я ныряю в воспоминания, которые всегда приносят боль. Я так старалась забыть, вычеркнуть из памяти. Но помню, словно это было вчера. «Дыши, черт побери! Дыши, малыш!» Иван на руках тащил меня на улицу к машине. «Сейчас, малыш, потерпи немного». Опустил у своего внедорожника, рывком открыл дверь. Достал бумажный пакет, приложил его к моему лицу, помогая держать. Я попыталась сделать вдох, потом выдох, потом еще один вдох. Сильно кружилась голова. Снова и снова в ней крутились слова, которые я услышала, когда стояла в коридоре у кабинета спортивного менеджера. Я думала, мой Егор будет ждать там меня, а оказывается, у него была встреча с другой, с его бывшей любовью, Снежанной, яркой блондинкой, дочкой владельца футбольного клуба. «Я беременна от тебя. Свадьба через 2 недели. Давай отставку своей витаминке». Я услышала именно это. Словно получила удар мечом по голове. Ничего не соображала. Ваня мне что-то говорил, а я все пыталась понять, как Егор мог так поступить со мной. Я ведь его любила и думала, что он любит. Он ведь сам говорил об этом. Повторял, что я необыкновенная, не такая, как все красавицы, особенная. Даже когда Иван неожиданно сжал меня в объятиях и начал целовать, я, как дурочка, думала о Егоре. За что, Егор? Если ты любил ее, зачем врал мне? Почему не признался? Я бы поняла, я бы смогла понять. Я отошла бы в сторону, потому что главное для меня, чтобы ты был счастлив. За что? А потом... Что, Вань, вкусная витаминка? Забирай, дарю. Подняла реснички и увидела взгляд синих глаз, полный презрения. Такая же, как все, продажная тварь. Я пыталась вырваться из рук Ивана, хотела что-то сказать. А рядом с Егором стояла улыбающаяся блондинка. Та, которая буквально несколько минут назад сообщила ему о своей беременности и о том, что их свадьба состоится совсем скоро. Почему же продажной тварью он назвал меня? Я так хотела преподнести ему сюрприз, подарок. Пластиковый индикатор с 2 полосками. Оказывается, меня уже опередили. А мне даже не дали возможности оправдаться. Иван держал крепко, не отпускал. А Егор не обращал внимания на то, что я кричала, просила остановиться, выслушать. А потом... «Какая же ты глупая, витаминка! Неужели не поняла? Он просто воспользовался тобой. Хвастался, что ты оказалась девственницей. Пока Снежанка уезжала в Штаты, ему надо было с кем-то развлечься». «Я не верю. Он не мог. Он говорил, что любит меня». «Мало ли, что он там тебе наговорил, дурочка. Любит. Он так всем говорит. Ты что, не знала?
кто у нас главный плейбой в сборной. Про него же вся желтая пресса пишет. Не надо, пожалуйста, Вань, не говори так. Он же твой друг. Пусти меня, я пойду к нему. Не пойдешь, не пущу. Моей теперь будешь. Он снова приник к моим губам, а я пыталась вырваться, пыталась избежать поцелуя. Увы. Как потом узнала, нас с Иваном еще и фотографировали в тот момент. И эти фото довольно скоро стали достоянием общественности. «Иван, не надо! Пожалуйста, я не хочу! Пусти!» «Извини, я не буду. Не стану тебя принуждать. Но я хочу, чтобы ты дала мне шанс». «Какой шанс, Иван? Я люблю Егора. Я ребенка от него жду». «Что?» Иван смотрел на меня растерянно. Новость его явно шокировала тогда. Ребенок. Этого ребенка точно не было в планах Вани, да и в планах Егора, как оказалось, тоже. Трясу головой, чтобы вырваться из воспоминаний, потому что ребенок, вот он, сидит в машине своего настоящего отца, и мне дико страшно. Селюсь, чтобы улыбнуться Матвейке. Все уже хорошо, сынок, мама дышит. Хотя нет, все плохо. Тот, кто стал донором клеток для твоего рождения, все еще рядом. Егор смотрит на меня, словно изучает. Он все еще бледный. На автомате протягиваю ему пакет. Стена берет его, смотрит, сминает, сжимая кулак. «Откуда ты знаешь?» Задаю неожиданный для самой себя вопрос. «О чем?» Он поднимает на меня глаза. «Про пакет». «А, это...» Среди футболистов куча невротиков. Ухмыляется. Как же они по полю бегают, если невротики? Хреново бегают, судя по успехам нашей сборной. Реально? Мы стоим и обсуждаем сборную России по футболу? Господи, боже мой. Успокоилась? Киваю, опускаю голову, понимаю, что краснею, и осознавая, что над головой завис дамоклов меч. «Поедем, витаминка, поговорим». «Зачем?» «Странный вопрос». «Не странный. Ты прекрасно понимаешь, что я не хочу никуда ехать». «Мне силу применить». «Это ты умеешь», — говорю и тут же прикусываю язык. Не стоит мне его злить. Все знают о том, какой крутой нрав у бывшего игрока сборной, ныне футбольного функционера и успешного бизнесмена Егора Стенина. Две его последних подружки буквально не вылезали из ток-шоу, показывая всему миру следы побоев, рассказывая, какой он абьюзер, трясли грязным бельем на весь свет. Честно говоря, я им не верила. Тот Егор, которого я знала, никогда бы не поднял руку на женщину. Но он ведь мог измениться. Значит, смотришь телевизор? Журнальчики, наверное, тоже читаешь, да? Инстаграм изучаешь? В курсе, какое я дерьмо, да? А знаешь, почему? Егор, я не... Перебивает, и глаза его вновь чернеют. Потому что никому не верю, поняла? Один раз сильно обжегся. Я хочу спросить, кто же это его так сильно обжег? А потом до меня доходит. Он что, меня имеет в виду? Каким образом? Садись в машину, витаминка. Не называй меня так, пожалуйста. А как мне тебя называть? Виталина Евгеньевна? Может, еще и шепотом, с придыханием? Егор, не надо. Что? Садись, дети устали и замерзли.
И наверняка оба голодные. Посидим в кафе, поговорим, потом отвезу вас домой. И все? Что все? Просто отвезешь? Ну, если ты пригласишь на ночь остаться, не откажусь. Я сейчас один. Он что, серьезно? Или голову мне морочит, зубы заговаривает? Ловлю на себе его взгляд. Оценивает. Ну, оценивай, в кого превратилась твоя витаминка. Прибавила лишних 10 кило. Правда, я раньше была сильно худой, так что коровой все-таки не смотрюсь. Одета уныло. Обычная я ж мать на выгуле. Широкий трикотажный комбинезон, сверху тонкая осенняя куртка на пуху, еще и жилетка в придачу. Как капуста. Но лучше так, чем промерзнуть до костей. Матвей любит гулять долго. Волосы, как солома, стянуты в простой конский хвост. Косметики ни грамма. Зачем? Кожа на лице обветрилась. В общем, я не та, кто может скрасить досуг столь шикарного мужчины, как Егор Стенин. Да и не очень-то и хотелось. Правда, Виталина? Ты стала такой аппетитной, так бы и съел. Угу, съел бы и не подавился. Нет уж, я вам, мистер Стена, такого удовольствия не доставлю. Садись в машину, я сказал. Разговор будет долгий и непростой, сама понимаешь. И снова накатывает дикий страх. Расслабилась дурочка. Подумала, что шутки будет шутить. Как бы не так. Сломает жизнь, прожует себя и не подавится. Горячая волна накрывает. Хватаю его за предплечье, разворачиваю к себе, шепчу: «Не забирай его, пожалуйста. Я все, что хочешь, сделаю, только не забирай». Глава 5. «Не забирай его, пожалуйста, не забирай». Ее голос сводит меня с ума, все жилы тянет. Только что задыхалась на моих глазах, а мне кажется, это я рядом с ней дышать не могу, потому что боюсь. Боюсь, что она от моего дыхания растает, исчезнет, растворится. Как тогда, 5 лет назад, растворилась в небытие, пропала со всех радаров. Нет, я знал, что она с Иваном мысленно желал им удавиться в объятиях друг друга. Помню, как первые дни после расставания с ней тупо лежал, смотрел в потолок, на котором было звездное небо. Хотелось ругаться, бить кулаком в стену. Вот только мои кулаки слишком дорого стоили. Почему? Почему все-таки он? Ведь витаминка говорила, что Ванька несерьезный. Что она в нем нашла? Новый контракт с итальянцами? Но у меня контракт не хуже. Да и потом. Если бы она сказала, что хочет в Италию, я бы все устроил. Поговорил с агентом, продался бы в Европу без проблем. Я ведь думал, что ей это не нужно. Был уверен, что она не такая, как все, не меркантильная. Дурак. Разве может быть другой девица с модельной внешностью, которую ты впервые увидел на подиуме и склеил на конкурсе красоты? Это был какой-то заштатный конкурс, название которого я не запомнил. Меня пригласили в жюри, и тот же Ваня надо мной дико ржал. «Чё, спецом для тебя, Стена, конкурс целый? Выбирай не хочу, ты уж и мне там присмотри тёлочку». Я как раз расстался со Снежанной, променяла меня на какого-то ушлепка-бизнесмена. Но я не сказать, чтобы страдал особенно, хотя когда-то был уверен, что люблю ее. Смотрел на сцену. Красавицы, одна лучше другой, яркие, холёные, уверенные в себе. Вроде естественные, без видимой пластики на лице и теле.
Но я-то уже был парень прошаренный, знал, что к чему и почем. Моя Снежана тоже была естественной. Вот только естественность ее вставала папашке в круглую сумму. Подумал тогда, а ведь Ваня-то не дурак. Неплохая мысль выбрать себе новую игрушку. Тёлочки-то реально хороши. Взгляд на золотоволосой красотке сначала не зацепился. Ну, красивая, но тут все красивые. А потом она пела какую-то смешную песенку. Зал ржал и отвечала на вопросы ведущего тоже весьма остроумно. Даже мой сосед из жюри, стендап-комик, ее оценил. Надо запомнить, Виталина Воронцова. Слышь, чувак, я ее уже запомнил. Окей? Тот повернулся, ухмыльнулся мне и поднял руки вверх, мол, со стеной спорить себе дороже. Виталина Воронцова. Девочка с золотыми волосами. Студентка 19 лет. Голос у нее был такой грудной, сексуальный, очень красивый. И улыбка. Представил, как она улыбнется мне утром и скажет что-то своим глубоким голосом, чуть хриплым после бурной ночи. Но мой подкат был провальным. Виталина отказалась дать телефончик. Сказала, если я действительно в ней заинтересован, сам узнаю. Я узнал. Притащил к институту букет из 50 роз. Она посмеялась. Почему так мало? Обычно несут 100 или 500. Мол, неужели Егор Стенин решил на ней сэкономить? Другой бы я швырнул букет, отправил в пешее эротическое и свалил бы в закат. А тут 500 роз, говоришь? Может, 1000 сразу? Ну, окей. Реально привез 1000. 2 огромных букета. Попросил Ваню помочь. Покраснела, цветы взяла. На этот раз я к ее съемной квартирке подвалил, но от ресторана отказалась. У нее сессия. А третий раз приехал с одной розой и застал Виталину всю в слезах. Шла из института. Оказалось, экономику рискует завалить. У меня факультет рекламы и связи с общественностью, а это Грымза считает, что мы на экономическом. Да у меня подруга как раз на экономиста учится. У них в институте нет такого. Давай помогу. Чем вы поможете? А ты думаешь, если я футболист, то тупой? Голову вскинула, хмыкнула. Конечно, думаю. У вас все мозги мячиком отбиты, это же видно. Смотрит серьезно, а в глазах чертики пляшут. Вот же поганка. Притянул ее тогда резко за шею и поцеловал крепко, чтобы сама поняла, где и что у меня отбито. У нас на поле не мячики, выучи раз и навсегда. Девушка-футболиста должна знать о футболе все. А где она? Кто? Девушка-футболиста. А ты зеркало с собой не носишь? Я-то ношу, вот только как оно поможет? Так ты в него посмотри, может, увидишь девушку-футболиста. Давай свою экономику, что там у тебя? Хмыкнула, протянула конспекты. Пришлось с ней позаниматься. Увы, тогда суккубо экономикой. Но лед тронулся, господа присяжные заседатели. С экономикой мы разобрались, постепенно стали и с отношениями разбираться. Четвертая встреча снова была у института. Предложил прогуляться в парке,
раз уж она не хочет в ресторан или кафе. Взяли кофе с собой, сели на лавочке у набережной. «Вы красивый, богатый, знаменитый. Я вам зачем?» Она упорно мне выкала, а я ей тыкал. «Ты тоже красивая и тоже можешь стать богатой и знаменитой». «Я?» Она засмеялась искренне. «Это вряд ли. Я жутко стеснительная». Жутко стеснительные не ходят на конкурсы красоты. А я и не ходила. Меня подруга попросила. Им нужен был человек для ровного счета. Подруга — сестра организатора конкурса. Я знала, что там все куплено, и ни на что не рассчитывала. То есть как куплено? Я был в жюри, мы честно голосовали. Ага, только победили именно те, кто должен. Да ладно, мне реально все равно. Я не претендовала. Погоди, ты понимаешь, что ты меня сейчас обидела? Как я вас обидела? Вы что, я не хотела? Смотрел в широко распахнутые испуганные глаза цвета карамели и думал о том, что я хочу их видеть перед собой, когда буду опускать ее на постель. Хочу видеть ее золотую головку на своей подушке как можно скорее. Только глазки, чтобы были не испуганными, а подернутыми пеленой удовольствия. Не хотела, а обидела. Ты сказала, что конкурс купленный, а я был в жюри. Получается, я купленный? Она стушевалась, расстроилась, покраснела. Захотелось пальцем по ее щечке пройти, краску стереть. «Извините, Егор, я сказала глупость». «И все? Этого мало. Не готов тебя простить». «Что?» «Один поцелуй, и ты прощена». «Знаете что?» Возмутилась и еще больше раскраснелась. «Обойдетесь и без поцелуя». «Не обойдусь». Она хотела встать, но я притянул ее к себе, прижал к лавке. «Пустите, пожалуйста!» «А если нет?» Закрыла глаза, вся сжалась, словно оледенела. «Нет, такую ее целовать я совсем не хотел. А понять не мог, чего ломается. Я ведь реально богатый, знаменитый, красивый. Чего ей еще надо?» Отпустил, отсел подальше. Подумал, если уйдет, догонять не стану. Стал бы. Сидели молча 15 минут. Время я точно знал. У меня таймер внутренний стоял. Я и во время матча всегда четко определял, сколько нам еще играть. Не надо было даже на табло смотреть. «Егор, извините меня, я пойду. Мне еще курсовую дописывать. Я правда не хотела вас обидеть». «Это ты меня прости, Виталина. Я, видимо, разучился с девушками общаться». «Привыкли, что вам сразу все на шею вешаются?» «Тип того». «Ну, извините, это, конечно, глупо прозвучит, но я не такая». «А какая ты?» «Я обыкновенная, простая». «Простая? Ты? Ничего себе, простая. Тебя даже букет в 1000 роз не растопил». «А должен был?» «Ну, не знаю. Я раньше никому 1000 роз не дарил». «Когда в следующий раз будете дарить, закажите сразу вывоз этого букета. А то мне пришлось дворнику заплатить, чтобы он его вынес». «Ничего себе предъява! Кем-кем, а простой эта девочка точно не была». «А почему ты мне не позвонила?» «Зачем?» «Попросила бы, я бы его вынес и выбросил». «И как бы это прозвучало?» «Алло, Егор,
Вы мне тут 1000 роз дарили, а можете их выкинуть. Так, что ли?» Она улыбнулась смущенно, а я опять придвинулся ближе. «Виталина, я послезавтра уезжаю на игру в Испанию. Может, тебе что-то привезти?» Спасибо, не стоит беспокоиться. «Нет, правда. Скажи, что ты любишь?» Шоколад. «Шоколад. Счастливица. У меня была жуткая аллергия с детства. Стоило маме зазеваться, а мне проглотить конфету. Как начиналось. Краснота по рукам, дикая чесотка. Я долго не мог понять, как такое вкусное может быть таким опасным. Да уж. Смотрел на Виталину и думал: вкусное всегда опасно. Вот и она была такой. Хотелось всю ее съесть сразу. И понимал, что потом последствия могут быть. Ого-го. Я привезу. Самый лучший. Не знал, какой в Испании шоколад, но в дьюти-фри-то он точно был. Поедем, подвезу тебя. Спасибо, я сама доберусь. Виталина, пожалуйста, я ведь уезжаю. Мы неделю точно не увидимся. Хорошо, только Я понял. Без рук, да? Опять зацвела как мак. А мне интересно стало, реально такая или цену набивает? Не верил я во все это. В невинность, в скромность, стеснительность. Наверное, потому что у меня реально очень давно уже было много бабла и славы. Я ведь еще с молодежки хорошо звездил и зарабатывал. И девицы мне проходу не давали. На все готовые, лишь бы стена внимание обратил. Ну, я и обращал. Почему нет? Ну и серьезные отношения тоже были со Снежанной. Мы всерьез собирались пожениться, и о детях тоже всерьез. Более чем. Она даже лечилась, думала забеременеть, но подвез Виталину к дому, припарковался. Надо было выйти, открыть ей дверь, помочь выйти, а я сидел, замерев, вдыхая ее аромат девичий, которым моя бэха пропиталась. «А вы с кем играете в Испании?» «С испанцами». «То есть это игра сборной, да?» «Товарищеский матч». «А показывать будут?» «Конечно». «Будешь болеть?» «Буду. Я вообще в футболе разбираюсь. У меня мама болельщица». «Мама? Круто. А папа?» «А папы у меня не было». «Извини». «А почему вы стали именно вратарем?» «Как почему? Я же стена, поэтому и стал». «Стена. Прикольное прозвище». «Это не прозвище, это моя истинная суть. Быть стеной для тех, кому нужна защита». «А я витаминка». «Кто?» «Ну, Виталинка, витаминка. Меня так мама называла. Я в детстве была вредная, а она меня называла витаминкой и убеждала, что я должна быть не вредной, а полезной». «И как? Получилось у нее тебя убедить?» «Получилось. Я правда прекратила вредничать и, наоборот, стала всем помогать». Она улыбнулась, а я не смог сдержаться. Рывком потянулся к ней, прижал к сиденью, взял ее лицо в ладони и... Она мне ответила. Робко, слабо, чуть дрожали губы. Так нежно. «Привезу тебе тонну шоколада, моя витаминка». Сам не мог узнать мой осипший голос. «Не надо тонну. От тонны будет диатез. Привези одну коробку и победу». «Привезу. Будешь ждать». Промолчала, кивнула только еле-еле. Проводил ее до квартиры. На прощание взял руку и поцеловал в ладонь, а потом наклонился к губам. «Можно мне немного витаминов на удачу?» «Можно», — сказала и поцеловала сама. Так сладко, нежно.
И почему у меня было ощущение, что она целуется в первый раз? Ну, то есть я ее уже целовал, конечно, но вот чтобы она сама... Из Испании мы реально привезли победу, хотя доброхоты писали, что против нас вышел второй состав. Не совсем. Топовые игроки тоже были. И Пике, и Вилья, и Иньеста. Но я реально был стеной. И когда отбил пушечный удар Диего Коста и знал, что меня покажут крупным планом, задрал футболку сборной и показал ту, что была надета под ней, белую, с картинкой, на которой был пузырек витаминов и надпись B12. А почему именно B12? Может, я витаминка Е или А? Мы опять гуляли по парку, я держал ее за руку, наши пальцы были переплетены. В другой руке у нее был букет ромашек, который я купил у бабульки на входе. Мой отец бы сказал витамин Р. Это что за витамин? Я такого не знаю. Он так называл ремень. Грозился применить, но так ни разу и не пустил в ход свое оружие. Я усмехнулся, вспоминая отца. Он бизнесмен средней руки, очень гордился мной. Потом мы шли молча. Но молчание не было неловким, нам было хорошо. Ну, по крайней мере, мне было очень хорошо. Просто потому, что она шла рядом. Блин, если бы парни из клуба знали, какое у меня тут свидание. Они-то привыкли к тому, что вокруг меня постоянно толпы горячих цыпочек. А тут... Иван спросил только, положил ли я уже девочку на обе лопатки. Это у нас с ним было такое условное обозначение. Глупое, пацанское. Но услышал, что это он говорит о моей витаминке, и так захотелось ему двинуть по сапатке. Еле сдержался. Ничего не стал отвечать. Почему-то не хотелось показывать то, что я чувствую к этой девчонке. А я уже что-то чувствовал. Не просто желание уложить, овладеть, попробовать. Хотя... Виталина, ты мне скажи, мы долго еще будем гулять, за руки держась? А что, вам что-то не нравится? Мы вроде договорились на «ты». Извини. Она все время так трогательно извинялась. Ты устал? Пойдем обратно. Я могу сама до дома добраться. Вот же, блин, горелый. Резко остановился, дернул на себя, прижимая. Прошептал ей в самые губы. Ты правда не понимаешь или притворяешься? Егор, не надо. Ой! Прижал ее к себе, чтобы почувствовала. Все, попыталась вырваться дикарка. Вита, ну, пожалуйста, не надо, не дергайся. Ты же понимаешь, что я взрослый мужчина, и что я с тобой хочу не только по паркам гулять. Извини, Егор, я не могу по-другому. Да почему? В чем проблема? Хочешь, перевезу тебя к себе или квартиру тебе сниму. Я готов нести ответственность, буду обеспечивать. Еще сильнее стала вырываться. Пусти, пусти, сказала. Я тебе не содержанка и не эскортница. И я сразу тебя предупредила, что ничего не выйдет. Я не такая. Да при чем тут эскортница? Я хоть раз отнесся к тебе как к... Отнесся только что, когда предложил эту гадость. Я думала, ты всерьез, что у тебя чувства какие-то ко мне, а ты, тебе нужно то же, что и всем. Да, мне это нужно. Мне 25 лет, я нормальный мужик. А мне 19, и я девственница. Глава 6. Воспоминание бьет током.
Зачем все это прокручивать в голове, когда после таких флешбеков только боли фантомные? Она смотрит на меня своими глазами оленьими. «Не забирай его, пожалуйста. Я все, что хочешь, сделаю, только не забирай». Кого она просит не забирать? Ребенка? Да ведь невооруженным глазом сразу видно, что парень мой. Тут никакие экспертизы не нужны. Я его еще на детской площадке срисовал. Подумал, надо же, бегает вот такой мой генетический двойничок. Глаза синие, нос наш стенинский, именной, а главное, родимое пятно на щеке. Даже мысль промелькнула. Разбазаривал ты, стена, свой посадочный материал направо и налево. Может, кто-то и решил твой подарочек оставить. И ведь даже не ёкнула, что это она могла. Ей-то зачем? Она ведь с Иваном сошлась, жила с ним какое-то время. Потом они разбежались. Но что там случилось, я не вникал. Мне было по Фаренгейту. Почти. А потом мальчуган назвал свою мамашу витаминкой, и меня повело. Значит, вот так вот, да? А теперь не забирай. В машину села. Рывком дверь открываю. Садится. Сразу поворачивается к мальчику, что-то спрашивает. Не вникаю. Обхожу машину, чтобы на свое место сесть. Завожусь, трогаюсь. «Па, ты забыл!» Капризный голосок моей принцессы врывается в мозг. «Прости, солнышко». Торможу, останавливаюсь. «Ну, команда?» «Вперед!» — оглушает всех высоким голосом, смешно грассируя. Это наш ритуал. Это то, что мне больше всего нравится в отцовстве. Вот такие ритуалы, которые знаем только мы с моей Ярославной. Подмигиваю ей в зеркало и вижу взгляд паренька. Какого паренька? Сына? Матвей. И ведь назвала же так, зараза. Так моего деда звали, любимого. И я ей говорил, что если сын будет, обязательно назовем Матвей. Хмурюсь. Матвей, значит. Весело. Красиво мы с ней друг другу отомстили. Она сына назвала так, как я мечтал, а я дочь, так, как она хотела. Ярослава. Так маму Виталины зовут, это я хорошо запомнил. Когда на УЗИ сказали, что будет дочь, просто поставил Снежану перед фактом. А ей было плевать. Она не хотела рожать, а пришлось. А витаминка хотела. Тайком от меня выносила, родила. Зачем? Не проще было бы таблеточку выпить и свободно, как ветер. Или поздно спохватилась? Она ведь дуреха была, в контрацепции вообще не шарила. Ладно, допустим, пропустила сроки. Решила рожать. Дальше что? Ваня ее, видать, тогда и кинул. Видимо, не смогла ему чадо навязать. Да, Ванек таким был. О себе только думал и о своем удовольствии. Всегда. Почему же она тогда не стала меня искать? Дюже гордая? Но гордость жрать не принесет. Может, пыталась найти, но не подпустили ко мне? Тоже не стыкуется. Могла бы к журналистам пойти, раздуть скандал, мол, стена обрюхатил и уходит от ответственности. Почему же я узнаю о своем сыне только сейчас, спустя 5 лет? Парню чуть больше 4, почти ровесник моей яркой. Ярослава, Ярчик, яркая, даже Славка. Я придумываю дочери десятки милых прозвищ, люблю ее до безумия, потому что это лучшее, что случилось со мной. Моя дочь, мое счастье. Поэтому и живет она со мной, а не с блудной недомамашей. Почему же витаминка ни словом, ни полсловом о ребенке? Ладно, будем разбираться. Главное, я его нашел, а значит, из рук не выпущу. И ее не выпущу. Я
ее. Вдыхаю такой знакомый аромат. Он снова наполняет легкие. Опять вся машина пропахнет ее тонкими духами и телом. Она слегка округлилась в некоторых местах. Очень аппетитно. Я ей не соврал. У меня реал никого не было. Даже так, для временного удовольствия. Но никаких фантазий, Стена. У тебя и так проблем с бабами выше крыши. Их сначала разгреби, а потом подъезжаем к небольшому, очень уютному кафе. Совсем не пафосному, как можно было бы ожидать. Я же вижу взгляд витаминки. Она что, боялась, что я ее в крутой ресторан повезу? Я ведь помнил, что она не любила такие заведения. Вернее, говорила, что не любит. Скорее всего, тоже врала, цену набивала. Или я на самом деле так плохо ее знал? Сейчас в голове каша. Потому что я много лет был уверен в одном, а сейчас, глядя в синие глаза ее сына, понимаю, что, возможно, все в прошлом было совсем не так. И меня бесит неопределенность. Бесит то, что я чего-то не знаю и не понимаю. Но я очень хочу понять. И пойму, добьюсь ответов. Если не захочет по-хорошему, то я могу и по-плохому. Раз у меня и так репутация абьюзера, мне терять нечего. Паркуюсь почти у самого входа. Ярослава на самом деле любит пить тут какао. Да и я тоже. Выхожу, чтобы помочь Виталине и детям. Она сама уже спешит выскочить из машины и открывает дверь с той стороны, где сидит сын. Я помогу его достать, он тяжелый. Он нормальный, я привыкла. Привыкла его носить? А что, никто не помогает? Сверкает глазами. Я сама справляюсь. Самостоятельная? Как видишь. Вижу. Вижу, что, скорее всего, одна живет. По крайней мере, кольца на пальце нет. Вижу, что особенно не пытается никого привлекать, иначе не оделась бы, как клуша. Хотя мне ее вид нравится. Она домашняя, что ли, родная? Так, Стенин, тормози, какая она тебе родная? Она... Не хочу снова в воспоминания, надо выдохнуть. Вспоминать буду позже. Пока нужно хотя бы попытаться наладить диалог. Витаминка в этом мне не особенно поможет. Но она всегда была такой, отвечала резко и дерзко. Про таких говорят, за словом в карман не полезет. Я долго не мог понять, что это такая защитная реакция. Ей было непросто в жизни. Воспитывала ее мать одна, без отца. Девочка росла красивая, явно кадры к ней клеились всякие. Но эту мозаику я тогда из ее рассказов собирал. Потом, когда рухнуло все, думал, что каждое слово было ложью. И еще позже стал думать о том, а не плевать ли мне было на всю эту ложь, если я хочу рядом ее и только ее. «Папа, а можно будет пойти в игровую?» «Конечно, можно, птичка, только сначала обед». «А какао?» «И какао». Вижу, что Виталина поджимает губы. Обед ее напрягает? Так время обеденное, у нее ребенок. Должна понимать, что ему есть пора, если она нормальная мать. А по всему видно, что нормальная. Парень одет тепло, но при этом модно. Выглядит ухоженным, лучше, чем мать. «Добрый день, Егор Александрович!» В этом кафе меня всегда встречают с улыбкой. На самом деле я совладелец этой сети кофеен. Один из моих успешных проектов. Меня тут, естественно, знают хорошо, и мне тут комфортно. На стене при входе висит мое фото.
То самое, что и на аэрографии. Моя лучшая игра. Фантастический удар. Я ведь сам, конечно, не ожидал, что так будет, но нам нужна была победа, и я жил и рвал, да и вся команда тоже. Но в момент пенальти от вратаря зависит больше, чем от всей команды. Публика в кафе спокойная, в основном семьи с детьми. Тут хорошая игровая. Я сам разрабатывал ее, учитывая пожелания и потребности моей дочери. Иногда посетители подходят ко мне с просьбой дать автограф. Я всегда с удовольствием подписываю открытки, которые специально лежат тут же, за стойкой. Фотографируюсь, если просят. Я вообще хорошо отношусь к болельщикам и фанатам, даже к агрессивным. Они, как и я, живут футболом. Это ценю. Девушка-хостес приглашает нас к нашему любимому столику. Егор Александрович, простите, столик же на двоих, а вас четверо? Ничего страшного, мы подвинем соседний, поместимся. Да, я помогу сейчас. Не нужно, я сам. Меню принести? Я знал меню наизусть, но понимал, что если закажу Виталине и сыну еду сам, она может расценить это неправильно. Да, конечно, для наших друзей. Девушка улыбается, отходит. Ловлю строгий взгляд витаминки. Мы не друзья. Да уж, определенно, мы не друзья. Глава 7. Приятное кафе, милое семейное. Я и не подозревала, что стена может посещать такие простые, даже, можно сказать, скромные по его меркам заведения. Кафе для простых смертных, таких как я и мой Матвейка. Видимо, и с дочкой он тут бывает частенько. Девочка все знает, и ее, похоже, тут тоже знают. А мне неуютно от слова совсем и страшно. Хотя, пока мы ехали в машине, я все-таки смогла прийти в себя и успокоиться. Он не отберет у меня Матвея. Я не позволю, костьми лягу. Я не Снежанна, которой, по всей видимости, было плевать. Я за своего ребенка горло перегрызу. Ну, по крайней мере, я буду бороться. Пока ехали, я думала, что можно сделать. СМИ — это первое. Если уж его любовницам удалось попасть на все федеральные каналы с обвинениями в издевательствах, то и я смогу. Дворжецкий. Все-таки у моего шефа есть и деньги, и связи. Он должен помочь в память о маме. И он, скорее всего, поможет. Он очень хорошо ко мне относится. И Матвея моего он тоже любит. Конечно, проще всего мне на время скрыться, затаиться, придумать тактику защиты, обороны. Мне нужна фора, хотя бы несколько дней. Для этого я должна попытаться сейчас уйти, скрыться, спрятаться. И Матвея спрятать. Это, конечно, будет непросто. Я знаю, если Егор что-то задумал, его так просто не сбить. Если он сегодня решил узнать, почему я скрыла ребенка, почему пряталась, если решил поставить меня перед фактом, что теперь он знает, и меня, нас, просто так не отпустит, значит, так тому и быть. И что мне делать? Не через окно же в туалете бежать, хотя хорошая мысль. Нас ведут к столу. Егор договаривается, чтобы сдвинуть два вместе. Я так понимаю, их постоянный столик рассчитан на двоих. А тут классная игровая. Мы сейчас покушаем и пойдем играть, хорошо? Я не могу не умиляться тому, как дочь Егора общается с моим сыном, со своим братом. Вита, сейчас принесут меню. Я могу посоветовать, что взять из детского.
Он может посоветовать. Интересно. А сама я, что не знаю вкус своего сына? Спасибо. Стараюсь сдерживать эмоции и сильно не грубить. Я сама способна выбрать ребенку еду. Я понимаю. Ладно, раз ты такая самостоятельная. Ухмыляется. А глазами он продолжает меня прожигать. Не изучать, не разглядывать, нет, прожигать, сканировать, рентгеном просвечивать. Он и раньше на меня так смотрел, в то время, когда я еще не была его девушкой. Ну, то есть он считал, что была. Он ведь сразу мне сказал, что я девушка-футболиста. Я помню, как однокурсницы, с которыми я снимала квартиру, меня расспрашивали что да как. «Дура ты, Витка! Это же Стенин! У него бабла немерено! Знаешь, сколько эти футболисты зарабатывают? Да он за один матч себе может квартиру в Москве купить». «И что? Пусть покупает. Мне-то что?» «Глупая ты! Все эти девицы, которые с футболистами, видела они какие? И тюнингованные все, и шмотки на них все брендовые. Да и не фигня какая-то, а Прада и Виттон. И машины у них, и на курорты они катаются. И пусть катаются, меня это не интересует». Я кривила душой, меня интересовало, правда. Мне хотелось и красивые вещи носить, и квартиру, и машину. Я была нормальной девушкой, не дурой, не витала в облачках. И бессеребренницей тоже не была. Но мне хотелось всего этого не просто так. И содержанкой я становиться не собиралась. Я хотела квартиру, машину, вещи, но больше всего я хотела Егора. Я боялась признаться самой себе в том, что мне хочется именно Егора. Не его деньги, не материальное. Пусть оно все тоже будет, да, я не против, но вместе с ним. Мне очень хотелось быть не просто девушкой футболиста. Мне хотелось стать его женой. Мне хотелось, чтобы он полюбил меня по-настоящему, так, как я полюбила его. Я ведь его любила. Смотрю в окно, зная, что синие глаза все так же прожигают. Меню, витаминка. Голос хриплый, низкий, словно он тоже сейчас вспоминал. Вспоминал то, что было тогда, 5 лет назад. 5 лет назад. «Прекрати, пожалуйста, пусти меня. Я тебе не содержанка и не эскортница. И я сразу говорила, что ничего не будет. Я не такая». «Да при чем тут эскортница? Я разве хоть раз говорил? Я относился к тебе как к эскортнице». «А ты не понимаешь? В том-то и дело. Относился. Вот только что, когда предложил эту гадость». Я всхлипывала, чувствуя, что слезы вот-вот на пороге, а реветь перед Егором совсем не хотелось. «Я думала, ты всерьез, что у тебя чувства ко мне, настоящие чувства, а ты... Тебе нужно то же, что и всем». Я видела, как в его глазах полыхнуло возмущение. Да, я понимала, что не права, что ему на самом деле это необходимо. Он ведь мужчина, о чем он тут же не преминул напомнить. «Да, мне это нужно. Очень нужно, понимаешь? Я мужик, нормальный, мне 25 лет». «А мне 19, и я девственница!» Выпалила ему в лицо и замолчала, замерла. И он замер. Смотрел на меня так, как будто я с другой планеты.
А что тут такого? Ну да, я была невинной, меня воспитали так. Дело было не в том, что мама была строгой блюстительницей нравственности. Наоборот, мама ничего мне не запрещала и позволяла самой решать, что делать и как жить. Моя мама была актрисой, певицей, жила ярко, красиво, у нее были романы. Но мама всегда говорила, что любила по-настоящему только моего отца, мужчину, который ее когда-то оставил ради карьеры и ради другой женщины, родители которой могли в этой карьере помочь. Знаешь, Витаминка, такого счастья, как с ним, я не испытывала ни с кем. Мне ни с кем не было так тепло, уютно, спокойно. Он же бросил тебя, мам, бросил нас. Он ведь знал обо мне или... Она молчала, выдерживала паузу, как в театре. Тогда мне все казалось правильным, дочь. Сейчас я понимаю. Нет. Наверное, неправильно было отнимать у тебя его совсем. Вот так, вырвать с корнем. Но когда ты вырастешь и полюбишь, если тебе повезет полюбить именно так, я надеюсь, ты меня поймешь. Мама снова замолчала, а потом продолжила. Я не заставляю тебя хранить невинность. Ты можешь распорядиться своим телом так, как считаешь нужным. Оно твое. Но мне бы хотелось, чтобы твой первый раз был таким же, как у меня. Чтобы это случилось по большой любви, с правильным мужчиной. Тогда ты поймешь, как это прекрасно. Вот я и ждала того, кого полюблю и кто полюбит меня. Ждала того, кому смогу доверить свое тело, подарить любовь. И мне очень хотелось, чтобы это было именно по любви, по-настоящему, так, как пишут в хороших книгах. Смотрела на Егора и думала, что он сделает. Рассмеется мне в лицо, отвернется и уйдет. Он сделал то, чего я, наверное, в тот момент совсем не ожидала. Шагнул ко мне, обнял, прижал к себе, поцеловал куда-то в висок. «Прости меня, девочка моя, прости, пожалуйста. Я клинический идиот, как я сам не догадался». Я сначала даже не поняла, о чем он. Потом дошло. Конечно, он думал, что я уже не... Да хотя бы потому, что встретил меня на конкурсе красоты. Принято же считать, если девушка модель или участвует в таких конкурсах, значит, она легко доступна. Глупость несусветная. Даже на нашем конкурсе, даром что я знала о том, как там все решается, были девочки очень серьезные, не глупые, строгого воспитания, не распущенные. Егор, пожалуйста, не вырывайся, не уходи. Я... Прости за это глупое предложение. И вообще... Не нужно извиняться. Я пойму, если ты больше не захочешь меня видеть. Что? Ты сошла с ума? Глупая. Я... Я дышать не могу, когда ты не рядом. Мне физически плохо, когда тебя нет. Ты мне нужна. Его голос был глухим, низким и каким-то тяжелым, больным, и я чувствовала, что он говорит правду, и я помню то дикое ощущение счастья. Просто потому, что он вот так меня обнимает, говорит такие слова. Да, не слова любви, но в тот момент его слова казались важнее, правильнее. Я... я готов ждать, Витаминка. Буду ждать столько, сколько тебе нужно. Пока ты не поймешь, что я тот, кому ты готова сказать «да».
кого захочешь сделать первым и единственным. Ты поняла меня? Первым и единственным. Он так и остался первым и единственным. Только вот ему не обязательно об этом знать. Глава 8. Нам, пожалуйста, суп с фрикадельками из детского меню и салат из свежих овощей. Я слышу восторженный писк моего сына. Это он увидел игровую. Матвей и Ярослава уже ускакали туда, а мы делаем заказ. Я напряжена. Мне было бы удобнее, если бы сын был рядом. Еще что-нибудь? Милая официантка приветливо улыбается и краснеет под взглядом Егора. Латте без сиропа, сахара и корицы. И отдельно взбейте, пожалуйста, молочную пенку. Посыпать шоколадом? Нет, одновременно почти кричим я и стена. Девушка-официантка вздрагивает, а потом улыбается. Я помню, Егор Александрович, аллергия. Это не у меня, это у моего сына. Перебиваю, не давая ему сказать. Зачем он это делает? Знает, что за новость о его внебрачном ребенке журналисты удавятся. Хорошо, я поняла, улыбается мне и поворачивается к Егору. Вам, Егор Александрович, как всегда? Да, пожалуйста, и горячий шоколад. Он смотрит на меня и неожиданно накрывает мою руку своей, и я не успеваю отдернуть ладонь. Виталина, ты ничего себе не заказала. Тут очень вкусно, правда? Я не голодна. Желудок скручивает, и, конечно же, как по закону подлости, он урчит. Я вижу. Ты любила пасту. Тут очень вкусная паста с лососем. Мне все-таки удается выдернуть ладонь. Я представляю, как тут вкусно, но есть я не намерена. Спасибо, я не хочу. Официантка решает поддержать моего спутника. Он явно местный герой. У нас на самом деле очень вкусно, попробуйте. Сегодня у нас как раз блюдо дня спагетти а-ля маринаре. Я много лет проработала в ресторане и могу сказать, что я бы за такой фортель официантку как минимум лишила чаевых. Клиент четко сказал, что есть не собирается. Мой персонал обучен, что в такой ситуации не стоит навязываться. И вообще, психологию клиента надо учиться понимать. Если клиент говорит только кофе, особенно если это девушка, пожелания необходимо учитывать. Девушка может сидеть на диете, а сказать об этом спутнику стесняется, например. Да мало ли что может быть. Максимум, что можно предложить, что-то низкокалорийное в качестве комплимента от заведения. Егор понимает, что я недовольна поведением официантки, и отправляет ее, попросив напитки принести сразу. Потом поворачивается ко мне. Зря ты отказываешься от обеда. У нас реально вкусно готовят. У нас? То есть это его кафе? Я напрягаю память, вспоминая все, что читала о Егоре. Да, где-то писали, что помимо карьеры спортивного функционера он еще занимается бизнесом, в том числе и ресторанным. Молодец, что я могу сказать? Не зря он так любил экономику. Вид, я угощаю. А вот эти слова меня реально бесят. Так и не избавился от привычки все покупать. Спасибо, я прилично зарабатываю, могу заплатить за себя. Ухмыляется. Смотрю на Егора и понимаю, как ненавижу его в этот момент. Реально ненавижу.
за все, за то, что он сделал тогда, 5 лет назад, и за то, что я чувствую сейчас. А особенно за дикий страх, который почему-то испытала там, в парке. Несколько лет назад вся страна следила за тем, как Егор Стенин отбирает ребенка у родной матери. Правда, к слову сказать, Снежанну назвать матерью было сложно, особенно если судить по тем материалам, которые нарыли против нее адвокаты стены. Конечно, многие не верили в то, что беременная женщина и молодая мама может вести себя так чудовищно. Те, кого интересовала эта история, разделились на два лагеря. Одни были за мать, пусть даже и такую гулящую, бросающую голодную новорожденную дочь одну дома. Другие за отца, который тогда был по сути неприкасаемым, как говорится, в порочащих его связях не замечен. Тогда. «Вита, ты куда улетела? Я понимаю, что ты можешь заплатить, но ведь это я вас пригласил». «Пригласил? Это называется приглашение? Разве нет? Ты заставил меня поехать с тобой». «Ты могла отказаться». «Неужели?» У меня дрожат руки. Я вся дрожу. Я так переволновалась, увидев Егора, что теперь, видимо, начинается отходняк. Сейчас я понимаю. На самом деле, наверное, я могла просто уйти там, в парке. В крайнем случае позвать на помощь, полицию вызвать. Но я была в таком шоке, что просто голова отключилась. Хочешь сказать, мы и сейчас можем встать и уйти, и ты не будешь нас искать? Нет. Что? Он сейчас серьезно? Сейчас ты уже не можешь встать и уйти. И искать я вас теперь буду. На краю света найду. Холодный пот течет по спине. Прекрасно понимаю, что значит его слова. Угрозы в них вроде бы нет, его тон мягкий, но... От этого мне еще сильнее хочется сбежать, испариться, раствориться в городской толпе, взять билеты куда-нибудь, на край света, за полярный круг или в тайгу, в глухую деревню. Конечно, я так не сделаю, но соблазн велик. Вита, послушай, я не хочу начинать наше общение со ссоры. Он это сказал? А ему не кажется, что уже поздно? Я хочу поговорить, понять. Понять что? Почему ты ничего не сказала мне о ребенке? Он ведь мой сын. Это ясно без всяких тестов ДНК. Что? Ему ясно? Я обычно спокойная, как удав, закипаю мгновенно. Тебе нужны тесты? А Снежанну ты тоже просил сделать тест, когда она от тебя родила? Вижу, как дергается мускул на лице. Просил, и она его сделала. Я усмехаюсь. Ну, конечно же. Вся страна была в курсе того, в каком свете он выставил свою жену. Но про меня-то он все знал. Он знал, что я не могла быть ни с кем другим ни до, ни во время, ни даже после, даже через столько лет. Закрываю глаза, опускаю голову. Я вымотана. С момента нашей встречи в парке прошел, дай бог, час, а я уже выжата, как лимон. Абсолютно. Извини, мне нужно в дамскую комнату. Встаю из-за стола. В туалете включаю кран, опускаю руки под теплую воду. Слезы бегут из глаз, не могу их остановить. Опять вспоминаю тот жуткий день 5 лет назад. Те слова, которые сказал Иван. Я ведь знала, что Егор любил Снежанну. Он рассказывал мне о ней,
о том, что считал, что по-настоящему любит, хотел жениться. Они поссорились. Егор говорил, из-за того, что Снежана ему изменила. Уехала в Штаты. Потом вернулась и... Наверное, они снова стали встречаться. А я... Видимо, я была всего лишь девочкой, которую Егору интересно было положить на лопатки. Особенно после того, как он узнал, что у меня еще никого не было. Иван откровенно смеялся надо мной. «Глупая ты, Витаминка! Зря ты ему вообще сказала, что ты целка. Не дала бы, он бы и отвалил. Ему просто было по приколу тебя сломать, подчинить. Так-то ты ему нафиг не сдалась. Снежка, сама знаешь, чья дочь. А ты никто». Да, я и чувствовала себя никем. Меня тогда в столице ничего не держало. Я поехала к маме. Мама внимательно выслушала мой рассказ и настояла на том, чтобы я позвонила Егору и все объяснила. «Девочка моя, ты должна с ним поговорить. Мне не нравится то, что ты не выяснила все до конца. Это неправильно». «Мама, Егор сам сказал Ивану, что он может меня забрать. Он даже не сомневался в том, что я сама целовала Ивана, понимаешь?» «Вита, ты же не знаешь, что Иван рассказал о тебе Егору. Сама понимаешь, а говорить можно даже святого». «Мам, какая теперь разница? Снежана беременна от Егора. Они собираются пожениться». «А ты уверена, что Егор согласился стать ее мужем? Точно ли он отец ее ребенка?» «Мам, ну о чем ты говоришь?» «Вита, я жизнь прожила, я знаю, о чем говорю. Свяжись с Егором, объясни ему все. Расскажи, что ты его любишь, что ты ждешь ребенка». «А если он меня на аборт отправит?» «И что? Если отправит, значит, нашему малышу такой папа не нужен». «Мам, я буду рожать». «Естественно, я в этом даже не сомневалась. Будем рожать и растить, и все будет хорошо, даже если твой Егор окажется не самым лучшим мужчиной». Я помню каждое слово того нашего разговора с мамой. Я позвонила Егору, ответила Снежанна. Сказала, что Егор занят. Они выбирают место для свадебного торжества. Егору не до меня. И вообще, лучше мне больше не беспокоить Стенина. Он занят, девочка, поняла? Тебе ловить нечего. Я поняла, все поняла. Воспоминания снова рвут сердце. Стою над раковиной в туалете ресторана, реву, не могу остановиться. Заходит девушка с маленьким ребенком. «Вам плохо? Я могу помочь?» Мгновенно соображаю, что помочь она мне действительно может. Выхожу в зал. Вижу, как мой малыш сидит за столом, что-то увлеченно рассказывает своему отцу, пьет молоко. Сажусь, стараясь не показывать своего волнения. Пододвигаю латте. Делаю глоток. Вкусно. У них хорошая кофемашина. И сорт кофе приятный, мягкий, не из дешевых. «Вкусно?» «Да, спасибо». «Матвей сказал, что ты тоже работаешь в ресторане». «Да». Не думала, что мой сынок такой разговорчивый. «Почему в ресторане? Ты не смогла окончить институт?» Он что, издевается? Или считает, что я в ресторане посуду мою? Извини, Егор, это тебя не касается. Делаю глоток кофе. Мой Матвей допивает молоко, на губах забавная пенка. Он смеется, а Егор вытирает ему губы салфеткой. «А вы на самом деле футболист?» «Да,
На самом деле, любишь футбол? Матвей косится на меня, улыбается, качает головой. Нет, не очень. Мама говорит, что все футболисты... Матвей, пойдем-ка помоем ручки. Не даю сказать обидные слова, но Стенин все понимает, хмурится, смотрит на меня из-под лобья. Сейчас принесут горячее. Поторопитесь, пожалуйста. Хорошо. Смотрю на него. Красивый, богатый, знаменитый и успешный. А в глазах пустота. Мне даже жаль его. Он несчастлив. А я? Я счастлива. Глава 9. Колбасит меня не по-детски. Не понимаю, что вообще происходит. Я не знаю, что сказать, что и как спросить. Почему Виталина родила сына и ничего мне не сказала? Почему? Смотрю на паренька, и сердце тает. Как он похож на меня. Такой забавный, веселый, шебутной явно. Наверняка ей с ним непросто. Моя мама вечно жаловалась на то, что я шилопопой. При этом мальчишка такой ладненький, славный, смешной. И как они сразу нашли общий язык с моей Ярославкой? Что это? Зов крови? Уверен, да. Мальчишка хорош, а вот его мать... Кажется, что ее каждое мое слово выводит из себя. Еду заказать я не могу, предложить оплатить счет, как ежиха иголки выпускает. И доброжелательность официантки ее, кажется, тоже раздражает. Я не хочу с ней ссориться. Мне нужно поговорить, выяснить и реально не отпускать. Потому что вижу ее, и внутри горячо, жарко. Разглядываю ее так, словно я зверь голодный, а она добыча. Попалась, не выпущу. Так ей и говорю. Вижу, как она снова напрягается, злится и в то же время дрожит. Блин, я ее пугаю. С первой минуты пугаю. Знаю, чего боится. И правильно, ей есть чего бояться. Она моего ребенка от меня скрывала. За это ей придется ответить. Но не могу быть с ней грубым, не могу обвинениями бросаться. Мы должны нормально поговорить. Я хочу выяснить правду. Витаминка, я не хочу начинать наше общение со ссоры. Я просто хочу выяснить, понять, почему ее так удивляют мои слова. Но я ведь на самом деле должен понять, почему она так поступила. Черт возьми, она была беременна, родила. Ну, может, она, конечно, не была уверена в том, что ребенок от меня. Возможно. Возможно, только когда он родился, она увидела, что он мой. Глаза, родинки, нос. Уж на белобрысого Ваньку-то мой Матвей совсем не похож. Ни разу. Ладно. Когда она поняла, что ребенок от меня, почему не призналась, не приехала? Я бы не отказался от него. Я бы стал помогать. Я бы... Черт. Понимаю, почему она не сделала этого. Во-первых, тогда, когда она родила, я был женат. И у меня тоже только родился ребенок. Она не могла об этом не знать. Снежанна устроила грандиозное шоу, как говорится, во всех телевизорах страны, во всей желтой и не желтой прессе. Егор Стенин стал отцом. Счастливые родители с новорожденной. Лучший вратарь забил гол в нужные ворота. И так далее, и тому подобное. Правда, естественно, никто не знал, что гол забил вовсе не я, и счастливым уж точно не был. За то, чтобы скрыть реальную информацию, Снежанна заплатила очень хорошо.
И вообще, моя бывшая старалась сделать хорошую мину при плохой игре. Естественно, витаминки в такой ситуации сообщать мне о сыне было, наверное, не слишком приятно. А потом она, скорее всего, испугалась. Решила, что я поступлю с ней так же, как со Снежанной. Черт, но ведь она не Снежанна. Она прекрасная мать, это видно. И я никогда бы не отобрал у нее сына. Но должна же она понимать, как мне больно. Как больно узнать, что где-то рос парень, похожий на тебя. Учился улыбаться, переворачиваться, сидеть, ползать, ходить, говорить, жить. А ты ни сном, ни духом. Почему ты ничего не сказала мне о ребенке? Это ведь мой сын. Это ясно без всяких тестов ДНК. Да, мне реально это ясно. А она опять злится. Снежанну ты просил сделать тест, когда она от тебя родила? Чувствую, как у нее кипит внутри. И у меня тоже кипит. Бесит. Потому что реально я потребовал тест. И его результат меня просто убил. Вижу, что ей тяжело дается наше общение. Мне тоже непросто. Очень непросто. Извини, мне нужно в дамскую комнату. Она встает, я любуюсь ее фигуркой. Красивая. Стала еще красивее, чем раньше. Приносят кофе, молоко, горячий шоколад. Я иду звать детей, в очередной раз умиляюсь, как дружно они играют. Не могу удержаться, беру обоих на руки. Парнишка прижимается ко мне, пахнет так сладко, улыбается мне. Я не хочу его отпускать. Не хочу больше пропустить ни дня из его жизни. Он берет чашку, глотает молоко. Я спрашиваю, далеко ли они живут. Спросить адрес все-таки не решаюсь. Надеюсь, его мама сама мне все расскажет. «А где твоя мама работает?» Это моя Ярослава спрашивает. «Мама работает в большом ресторане». «В ресторане?» Я удивлен. Она же училась на пиар-менеджера. «Да, я люблю ходить в ее ресторан. Там весело и вкусно, как тут». Витаминка возвращается. Ее долго не было. Понимаю, что она плакала. Я повел себя неправильно. Я растерялся, разозлился. Надо было по-другому все сделать, но... Виталина уводит сына в туалет. Я смотрю на дочь. Для нас это всегда проблема. В мужской же я ее не поведу, и в женский заходить не всегда удобно. Приходится просить помощи. Если бы у нее была нормальная мать. Стоп, сглатываю. У нее может быть мать. Вернее, у нее есть мать. Ярослава что-то лопочет, рассказывая, какой смешной Матвей и как они вместе катались с горки, ныряя в бассейн с шариками. Улыбаюсь. Скоро вы все будете делать вместе, малышка. Очень скоро. Витаминка с парнем куда-то пропали. Понимаю, что их нет уже долго, потому что суп давно на столе, а они... Девушка-администратор, смущаясь, говорит, что из кафе они не выходили. По крайней мере, не из главного входа. Через пару минут выясняется, что они сбежали через кухню. Какая-то посетительница принесла им их верхнюю одежду. Я не обратил внимания на девушку, которая крутилась у стойки с нашими вещами, потому что смотрел на Матвея. Меня трясет. Думаю о том, что сделаю, когда найду ее. А я ее найду. Из-под земли достану. Набираю телефон одного хорошего знакомого.
Среди футбольных болельщиков есть известные актеры, музыканты, политики, а есть те, кто может найти кого угодно, где угодно. Объясняю, что мне срочно нужна помощь. «Пап, я домой хочу». «Ярчик, прости, но тебе же понравился Матвей, да? Они с мамой уехали и забыли оставить номер телефона, а мне очень нужно их найти». «Я знаю наш телефон наизусть, а Матвей мамин не знает, он только адрес знает». Сглатываю. Неужели мне повезет? «И какой же у него адрес?» «Очень простой». «Мам, а что случилось? Почему мы уехали? Я кушать хочу». «Сейчас, милый, приедем домой, и я тебя покормлю. У нас дома вкусный куриный супчик». «А я хотел там с фрикадельками». «С фрикадельками сварю завтра. Хочешь?» «Я хотел сегодня». Мой мальчик начинает капризничать, и я его понимаю. Он устал и голодный, а я... Я просто запаниковала. Пока едем в такси, думаю, что делать дальше. Ясно, что Стенин меня в покое не оставит, особенно теперь. Мой побег, конечно, разозлит его еще больше. Но мне правда нужно было время. Что делать теперь? Понимаю, что прежде всего нужно позвонить Дворжецкому, заручиться его поддержкой. Не сомневаюсь, что он поможет нам. А дальше? Нет. Убегать и прятаться я не буду. Смысл? Пусть стена за мной побегает, если ему так надо. Матвей только мой сын. В свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоит прочерк, так что, если Стенин его украдет, это будет похищение, уголовное преступление. Доказать, что Матвей его сын, он может только сделав этот несчастный тест ДНК. Гуглю информацию. Узнаю, что без моего согласия тест сделать нельзя, по крайней мере, официально. Успокаивает ли это меня? Скорее нет, чем да. Я прекрасно понимаю, Егор — звезда. Его знают и любят многие, даже несмотря на ту истерию, которую поднимают вокруг его имени девушки, с которыми он был в отношениях. Но неужели я не смогу защититься? И надо было нам именно сегодня пойти в этот парк. И вообще, что мне не сиделось в моей родной железке? Работала в отличном месте, зарабатывала по меркам города вполне достойно, и квартира была своя. Правда, в столице мне тоже не пришлось снимать. Денис Александрович предоставил мне квартиру. Раньше тут жила его дочь. Она вышла замуж, уехала за границу, жилплощадь осталась. Такси подъезжает к дому, выхожу, помогаю сыну выбраться из кресла, беру его на руки. Матвей насупился, не смотрит на меня. Озираюсь, как преступница. Егор же не мог так быстро меня отследить. Во дворе тихо, чужих машин я вроде не вижу. Заходим в подъезд. Сын вырывается, требуя отпустить его. Он уже давно не любит, когда я его таскаю. Говорит, что большой. Ну да, для своих 4 с небольшим он не маленький. Дома Матвейка швыряет куртку, ботинки. Он у меня темпераментный мальчишка. Иногда с ним сложно, но я стараюсь. «Матвей, сейчас я разогрею суп». «Не буду». «Ты голодный, надо поесть». «Не буду, не буду, не буду». Бросается в свою комнату, игнорируя мои замечания. Ну вот, злюсь. Не на ребенка, на себя. Зачем пошла в парк?
Зачем согласилась поехать в кафе? И главное, зачем в итоге сбежала? Это был порыв, дикий, глупый. И что теперь делать? Иду в комнату. Матвей, малыш, давай поговорим. Нет. Послушай, нам нужно было уехать. Нет. Сынок, я тебе потом все объясню. Надо пообедать. Не хочу, не буду. Господи, мне только не хватало его истерики. Сажусь на кровать, руки опускаются, и слезы опять бегут сами собой. Всхлипываю. Мне так больно и так жалко себя. Егор опять появился в моей жизни и сразу причиняет боль. То ли еще будет, если он начнет нас разыскивать. Если потребует общения с Матвеем, захочет признать ребенка. Боже, я ведь даже не подумала о том, что будет в этом случае. Мы ведь попадем под пристальное внимание СМИ. Нас начнут преследовать. Этого я точно не хочу. И что мне делать? Мам, ты что, ревешь? Реву. Как? Вот так. Ты в парке тоже ревела? Ревела. Обманула? Киваю головой. Обманула. Получается, я теперь обманщица, кругом виновата. Не плачь, мамуль, я тебя люблю. Мой малыш обнимает меня, прижимается влажной щечкой. А ты почему ревел? Так. Если мой сын говорит так, значит, что-то серьезное. Мне понравился дядя-футболист и девчонка. А почему ты говорила, что футболисты глупые? Он разве глупый? О нет, он совсем не глупый. Малыш, я сказала ерунду и неправду. Есть и хорошие футболисты. Правда, мне в свое время не повезло найти именно таких. Но моему сыну пока не обязательно об этом знать. Ох, витаминка, витаминка, натворила ты дел. И что теперь? Понимаю, что по-хорошему мне нужно позвонить Егору и все объяснить. Ну, по крайней мере, свое сегодняшнее поведение. Но как мне это сделать? Я не знаю его номера. Тот, что был раньше, давно выключен. А как узнать новый? Иду на кухню. Суп ребенку все-таки нужно разогреть. Достаю свой телефон. Нахожу старый контакт. Алло? Алло? Неужели сама витаминка соизволила мне позвонить? Ну, привет. Привет, Иван. Мне нужна помощь. Позвонить Ивану еще одна не самая лучшая идея. Иван явно не ожидал моего звонка, да еще и с такой просьбой. Уверена, он не может не знать номер телефона Егора. Но, увы, бывший лучший друг Стены сказал, что давно не общается с ним, и у него нет никаких контактов. Ладно, я хотя бы попыталась. Придумаю, как мне быть. Накладываю супчик в тарелку. Матвей уже стучит ложкой. Голод все-таки не тетка. Звонок в дверь заставляет меня вздрогнуть. Кто это может быть? Пытаюсь успокоиться. Мне часто звонит соседка, просит то соль, то сахар. Она пожилая, и ей просто хочется пообщаться. Смотрю в глазок, и сердце опять начинает колотиться, как сумасшедшее. Стена. Как он узнал? Так быстро. Он снова нажимает кнопку звонка. По всей квартире раздаются соловьиные трели. «Витаминка, открывай. Я знаю, что ты дома». Ну что ж, я хотела поговорить. Вот и поговорим. Открываю дверь. У ног Егора прыгает его дочь.
«Привет, привет, привет! Это опять мы! Мы вам привезли ваш суп и салат!» Матвей выбегает в коридор, и она, ничтоже сумняшися, бросается ему на шею. Егор улыбается, глядя на них, а мне не до улыбок совсем. Мы были бы похожи на очень красивую семью, если бы не некоторые обстоятельства. «Что тебе надо, Егор?» «Мы принесли ваш обед». «Спасибо, у меня есть чем кормить ребенка». Он смотрит на меня, улыбается. Улыбается. «Может, ты нас пригласишь? Мы голодные». Матвей уже помогает Ярославе раздеться. Мне ничего не остается, как отойти и пропустить Егора в коридор. Он протягивает мне пакет. «Можешь разогреть Яське суп?» «Да, конечно». Я ухожу на кухню. На автомате достаю из пакета контейнеры с едой. Переливаю суп в тарелку, ставлю в микроволновку. Стою, прижавшись к столешнице, закрыв глаза. Господи, зачем я пошла в этот проклятый парк? Чувствую, что на кухне я уже не одна. Егор стоит сзади. От него словно исходят волны силы. И еще у него очень тонкий, изысканный, вкусный парфюм. Он всегда любил такие ароматы с нотками сандала и табака. Хочу повернуться и сказать, что сейчас еда будет готова. И не могу, потому что Егор подходит вплотную. Кладет руки на стул рядом с моими, прижимает меня к столу. А потом его губы прижимаются к моему уху. «Я очень скучал по тебе, Витаминка». Нет, я не должна позволять ему так с собой обращаться. Дергаюсь, поворачиваюсь резко, чтобы оттолкнуть, дать отпор, но он сильный, такой сильный и высокий. С ужасом смотрю в его темнеющие глаза, которые приближаются, на его чувственный рот, который приоткрывается, готовясь встретиться с моим. Нет, нет, пожалуйста, только не это. Поздно. Поцелуй обрушивается лавиной. Не успеваю даже вздохнуть и проваливаюсь в него. Это, правда, не похоже на простой обмен прикосновениями губ. Это похоже на стихийное бедствие, цунами, шторм, гроза, ураган в моей голове. Трудно что-либо соображать, когда он вот так близко. Даже не так, когда он становится продолжением меня. Я не отвечаю ему, и мои руки безвольно висят вдоль тела, но в то же время я вся захвачена происходящим, до боли в сердце, до слез, закипающих в уголках глаз. Зачем он это делает? Зачем мучает меня? «А ну, отойди от моей мамы!» От неожиданности мы с Егором вздрагиваем. Он на мгновение выпускает меня, и я прихожу в себя и с силой толкаю его в грудь. Глава 10. Ее губы. Для меня это словно машина времени. То, что отбрасывает на годы назад, заставляя вновь и вновь переживать моменты прошлого. Первый поцелуй. Не тот, который я сорвал почти силой, а тот, который она подарила сама. Мягкость и податливость ее рта сводила с ума. Хотелось постоянно чувствовать под своими губами эту нежность. У меня было много женщин. Хотя у меня был режим, и я старался ему следовать, но никогда не отказывал себе в удовольствии. Обычно мои подружки были уже опытные, все умеющие. Витаминка была другая. И поцелуи ее другие, нежные, трепетные,
настоящие. Она тогда оторвалась от моих губ, еле дыша, стыдливо спрятала лицо на моей же груди. «Ты что?» «Ничего, просто я в первый раз сама целовала и вообще». «Что вообще?» Она вздохнула, почти всхлипнула, а я прижала ее к себе. И такое чувство было. Крылья выросли. Хотелось кричать от счастья. Реально. Никогда такого не испытывал. Даже со Снежанной, хотя ведь верил, что люблю ее. И любил, наверное. Просто любовь разная. Как я сразу не догадался тогда, что витаминка еще девочка. Помню, как обрадовался тогда и испугался. Ответственности испугался. Как оказалось, не зря. Теперь вот, получается, расхлебываю. Смотрю в ее глаза. В них обида и боль. И снова страх. Ее сын, вернее, наш сын, бросается на защиту, встает рядом с ней, обнимая за ноги. Моя Яська тоже вбегает на кухню, стоит у двери, глазенками хлопает. «А что тут происходит?» «Целуются!» «Матвей, что ты говоришь такое? Мы не целовались!» «Он тебя целовал, я видел!» А мне интересно, откуда парень вообще про поцелуи знает? Его маму часто целуют? Мы сказку смотрели, там тоже целовались. Фу! Это Матвей моей Ярославе сознанием дела объясняет. А мне нравится, когда целуются. Ярчик глазки закатывает и улыбается. Да уж, детки. Улыбаюсь, поднимаю взгляд на витаминку. У нее подбородок дрожит и слезы в глазах. Черт, опять какая-то лажа происходит. Да что такое со мной? Не могу объяснить, но сейчас меня просто бесит то, что она так сильно трясется из-за того, что я рядом. Из-за того, что узнал ее тайну. Садитесь к столу, сейчас обедать будем. Виталина быстро соображает, как съехать с поцелуйной темы. Суетится, ставит на стол тарелки с супом, салат перекладывает из контейнера. Тарелки только для детей. А у меня у самого живот от голода подводит. Я не успел съесть ни любимую карбонару, ни салат с ростбифом. Только вот свой пакет с едой я забыл в машине. «Папочка, а где твоя паста?» Моя девочка всегда заботится обо мне. «Забыл, Ярчик. Я могу сходить за ней. Вы будете суп с лапшой? Есть еще котлеты из индейки». Виталина снова говорит мне «вы», как когда-то давно. Предлагает обед, не глядя на меня. Что ж, не буду отказываться. Спасибо, я с удовольствием. Люблю домашнее. Не кривлю душой. Реально очень люблю, хотя питаюсь в основном в ресторанах. Все, что происходит дальше, ножом по сердцу. Женщина, которую я когда-то любил до дрожи, кормит меня и моих детей обедом. Все так по-домашнему, так спокойно и мило, и вкусно. Накладывает мне полную тарелку ароматного куриного супа с лапшой. Когда-то я ей рассказал, что моя мама готовит такую лапшу, обязательно добавляя свежую зелень. Суп витаминки именно такой, с зеленью. Отдельно ставит котлетки с салатом, которые я привез ее, нашему сыну. Салата много, порции у нас в кафе приличные, на всех хватит. «А ты что будешь?» Смотрю на витаминку.
Вижу, что она бы от всего отказалась, но при детях ей неудобно. Молча наливает себе суп, ставит тарелку. За столом одно место, рядом со мной. Кухня у нее довольно большая, но у стола все равно тесно. Представляю витаминку в своей столовой. Ей бы понравилось. Я помню, как она рассказывала о доме своей мечты, где был бы огромный белый обеденный стол. У меня именно такой. И покрыт всегда белой скатертью с алыми маками, такой, о которой мечтала Виталина. Я купил эту скатерть, когда мы играли с турецким Бешикташем. Выбирал, думая о ней, о Виталинке-витаминке, которая часто краснела, как маков цвет. Продавец турок все повторял на ломаном русском, что моя жена будет очень доволен. Только вот жены никакой уже не было. Или пока. Смотрю на красивую женщину, сидящую рядом. Она могла бы быть моей женой, если бы... Нет, стена. Лучше пока не думать об этом. Передай, пожалуйста, хлеб. Она подает плетенку с батоном, наши руки встречаются. Но Вита не отдергивает ладонь, не делает из соприкосновения пальцев никакого представления. Подумаешь, дотронулись друг до друга. Ей вроде бы все равно. Но щеки, как маки на моей скатерти, и я кайфую от этого. Мы вроде едим молча, но при этом молчание получается не неловким и странным. Наоборот, впечатление, что мы дружная семья, которая собирается вместе в выходной день, чтобы пообедать. Спасибо, ма, вкусно. Можно я ей покажу свои игрушки? Ее зовут Ярослава, милый. Можно Яся, если тебе сложно, Матвей. Дочь, поела? Идите поиграйте. А вы опять целоваться будете? Разве можно так сразу целоваться? Моя малышка слишком понятливая для своих лет. Мы не целовались. Мне соринка в глаз попала просто, а витаминка, то есть тетя Виталина, мне помогла. Тогда неинтересно. Ярчик ухмыляется и слезает со стула. А Матвей смотрит скептически. Он-то хорошо видел, что никакой соринки не было. Чувствую, его так и подмывает поймать меня на вранье. Но... «Мам, если что, зови меня!» Мамкин защитник. Ухмыляюсь, а в душе радуюсь, что паренек именно такой. Дети выходят. Виталина сразу подрывается убирать со стола. Беру ее за руку, она тут же вырывается, сразу меняется в лице, буквально шипит, тихо, чтобы в комнате не услышали. «Не трогай меня!» «Извини, я не буду, просто не мог удержаться. Тебе помочь?» «Помоги, свали из моей жизни!» «Не могу, и ты это знаешь». Молчит, складывая тарелки в раковину. У нее посудомойка вроде есть. Вспоминаю, что витаминка любила мыть посуду. Вообще любила возиться с водой. Когда волновалась, старалась опустить руки в воду. Зачем из кафе сбежала? Знала же, что найду. Мне нужно было время. Я и сама хотела тебя найти. Вот это новость. И как интересно. Ивану звонила. Ивану, этому. Меня передергивает. Имя бывшего друга до сих пор вызывает неприязнь. Я ведь раньше верил в мужскую дружбу. Считал, что Ваня хочет как лучше, опасается за меня, видя мое отношение к витаминке.
Оказалось, все гораздо проще. Ваня сам хотел витаминку и получил. Ну и как Иван? Чувствую, как ноздри раздуваются от презрения. Никак. Удивлен, что ты еще с ним общаешься после всего. После чего? Смотрит удивленно. Ну как же? Он же тебя по рукам пустил. Хлесткая пощечина обжигает лицо. У моей витаминки рука тяжелая. Глава 11. Идиот, придурок несчастный. Ненавижу его, просто ненавижу. Мне крупно повезло, что этот мужчина в свое время показал истинное лицо. Хорошо, что я не стала женой такого кретина. Я задыхаюсь, просто даже не знаю, что сказать. Нет слов у меня. А он смотрит на меня и ухмыляется. Хочется плюнуть в его смазливую, холеную рожу. «Какой же ты!» — поджимаю губы. Нормальных слов для стены у меня нет. Но опускаться до ругани не хочу. Я не так воспитана. «Уходи, Стенин, уходи и лучше не возвращайся». «Уйду, только вместе с сыном». «Да неужели? Нет у тебя никаких прав на моего сына, понял? Нет». «А если подумать?» «Нечего думать». «А если хорошо подумать, витаминка?» «Не называй меня так. Меня зовут Виталина. Отчество Евгеньевна, если ты забыл». «Не забыл. Я ничего не забыл». Наклоняет голову. Синие глаза темнеют, и взгляд снова опускается на мои губы. «Это что?» Он вот так просто говорит, что его бывший друг сделал из меня девушку с низкой социальной ответственностью и при этом собирается поцеловать? Даже не думай, стена. Не могу не думать. Тебе мало твоих чудо-уток? Кого? Он еще удивляется. Твоих красавиц, которым ты платишь за то, чтобы они в губы тонну гиалуронки закачали, а потом про тебя в ток-шоу всем рассказывали. А ты что, ревнуешь, Виталина Евгеньевна? Ты у врача давно был? Мне кажется, твоя травма головы все-таки имеет последствия. Ладно, Виталина, хватит. Давай поговорим серьезно. Давай, я буду говорить, а ты слушай. Матвей только мой сын. Его отец погиб. Это все, что тебе и всему миру надо знать. А если ты попробуешь его у меня отнять, я не только на ток-шоу пойду, я всех на ноги подниму. Я на Красную площадь с плакатом выйду. Я сделаю все, чтобы такой, как ты, к моему ребенку на пушечный выстрел не подошел. Понял? Ты ему никто. Ответ неверный, витаминка. Мне так хочется стереть ухмылку с его лица. Его наглость, как ни странно, действует на меня успокаивающе. Я становлюсь увереннее. Он мне угрожает? Ну-ну, посмотрим, кто кого. Чувствую в этот момент, что готова к битве. Просто так я не сдамся. Только хочу ответить ему какой-то колкостью, как слышу глухой удар в комнате. Что-то упало, а потом громкий плач. «Ярослава!» Егор подрывается и бежит в комнату, я за ним. В детский хаос. Все игрушки, которые обычно аккуратно разложены по коробкам, вывернуты на ковер. Детали лего рассыпаны по всему полу. Егор, естественно, сразу наступает на одну, вскрикивает, чертыхается.
а я бросаюсь к его дочери, которая лежит на полу под детским спортивным комплексом. Мой Матвейка сидит рядом. «Что случилось, сынок?» «Она не сильно ударилась, мам, просто упала». «Откуда упала?» Егор уже сидит рядом. «Ярчик, как же ты так? Где болит?» «Здесь», — она показывает лобик, на котором уже наливается шишка. Этого не хватало. «Егор, нужно что-то холодное приложить. Я сейчас». Бросаюсь обратно на кухню. И хорошо, я забыла выключить воду. Раковина почти заполнена. Еще чуть-чуть, и был бы потоп. Хватаю специальный пузырь со льдом. Наверное, такая штука есть у каждой мамы-мальчишки. По крайней мере, мне требуется частенько. Шишки мой герой набивать любит. Возвращаюсь, оборачиваю пузырь тонким полотенцем, подаю Егору. Он прикладывает его к колбу малышки. У меня снова щемит сердце. Как он смотрит на нее. Отворачиваюсь, потому что в глаз опять предательски попадает соринка. «Я думаю, нужно ехать в травму, Вит. Как считаешь?» «Он со мной советуется?» «Откуда я знаю? Это его дочь». За Матвейкой бы я просто понаблюдала. Если бы я после каждой шишки ездила бы в травмпункт. «Пап, куда?» Девочка уже не хнычет, но всхлипывает. «Детка, тебя надо показать доктору». «Не хочу к доктору». В глазах снова слезы. «Не надо ее к доктору. Пусть ее моя мама поцелует, и сразу все пройдет. У меня мама волшебная». Я смотрю на Матвея, потом на Егора. Вижу, что его глаза снова темнеют. «Да, мама у тебя волшебная, это точно». «Тетя, я не хочу к доктору. Поцелуй меня». Чувствую, как мои губы начинают дрожать. Я не могу этого сделать, просто не могу. Черт, как я мог забыть о том, что Ярчик одна в комнате? То есть не одна, но они же мелкие еще. Им всего по 4. Ясно, нельзя их одних оставлять, а мы... Горе-родители, ничего не скажешь, забыли обо всем. Держу на руках своего кузнечика и молю Бога, чтобы все было хорошо. Да, сам я шишек набивал и набиваю море, но со мной все понятно. Я парень, мужчина, я спортсмен. Мне на роду написано шишки набивать. Но Яська, девочка, принцесса моя. И каждый ее синяк, каждая царапина для меня стресс. Не только потому, что ей больно, что это может стать причиной серьезной болезни. Нет, не только в этом дело. Просто, когда ребенку больно, он на автомате зовет кого? Правильно, маму. И Ярчик звала, долго звала. Только буквально с полгода как отучилась. И то, мне кажется, что просто стала понимать, что меня обижает. Я все время пытался доказать, что ей не нужна материнская забота, что ей хватает отца. Кому доказать? Прежде всего себе, наверное. Ну, по крайней мере, такая мамаша, как Снежка, ей точно не нужна. Я считал, что совсем справлюсь сам. И справлялся. Походы в туалет не в счет. И не думал о том, чтобы искать себе женщину, которая бы стала матерью для моей крошки. Понимаю, что не искал постоянных отношений именно потому, что не хотел, чтобы у моей принцессы была мачеха. Вообще не искал постоянных отношений после разрыва с женой. Собственно,
И назвать-то женой ее могу с большой натяжкой. Просто была свадьба, был штамп от безысходности. От того, что Витаминка укатила с Иваном на яхте зажигать. Витаминка. Наблюдаю, как она смотрит на мою дочь, хлопочет, старается меня успокоить. А потом... Пусть ее моя мама поцелует, и сразу все пройдет. У меня мама волшебная. Не могу удержаться. Повторяю слова сына. Волшебная мама. Мама! Тетя, я не хочу к доктору. Поцелуй меня. И глаза Витаминки, которые наполняются слезами. Черт! Вижу, как она колеблется. Зубы сжимаю до скрежета. Если бы она только знала. Ну, Витаминка, поцелуй ребенка. Ну что тебе стоит? Конечно, милая, конечно. Я тебя поцелую, и все пройдет. Смотрю, как она аккуратно берет дочь, обнимает осторожно, целует лобик, то место, где наливается шишка. Потом прижимает к себе и смотрит на меня. И в ее глазах такая тоска. А я в этот момент принимаю решение. У моей дочери будет мать. Обязательно. Самая настоящая, родная. Она обнимает Ярославу так нежно, а сама смотрит на меня. Смотрит так, как будто ей очень больно. А мне не больно? Мне нафиг не больно было, когда я смотрел на ее фотки с Ванечкой на яхте. Так, ладно, спокойно, Стена. Лишние эмоции сейчас только помешают. Сейчас главное Ярославка и ее голова. Шишка, в принципе, не очень большая, но я бы все-таки съездил к доктору. А, Ярчик, помнишь тетю в халате со смурфиками? Она ведь тебе понравилась? Мы были у доктора всего неделю назад. Плановый осмотр перед прививкой. Прививку делала медсестра. Вот она враг номер один. А доктор ведь нас не обижал. Понравилось. Она уколы не делает? Не делает. Просто посмотрит твою головушку, и все. Я тоже с вами поеду, неожиданно заявляет Матвей. Безапелляционно. Его тон не терпит возражений. Смотрит на мать. Собственно, мы оба на нее смотрим одинаковыми глазами, а она на нас испуганно. Да, милая, представь, мы сговорились с сыном вот так. Ха-ха, генетика, что ли? У нас просто мысли сходятся, и все. Витаминка еще раз целует Ярославу. Неожиданно. Ясен пень, она сейчас найдет миллион причин, чтобы... Мы сейчас переоденемся. 10 минут. Матвей, давай-ка быстренько. Ого! Неожиданно чувствую, как в груди становится жарко и так радостно. Черт, сам себя не понимаю. Что происходит? Что со мной такое? Смотрю на нее, и как будто не было этих лет. Да что там лет? Предательства ее не было. Как будто я не видел ее поцелуй с Ваней. Хотя, что там один поцелуй? Допустим, он ее сам поцеловал. Я ведь потом размышлял, думал, что это так может быть. А она? Она меня в черный список. На звонки не отвечала, с квартиры съехала. Как потом оказалось, прямо к Ванечке на яхту. Су. Так, спокойно, спокойно. Стена. Потом будешь предаваться воспоминаниям. Надо думать о настоящем. А в настоящем у меня ребенок с шишкой на лбу. Второй ребенок, которому еще предстоит узнать, что я его папа.
И женщина. Женщина, от близости которой ведет не по-детски. Она передает мне дочь, и я не могу удержаться. Обнимаю обеих, слышу, как Виталина тихонько ойкает от неожиданности. Спасибо тебе, Витаминка. Вижу ее губы дрожащие, и снова воспоминания накатывают. Как тогда, 5 лет назад, когда сообщила мне о своей невинности, а потом, когда я сказал, что буду ждать столько, сколько ей нужно. Она уткнулась мне в плечо и засопела. Потом обняла меня за шею. «Поцелуй меня, Егор, пожалуйста». И я поцеловал. Целовал долго, с упоением отмечая, как она отвечает на поцелуй. Робко, неумело, но так охрененно приятно. Я прижимал ее спиной к какому-то дереву, периодически давая вздохнуть, заглядывая в глаза, в которых была одна просьба: «Еще, целуй еще». Потом только понял, что тогда уже влюбился в нее бесповоротно. Нет, не влюбился, полюбил. И важно было, чтобы она чувствовала. Для меня это не очередной приз в гонке за звание лучшего плейбоя сборной, не желание вкусить запретный плод, не зарубка на рукоятке автомата, мол, еще одна жертва обаяния и бабла Стенина. Она моя женщина, единственная, неповторимая, любимая. Никому такого не говорил, даже Снежке. Хотя с той был момент невероятной близости, проникновения друг в друга. Но, Витаминка, я готов ждать, сколько будет нужно. Веришь? Она кивнула. А я надеялся, что все-таки придется ждать не слишком долго, потому что желание обладать ею сжигало меня изнутри. «Мы готовы!» Звонкий голос сына вытаскивает меня из воспоминаний. Смотрю на Виталину и... офигеть! Глава 12. Сама не знаю, что на меня нашло. Сначала рука потянулась к привычному комбезу, в котором я с Матвеем гуляла. А потом... Потом я увидела в шкафу красивый костюм модного в этом сезоне лимонного цвета. Я купила его для одного мероприятия в ресторане. Надела один раз. Костюм из коллекции одного молодого дизайнера. Мы работали вместе, когда он был еще совсем зеленым, начинающим. Я часто хожу в его бутик, иногда даже рекламирую его одежду, снимаюсь для каталогов, поэтому у меня всегда хорошая скидка. К этому наряду как раз подходит новое пальто, тоже желтое, но оттенок чуть теплее. Переезд в столицу на меня все-таки повлиял, решила принарядиться. И туфли есть осенние, лоферы на устойчивом каблуке, пудрового цвета, лаковые, очень удобные. Ну и не всегда же я в режиме «я ж мать». У меня вообще-то ответственная работа. Мне на ней полагается выглядеть соответствующе. Матвею тоже выбираю вещи понаряднее. Он смотрит на меня удивленно. «Мам, а ты почему такая красивая?» «А что, разве обычно я не красивая?» «Всегда красивая. Тебе дядя Фигур понравился?» Чуть не давлюсь слюной. Хотя, чего я ожидала? Парень у меня весьма не глупый, все сразу понял. Стоп, Виталина, Витамина. Это что значит «сразу понял»? Получается, ты реально считаешь, что нарядилась, потому что тебе Егор нравится? Нет, он мне не нравится, от слова совсем.
И мне плевать на его широкие плечи и на синие глаза. И вообще, он предатель и абьюзер. Вот он кто. Люблю это модное, хлесткое слово. А как его еще назвать? Эти его чудо-утки с накачанными губами бегают из одной передачки в другую, рассказывая, какой Стенин подлец, изменник. Они говорят «изменщик», и это жутко бесит. И как он любит руки распускать. Так что не нравится он мне абсолютно. Смотрю на себя в зеркало. А вот я себе очень даже нравлюсь. Меня радует то, что я вижу. Более чем. И да, я нарядилась для Егора. Пусть знает, что потерял. И кого на кого променял когда-то. Видела я его Снежку. Обычно в журналах в самом конце публикуют фото всяческих випов на закрытых мероприятиях. Тощая, страшная, как атомная война. Да и папочка ее сдулся. Вытеснили его из списочка Forbes. Помню, как читала это и мстительно радовалась. Хотя чему радоваться? И вообще, недостойно это — радоваться бедам других, пусть даже не самых достойных людей. Ведь не папа же Снежанны заставил Егора на ней жениться. Егор сам выбрал свою судьбу. Сам женился, сам развелся. Сам начал таскаться по всяким, которые потом по ток-шоу бельем трясли. И выглядели эти дамочки все как под копирку деланные. Губы, зубы, скулы, грудь. Я даже стала сомневаться в том, что у Стены есть вообще хоть какой-то вкус в выборе спутниц. Скорее хватал то, что плохо лежит. Фу. Матвей глядит на меня, приподняв бровку и уголок губы. Уже научился мужским приемчикам. Красавчик в 4-то года. Нажимаю на его носик кнопочку. Не Фигор, а Егор. А мне Фигор больше нравится. А мне вообще не нравится ни Фигор, ни Егор. И красивая я потому, что иду с тобой. Ты же у меня красавчик. Пойдем, пора. Выходим из спальни. Мы готовы, звонко объявляет мой маленький герой. Егор впивается в меня взглядом, в котором я вижу восхищение. Да, Стена, вот так. Как говорится, получите, распишитесь. Поехали. Какая ты красивая, тетя Витаминка. Правда, пап, а? Скажи. Малышка, на лбу которой цветет сизый синяк, улыбается мне так открыто. Сердце щемит. Она не виновата, что ее отец такой не самый настоящий мужчина, в общем. Интересно, скажет он. Очень красивая. Вскидываю на него глаза, потому что хриплый голос царапает душу. Он смотрит так, словно хочет меня съесть, всю, без остатка, как шоколадную конфету, которую ему нельзя. Поедем быстрее. Да, конечно. Удивляюсь, когда он ставит свою принцессу на пол, чтобы помочь мне надеть пальто. Прикосновения его рук жаром кружат по телу. Спасибо. Вам спасибо за то, что вы с нами. Выходим из подъезда. Соседки, вечно стоящие внизу в любую погоду, жадно нас разглядывают. Здороваюсь, стараюсь побыстрее пройти сквозь строй их суровых взглядов. Наверное, со стороны мы очень похожи на семью. Красивую молодую семью с детьми-двойняшками. Если бы это было так. Устраиваем детей. Егор снова помогает усадить Матвея в кресло. Я сама могу. Он у тебя парень нелегкий, а вам, девочкам, тяжести таскать нельзя.
Я привыкла. Отвыкнешь. Стоим у машины. На меня опять накатывает дежавю. Как тогда в парке, несколько часов назад, когда я умоляла не отнимать сына. Я его не отдам, Егор. Ухмыляется, а взгляд синих глаз такой пристальный и больной, что ли, тяжелый, грустный. Так, витаминка, ты его еще жалеть начни. Я не собираюсь его отбирать пока. Просто тебе придется привыкнуть, что я в вашей жизни теперь буду всегда. Всегда. Ха, разбежался. Всю дорогу сижу, отвернувшись от Егора, глядя на пробегающие мимо улицы Москвы, такой родной и одновременно такой далекой. Какой странный день сегодня. Если бы мне вчера кто-то сказал, что я буду вот так спокойно ехать со Стениным и его дочерью от Снежанны к доктору, потому что эта дочь ударилась, и у нее шишка на лбу, да еще и сына с собой потащу, о котором Стена узнал. Какая-то эпидерсия. Если я правильно понимаю значение слова. Непонятная ситуация. Ладно, по-простому хрень какая-то. Вот. И как из этой ситуации мне теперь выпутываться, пока ума не приложу. Ладно, допустим, мне придется признать, что Матвей сын Егора. Позволить им видеться, встречаться. Егор начнет влезать в мою жизнь. Нет, стоп, по какому праву в мою? Но ведь если он будет влезать в жизнь Матвея, автоматически и в мою влезет. Ведь Матвей, по сути, и есть моя жизнь. Что у меня, кроме ребенка? Работа? Да, работу я люблю. Без работы я просто не смогу выжить и ребенка поставить на ноги. Поэтому не могу сказать, что к работе я отношусь как к чему-то неважному. Но все-таки, когда Матвейка болеет, я стараюсь сделать так, чтобы быть с ним, а не бросать его на няню. Да, конечно, мне дико везет, что мой начальник именно Денис Александрович. Дворжецкий всегда помогает. Другой бы не стал терпеть вынужденные отгулы из-за болезней моего малыша. Правда, Матвейка у меня парень с хорошим иммунитетом. Дергаюсь на автомате, сплевывая, чтобы не сглазить. Что случилось? Краснею, поворачиваясь к Егору. Плевала-то я в его сторону. Ничего, извини, я так. Ты вроде не была суеверной. Нет. Да, подумала, что неважно. Долго еще ехать? Дети сзади притихли, оборачиваюсь и вижу блаженную картинку. Оба спят, причем взявшись за руки. Удивительно, правда? Егор улыбается, как ни в чем не бывало. Что удивительно? Они словно чувствуют, что они брат и сестра. Сводные. Какая разница? Большая, тебе не кажется? Внезапно вспыхиваю, злюсь дико. Хочу высказать ему все в глаза. Он спрашивал, почему я не пришла и не сказала, что беременна. А ничего, что он женился на своей первой любви, как он называл Снежанну. Ничего, что его любовь тоже была беременна от него. Ничего, что он спал с нами обеими и врал, получается, обеим. Только, видимо, Снежанне было пофиг. А мне не пофиг. Я себя не на помойке нашла. И делиться ни с кем не собиралась. И в очереди стоять, вымаливая его внимание и любовь, тоже. Да и не было там никакой любви, как я потом поняла. Так, красивые слова, чтобы получить желаемое. «Остынь!»
Что? Сижу с открытым ртом, обалдев от такой наглости. Ты меня сейчас испепелишь. Неужели? И будет мало. Много чести тебе, Стенин. Хочу отвернуться, но неожиданно он хватает меня за руку. Машина едет не быстро. Понимаю, что у него автомат, и руль он держит левой, но... «Что ты делаешь?» — шиплю, боясь разбудить наших малышей. Посмотри на меня, не отворачивайся, пожалуйста. «Что тебе надо, Егор?» Чувствую, как краска ползет по лицу. Я наивная думала, что отучилась краснеть. Ты очень красивая, Витаминка. Ты изменилась, стала еще красивее. Он говорит глухим, очень жадным голосом. Только вот зачем он это говорит? Неужели не понимает, как мне больно это слышать? Почему он поступил со мной так 5 лет назад, если считал меня красивой? И зачем говорит о моей красоте сейчас? Я правда не хочу ругаться, не хочу ссориться. Я просто хочу понять, что произошло, и можем ли мы как-то это исправить. Мы? Почему мы? Я ничего не ломала, и исправлять мне нечего. Не ломала? Ты так считаешь? Да, именно так. А если ты считаешь иначе, оглянись, там доказательства. Он смотрит на меня, очевидно, не понимая. Твоя дочь. Что? При чем тут? Ты реально тупой, Стенин. Или скажешь, Снежана от Святого Духа залетела? Ты спал с ней, говорил, что любишь меня, обещал жениться на мне, о свадьбе мне плел, а сам с ней спал. Ненавижу тебя, Егор, ненавижу, ненавижу. Отворачиваюсь, закрывая рот ладошкой, потому что слезы душат, и слышу его глухой голос. Все правильно, Витаминка, кроме одного. Я с ней не спал. Глава 13. Красивая. Нет, не так. Офигительно красивая. Замираю на мгновение и смотрю ошеломленно. Уверенная в себе, успешная молодая женщина. Совсем не похожая на испуганного олененка Бэмби, который пару часов назад умолял не отбирать у меня ребенка. Метаморфозы, да уж. Словно обычная скромная куколка превратилась в шикарную бабочку. Отомри уже, Стенин, красивых баб не видел. Хочется самому себе пощечину залепить, харе таять, хватит слюни пускать. Забыл, как она тебя нагнула? Странно, как раз об этом сейчас вообще не хочется думать. Хочется о другом, совсем о другом. Помогаю ей надеть пальто. От невинных прикосновений меня опять ведет до головокружения. Хочется уткнуться в ее пышные золотистые волосы, надышаться ею. Я просто в ауте. Состояние такое, словно ты вратарь, которому хорошо так отгрузили, или ты мяч, который шел прямо в руки, позорно профукал. Да уж, стена, развезло тебя, повело. Выходим на улицу, понимаю, что надо держаться от нее подальше. Но как? Она еще нарядилась так ярко. Словно всем своим видом показывает мне один большой горчичник, в смысле желтую карточку. Мол, будешь выступать, стена, получишь красную и уйдешь с поля. Нет, Виталина, Витамина, теперь я никуда не уйду. От пацана моего точно. И в футбол он у меня заиграет, как пить дать. Придумала тоже. Травма опасна.
Сейчас 3 раза. Это сидеть дома у телевизора травмоопасно для мозгов неокрепших. А бегать по полю с мячом — прекрасное занятие. Это я, конечно, так говорю, бегать. Футбол — это наука, стратегия и тактика. Там мозги нужны, которых, как считает витаминка, у меня нет. Ладно, прорвемся. В машине отворачивается, насупилась. А меня опять в омут. Смотрю на дорогу и вспоминаю, как ехали, когда я с очередной игры вернулся. Привез ей какие-то сувениры. Игра была клубная. Играли где-то у нас, то ли в Сочи, то ли в Краснодаре, не помню. Она радовалась, как ребенок. А потом расплакалась, потому что видела, как мне мяч прямо в голову прилетел, и я чуть о штангу не приложился. Глупенькая, это ерунда. Но я же мужик, в конце концов. Не мужик, а мужчина. И ты что, правда не понимаешь, как это опасно, да? Это нормально, вид. Я ж с детства. Ненормально. Когда у нас будет сын, я его ни за что на футбол не отдам, ясно? Взмахнула ресницами, впиваясь в меня взглядом, и стала стремительно краснеть. А я просто охренел от счастья. Сын. Моя витаминка сказала, что родит мне сына. Это же охренеть. Почему-то в тот момент так радостно было, словно я серию пенальти в ноль провел. Убрал тогда с ее щеки прядку золотую, взял лицо в ладони. Будет сын, обязательно, слышишь? И будет футболист. Это не обсуждается. Нет. Да, витаминка, не спорь. Я старше. А потом зацеловал ее до одури. Башню сносило от близости и от того, что этот плод все еще запретный. Тогда и подумал. Знаю ведь, что за секретный ключик откроет мне эту дверцу. Готов ли я? Ощущал ее тело в руках и думал. Готов, абсолютно. Готов к тому, чтобы сделать ее своей навсегда. И к сыну, которого родит, тоже готов. Более чем. Взял ее нижнюю пухлую губку в рот, втянул. Сладко, невероятно. Лучше любого шоколада, который под запретом. Принял решение. А если вратарь принимает решение, он делает. Иначе гол. Витаминка, выйдешь за меня? Она сказала да. Тогда, 5 лет назад, она сказала да и снова заплакала. Потому что... Ты любишь меня, Егор? Люблю ли я? Черт, а я разве не сказал? Конечно, люблю, глупенькая. Нет, скажи не так. Без «конечно» и без глупенькой. Правду скажи. Только если любишь. Я люблю тебя, витаминка. Люблю. Я любил. Так что ребра ломались от того, как сердце билось с ней рядом. Никогда не думал, что так вот будет. Когда она просто рядом стоит, а у тебя ноги ватные. И ты не знаешь, вдохнешь ты следующий раз или не сможешь от избытка чувств. Сразу вспоминаешь все примеры, как это в книгах описывали, как в кино об этом говорили. Смешно, не понимаешь, блин, а ведь все правда, реально. И грохот сердца, и дыхание, и тело, как из поролона, и мозги, как будто сейчас вытекут. И нужно, чтобы она была рядом, всегда, каждую секунду. Ну или хотя бы пару часов в день. Я сделал предложение, по сути, спонтанно. Ни колец, ни коленопреклонения, ни букета. Конечно, нужно было исправляться, делать как надо, по всей форме. Как назло, нас собрали на недельные сборы в Новогорск.
От Москвы близко, но просто так не сбежишь. Мы начали встречаться с Витой в конце мая. У нее как раз летняя сессия начиналась, а тут дело шло к зимней. То есть мы уже полгода были как бы вместе. Как бы, потому что сексом еще и не пахло. И я, стена, Егор Стенин, который раньше 3 дней не мог без этого прожить, уже полгода был на голодном пайке. И, как ни странно, мне это даже нравилось. Я не хотел кого-то, лишь бы присунуть, как парни говорят. Мне нужна была только она. Иван уже давно надо мной посмеивался. Стена монахом заделался. Добровольный целибат. С ума сойти. Сходи, Ваня, сходи с ума. Я смеялся беззлобно. Отправим тебя в дурку, проще станет. Кто-то из ребят подключился к нашей словесной перепалке. Будет наш Ванек играть за команду шизофреников Наполеон. Ха, причем Наполеона изображать будет один из пациентов или главврач. И выходить на поле он будет в смирительной рубашке. А что? Руками играть все равно нельзя. Удобно. Ребята из команды дружно заржали, а Иван ухмыльнулся. Ладно, ладно, стена. Посмотрим, стоит ли твоя ляля таких жертв. Она тебе не ляля, понял? И не тёлка, и не кукла. А кто она? Я хмыкнул. Витаминка. Усёк? Вот так. Ванечка ухмыльнулся. Я помнил, как мне тогда не понравилась эта его мерзкая ухмылочка. Но оставил без внимания. Ладно, что с него взять, если у него, как у меня полгода назад, мысли только об одном. О том, как бы кого того этого, да не просто кого, а найти такую лялю, чтобы всем было завидно, чтобы не стыдно было в соцсети выложить и в желтой прессе. Вот, мол, кого я. Если бы знать, что друг-приятель ухмылялся не просто так. Мы с Витаминкой каждый вечер болтали по видеосвязи. Очень целомудренно. Да уж, кто бы мне раньше сказал. Я ведь бывало такие сеансы устраивал, ого-го. А тут даже мысли не было предложить Виталине что-то подобное. Я ведь знал, что она реально чистая, невинная девочка. Егор, скажи, а ты сказал тогда, что тебе нужно, а мы уже полгода вместе, и... Я сказал, что готов ждать. Ты помнишь? Спасибо тебе. Я люблю тебя, малышка. Она молчала, а я очень хотел услышать от нее те же слова, только не по телефону, вживую. Да, я хотел услышать вживую, по-настоящему. Нам предстояла игра с Бельгией. Команда сильная и всегда опасная, непредсказуемая. Они могли отыграть очень достойно, но и мы были на коне. Привезешь мне бельгийский шоколад? Хоть целую тонну. Опять мне хватит коробки, пралиные. Запиши, а то забуду. Я же футболист. У меня в голове только мячики. Я любил ее подкалывать, напоминая, что в начале знакомства она посчитала меня не сильно смышленым парнем. Прекрати, все у тебя нормально в голове, но я запишу. А что мне будет за шоколад? А что ты хочешь? Ну, я притянул ее ближе, рассматривая золотые крапинки в глазах. Ты же знаешь, за коробку шоколада я душу продам. Только душу? Она поняла, о чем я. Порозовела, приоткрыла губы и прошептала: "Не только".
В Бельгии была нулевая ничья, хотя ударов в створ ворот было 3. Но я же стена. От меня отскакивала, как от заговоренного. После матча я нагло напросился к бельгийцам, и капитан их команды повел меня не по злачным местам, а по магазинам, где продают лучшие конфеты-пралины. А еще я купил шоколадные розы. Трясся над ними, чтобы довести в целости и сохранности. Витаминка встречала меня в аэропорту. Мы поехали в ресторанчик. Я заранее заказал столик. Мы были одни. Играли мои любимые рок-баллады. И я встал на одно колено, несмотря на то, что оно было травмировано. «Егор, встань, тебе нельзя!» «Один раз можно. Я же собираюсь просить руки и сердца один раз?» Витаминка улыбнулась, сморщив носик от смущения. Мне казалось, она еле сдерживает слезы. «Ты выйдешь за меня?» «Я уже сказала, да». «Я в тот раз неправильно спрашивал». «Все правильно. Да, да». «А почему?» «Что почему?» Видел, как она опешила. «Ты любишь меня, Витаминка?» «Конечно, люблю, глупенький». Она еще и дразнилась, негодяйка. «Бесконечно». «Я люблю тебя, Егор». Потом нам было не до ужина. Мы забрали все с собой. В попыхах чуть не забыли шоколадный букет. «Пралины попробуешь?» Протянул ей ароматную конфету. «Я попробую тебя». И она попробовала. И я попробовал. Мы попробовали. Это было... Господи, прошло 5 лет. Я каждое мгновение той ночи помню. Каждое ее движение, когда она путалась в пальцах, расстегивая платье. Каждый изгиб тела, каждый всхлип и стон. И то, как широко раскрылись ее глаза, как зрачки расширились, как рот округлился, как выгнулась спина. И тонкие золотистые волоски на шее у торчащих трогательно позвонков. И капельки пота на висках, и слезы, которые я сцеловывал, когда шептал ласковые словечки, чтобы ее успокоить. Все помню. Страсть, нежность, полное доверие, невероятное удовольствие. Слезы, дрожь ее тела, и то, как она крикнула мое имя. «Егор! Егор!» И робкую улыбку после, и объятия, и ощущение, что только что произошло самое значимое событие в моей жизни, неповторимое. Я обнимал ее так, словно боялся. Отпущу, и она упорхнет, улетит навсегда, растворится, как будто и не было у меня моей витаминки. «Егор, ты что?» «Что?» «Ты уже можешь меня отпустить». «Не могу. Не отпущу больше никогда». «Я тоже тебя не отпущу. Все, ты попался, голкипер». «Выучила?» «Что значит выучила? Я знала. Это же просто. Goalkeeper». Кипа переводится как защитник, хранитель, тот, кто защищает от гола. Часто девушки думают, что голкипер — это тот, кто забивает гол. Ах, вы часто общаетесь с девушками. Все с вами ясно. Глупенькая. Ни с кем не общаюсь, ни с какими девушками. Только с одной. Да и то, она не девушка. Фу, стенен таким быть. Каким? После всего напоминать мне, что я уже не... Глупенькая. Ты не девушка, ты витаминка. И мне тебя надо принимать. Ну, за ночь раз 5 точно.
Нет. Да. Нет, Егор. Да. Ну ладно, сегодня можно 3. В честь праздника. Какого еще праздника? Сегодня моя любимая подарила мне себя. Самый лучший праздник. Я всегда буду его отмечать. 15 декабря. Запомню навсегда. Она улыбнулась снова робко, смущенно. Тебе понравилось? Шутишь? Спрятала лицо у меня на груди. А тебе? Шутишь? Мы засмеялись и снова стали целоваться. И я был очень осторожным, помня, что для нее это все впервые. Сам ругал себя за то, что не могу остановиться, дать ей время отдохнуть и восстановиться, но реально не мог. И снова капельки пота на теле, дрожь, стоны, судороги и крик. И мой крик, который перекрыл ее. «Люблю тебя! Люблю!» И снова робкая улыбка. Мы сегодня совсем не будем спать? «Спать? А что это?» Мы опять засмеялись. И да, спать нам не пришлось. С ней я вообще не хотел спать, хотел другого. Всегда. И ни с кем другим спать не собирался. И вот прилетело обвинение. «Ты реально тупой, Стенин? Твоя королевна Снежанна от Святого Духа залетела? Ты спал с ней!» «Черт! Говорил, что любишь меня, обещал жениться на мне, о свадьбе мне плел, а сам с ней спал. Ненавижу тебя, Егор, ненавижу, ненавижу!» И что я могу на это ответить? А я могу. Только очень долго объяснять, но... Все правильно, витаминка, кроме одного. Я с ней не спал. Глава 14. Я с ней не спал. Его слова бьются в моей голове, как мячик в настольном футболе мечется, который пластиковые фигурки гоняют туда-сюда, туда-сюда. Не спал, конечно. Разумеется, не спал, потому что, когда спят, детей делать сложно. Это не во сне происходит. Тут я ошиблась, увы. Он не спал. Хорошо, допустим. Он не занимался с ней тем самым, да? Он ведь это имеет в виду. А девочка эта, за опеку над которой он дрался как лев, которая на него как 2 капли воды. Она от кого? Реально от Святого Духа? Прости, Господи. Я боюсь, что разрыдаюсь при нем, что он поймет, что для меня до сих пор это значит так много, что я до сих пор ушиблена этим его предательством, сбита с ног, убита, словно пулей меня на вылет. Остаток пути, к счастью, короткий. Мы молчим. Машина паркуется у клиники. Егор помогает своей дочери выбраться из кресла, берет ее на руки. Я тем временем отстегиваю Матвея. Я могу понести и его. Он прекрасно ногами пойдет. Вы можете нас не ждать. Идите быстрее, мы догоним. Нет уж, пойдем вместе. Матвей, прыгай. Мой сын, улыбаясь, с удовольствием залезает на руки к отцу. Мне очень трудно принять этот факт, но... В клинике все быстро и четко. Стениных уже ждут на осмотр. Мне и Матвею предлагают подождать в комнате отдыха, где есть телевизор и даже детские планшеты. Но Матвейка неожиданно отказывается. «Мам, а мы можем тоже к доктору? С Ясей?» «Солнышко, мы будем мешать». «Не будете». Стена так уверен. Ну да, тут явно деньги решают все. Доктор, приятный мужчина средних лет, осматривает девочку,
почему-то задает все вопросы мне. Я удивлена. Егор тут явно не в первый раз. Неужели врач не знает, что он воспитывает дочь сам? Хорошо, что вы ее привезли. Но, к счастью, ничего страшного я тут не вижу. Сотрясения нет. Сейчас я вам выпишу мазь от синяков. Возьмете в нашей аптеке. Только не усердствуйте, мамочка. Я не... Егор перебивает. Спасибо, доктор, мы справимся. Врач еще что-то говорит, продолжая называть меня мамой девочки. А я впадаю в ступор в который раз за этот день. И чувствую, слезы снова предательски наплывают. Ну, тише, тише, мамочка. Все дети падают, все набивают шишки. За каждым синяком не уследить. Ничего страшного. Да, конечно. И в этот момент происходит то, что меня повергает в совершеннейший шок. Ярослава подбегает ко мне, забирается ко мне на коленки, обнимает и... «Мамочка, не плачь, пожалуйста!» Смотрю на Егора сквозь пелену, сглатываю, не представляя, что делать. И тут мне становится так жалко эту кроху. Она ведь растет без матери. Мне, потерявшей мать недавно, когда я уже была взрослой, невероятно тяжело. Я ощущаю эту потерю каждый день. Каждый день я вспоминаю маму, ее глаза, ее руки, ее тихий счастливый смех. Она любила смеяться. Вообще была очень веселой, позитивной. Я помню ее слова. Сколько хороших и правильных слов она мне успела сказать. Сколько сделала для меня. Нет, не так. Она сделала меня мной. Вот это будет правильно. Я тоскую по ней. Но я счастлива, потому что она у меня была. А у этой девчушки матери нет. И кто в этом виноват? Сначала я обвиняла Егора, думая, какая бы мать ни была, она все-таки мать. Но потом, когда я следила по телевизору за тем, как боролся Стена за свою дочь, я стала верить ему и его адвокатам. Снежанна на самом деле была избалованной гламурной мажоркой. Правда, разве Егор не мог повлиять на свою жену? Почему он только обвинял? Что он сделал, чтобы помочь Снежанне? Если у нее были какие-то проблемы, можно было найти и хорошего доктора. И вообще, разве бы она стала такой, если бы он был рядом, любил? Ведь в желтую прессу просачивались материалы о том, что Стена изменяет своей супруге. Изменяет в то время, пока она носит его ребенка. Мне еще Иван рассказывал об этом, пытаясь объяснить, что я должна быть счастлива. Я избежала брака с таким плейбоем. Только вот я не была счастлива, от слова совсем. «Мамочка!» Снова сглатываю, а потом прижимаю к себе малышку. Она такая худенькая, гораздо меньше моего крепыша Матвея, и пахнет по-другому. Наверное, это какой-то девчачий шампунь с нотками мандаринки. Ярослава отстраняется, смотрит на меня хитро-хитро, вытирая слезинку. «Не плачь, со мной все будет хорошо, доктор сказал. Поехали домой». «Да, конечно». Встаю, продолжая обнимать девочку. Во все глаза смотрю на Егора. Он взял у врача направление и тоже смотрит на меня. «Поехали?» — голос хриплый. Не знаю, почему он так смотрит, о чем он думает. «Давай ее мне». «Нет, пап, я хочу с мамой». Мы со Стеной оба в шоке. Он смотрит на Яську, кивает.
Да уж, счастливая у нас семейка. Выходим в коридор. Я несу дочь стены. Он ведет за руку моего сына. Думаю, если нас сейчас кто-то догадается сфотографировать, то это будет сенсация. Стена — глава большого семейства. Нога Бога нашел жену. Стенин вывел в свет новую семью. Да уж, не приведи, Господи. В небольшом холле мы, не сговариваясь, останавливаемся, смотрим друг на друга. «А здорово я тебя мамочкой назвала, да? Я просто хотела доктору подыграть. Он решил, что ты моя мама». «Да, спасибо». Я удивлена и тому, что она сказала, и тому, как она прилично рассуждает для четырехлетки. «Она у меня вообще смышленая девица», — говорит Егор, словно прочитав мои мысли. А потом Ярослава неожиданно прижимается сильнее и шепчет на ухо. «Я бы хотела, чтобы ты была моей мамой, Витаминка». «Я бы хотела, чтобы ты была моей мамой». Почему мне так больно слышать эти слова? Потому что я вообще не хотела, чтобы эта девочка родилась. Сейчас мне очень страшно вспоминать, но был момент, когда я так хотела несчастья для Снежанны. Хотела, чтобы у нее случился выкидыш. Хотела, чтобы она потеряла ребенка. Звучит ужасно. Это и было ужасно. Сидеть на приеме в женской консультации и узнавать от врача, что у меня угроза. Потом лежать на сохранении с гистозом, понимать, что можешь потерять малыша, которого хочешь, несмотря ни на что, и желать такого же горя другой женщине. Мне стыдно признаваться в этом, но это было. Помню, как я рыдала, когда мама забирала меня из больницы. Рыдала, рассказывая ей о своих черных мыслях. «Нельзя так, маленькая моя». «Я знаю, мама, знаю, но я не могу». А все потому, что там, в больнице, в журнале у соседки по палате, я увидела фото Егора и Снежанны. Я знала, что Стена женился на ней. Знала, когда это случилось. В тот момент я была с Иваном. Вернее, не совсем с ним, конечно. Он мне просто очень помог тогда. Я ведь, узнав о том, что Егор меня бросил, уехала к маме. Мне было очень плохо. Иван позвонил, сказал, что есть работа. Ему предложили сняться в рекламе. Он узнал, что для этой фотосессии ищут модель-девушку, и поставил условия. Он готов сниматься, если возьмут меня. Так что я была утверждена без всяких проб. Съемки были в Турции. Снимали рекламу роскошного отеля в местечке Дача. Красивое море, удивительная природа, шикарный отель, который мы рекламировали, и яхта, арендованная Иваном. Он был очень предусмотрителен. О Егоре мы почти не разговаривали. Фотосессия заняла совсем немного времени. Мы работали всего пару дней. Отель предоставил нам номера на неделю. Мы загорали, купались, ходили на яхте в море, ездили на арендованной машине. В общем, это была не работа, а скорее отличный отдых. Ваня тогда просто спас меня, помог прийти в себя. Правда, в конце концов мы с ним разругались, потому что он предложил мне кое-что неприемлемое. «Тебе нужно сделать аборт». «Что?» Рука сама собой потянулась, чтобы оставить на его щеке хлесткую пощечину. «Зря, Витаминка. Не понимаю, почему ты продолжаешь быть такой идиоткой.
Стена тебя предал, врал тебе, держал за дуру. Хватит, Иван, перестань. Не перестану. Как ты не понимаешь, глупая? Он прижал меня к борту яхты. Он попользовался тобой и выбросил. Он женится на Снежане. Ты в курсе? Свадьба через несколько дней. Помню, как тогда почувствовала дикую боль в груди. Твой Егор подонок. Всем рассказывал, как соблазнил тебя. Как ты ему отдалась после шоколадки. Ты врешь, он не мог. Я правда не могла в это поверить. Откуда я тогда знаю про бельгийский шоколад? Про Лины, да? Прекрати! Это ты прекрати и послушай. У тебя шикарные перспективы. Агентство, которое снимает эту рекламу, готово заключить с тобой контракт. Ты сможешь посмотреть мир, заработаешь кучу бабла, станешь знаменитой. Хватит, Иван, пусти. Не пущу. Не хочу отпускать, слышишь? Ты моя. Ты должна быть моей. Я хочу тебя. С первого дня ты как наваждение. Он пытался целовать меня. Вернее, я пыталась отбиться от его поцелуев. Прекрати, Ваня, не надо. Надо, сладкая, очень надо. Не могу больше ждать. Ты нужна мне вся. Он схватил меня, потащил по лестнице вниз в каюту. Я стала кричать, понимая, что может произойти непоправимое. А Иван продолжал говорить, и его слова впивались в кожу обжигающими иголками. Егор сейчас с ней. Наверняка они в постели. Снежанка говорила, какой он горячий, страстный. Ты же в курсе, что она тоже беременна? И ее ребенок Егору нужен, а твой нет. Так давай решим проблему. Прекрати, пусти. Сделаешь аборт, делов-то. Срок у тебя небольшой ведь, да? Еще можно решить проблему таблетками. Очень просто. Ты молодая, красивая. Зачем тебе ребенок сейчас? А потом у нас будут дети. Сколько хочешь. 2, 3, 5. Оставь меня. Не оставлю. Все, хватит ломаться. Или ты все еще надеешься, что стена вернет себя? Ты знаешь, что ему пообещал отец Снежанки? Шикарный контракт с клубом, игры в сборной и долю в семейном бизнесе. А что ему можешь предложить ты? Он уже почти затолкал меня в каюту, когда появился капитан яхты. Немолодой уже турок. Капитан потребовал, чтобы Иван меня отпустил, пригрозил полицией. Ваня хотел было пободаться с ним, но не тут-то было. К нам быстро спустились еще 2 человека команды. Они помогли. Позже, уже в отеле, Иван попытался извиниться передо мной. Просил, чтобы я забыла о его позорном нападении. Признавался в том, что с ума по мне сходит, что готов на все, чтобы я была с ним. Я не хотела его видеть. Уехала на следующий же день, тайно, не прощаясь. Правда, потом он пару раз приезжал в мой родной город. Все еще пытался наладить контакт. Я простила его. В конце концов понимала, что, наверное, в чем-то по-своему он был прав. Я не нужна была Егору. И мой ребенок не был нужен ему. Ребенок был нужен мне. Мой ребенок, мой малыш, только мой. Я родила моего мальчика в конце декабря, под Новый год. Дочь Стены родилась примерно в это же время. Девочка. Я так хотела, чтобы девочка была у меня, а получилось наоборот. Но я совсем не жалела. Когда мне на грудь положили серьезного, пухлощекого, красного карапузика,
Я была так счастлива, что забыла обо всем на свете. Еще в роддоме подумала, что назову его так, как хотел его отец, Матвей. Почему я сделала это? Не знаю. Честно, сама не знаю. Просто в какой-то момент подумала, раз он хотел назвать первенца в честь деда, пусть так и будет. Если бы я знала, что он назовет дочь именем, о котором мечтала я. Странно, что в СМИ никогда не упоминали имени ребенка. Думаю, Егор хорошо заплатил, чтобы этого не было. Он вообще прятал девочку от прессы, и я могла его понять. После шумихи с опекунством ему наверняка хотелось спрятать ее ото всех. Честно, меня мало интересовала его дочь. Вообще не интересовала. Да и он тоже. Нет, вру. Самой себе вру. Как раз Егор меня интересовал. Мне очень хотелось, чтобы он не был счастлив. Хотелось, чтобы он страдал. Я злорадствовала, когда в прессе на него выливали очередной ушат грязи. Думала, так тебе и надо, Стенин, так и надо. Мне казалось, что судьба мстит ему за меня. Сейчас смотрю на него и думаю, и чего я так испугалась в парке? Дурочка. Это просто был шок. Я его не боюсь, и сына он у меня не заберет. Я бы хотела, чтобы ты была моей мамой. А вот к этим словам я точно не готова. Как не готова и к тонким ручонкам, которые обвивают мою шею, и к мягким сладким губам, прижимающимся к моей щеке. Ты такая красивая, тетя Витаминка. Побудешь со мной еще немного? У меня головка болит, а когда ты целуешь, проходит. Смотрю на Стенина. Его глаза из синих стали черными. Не знаю, о чем он думает, но ничего хорошего это мне явно не сулит. Глава 15. Поехали. Куда? Витаминка держит мою дочь на руках и смотрит с вызовом. Куда? А действительно, куда? По-хорошему, мне надо отвезти их домой. Дети устали. Пока доедем к их дому, пока вернемся, пора будет спать. А еще ужин. И я не готов пока расстаться с ней, с Витаминкой. Совсем не готов. Мне очень многое хочется выяснить, понять, да и объяснить я, наверное, тоже должен многое. Только вот вообще не представляю, как подступиться к этому разговору. Нужна спокойная обстановка, и чтобы нам никто не мешал, даже наши дети. С обедом у нас не получилось. Может, получится с ужином? Да, да, папочка, пригласи их на ужин, пожалуйста. Только к нам домой можно? Я обещала Матвею показать мою железную дорогу и гараж, и настольный футбол. Витаминка распахивает ресницы, открывает рот и... Тетя мама Витаминка, ну, пожалуйста, пожалуйста. Моя любимая ягоза словно считывает папины мысли. Мам, давай поедем, а? Пожалуйста. И наш сын ей вторит. Они сговорились, что ли? Очень похоже. Извини, Ярослава, Матвейка, пойми, мы и так сегодня весь день вместе. Смотрит на меня, словно ищет поддержки. У меня дома дела, и завтра на работу, а Матвейке в сад. Нужно лечь пораньше. Я отвезу вас домой сразу после ужина. Нет, Егор, извини. Ну, мам! Парень сжимает зубы. Черт, это наша семейная, стенинская. Сжать зубы, надуться и напролом. Мам! Сынок, нет, давай в другой раз.
Ну, тетя Витаминка, ну, пожалуйста, я хочу с вами. У меня головка болит. Вижу, как Ярослава начинает кукситься. Понимаю, что по-хорошему я должен прекратить этот детский концерт, проявить солидарность, быть вместе с Виталиной. Но реально не хочется ее отпускать. И сына отпускать не хочется. Представляю, как она едет домой, собирает вещи и уезжает из столицы. И где мне ее искать? Где мне их искать? Вита, пожалуйста, это ненадолго. Она смотрит на меня, потом на сына, который набычился и собирается, по-моему, заплакать. Черт, дебильная ситуация. Мне самому не нравится, и все-таки принимаю решение встать на сторону витаминки. Так, ребята, сегодня и правда трудный день получился. Давайте-ка мы сейчас поедем по домам. А завтра вечером, если тетя Витаминка сможет после работы, мы будем ждать вас на ужин. Хорошо? Пап, я не хочу завтра, я хочу сегодня. У меня сегодня голова болит. Ярчик, сегодня не получится. Тетя Витаминка устала, ей надо отдохнуть, ей завтра на работу. Мне, кстати, тоже. А ты завтра с няней едешь на секцию. Забыла? У тебя тоже работа. Моя кроха занимается гимнастикой. Группа для малышей, но их там гоняют здорово. Еще хочу отдать ее на фигурное катание. Не для большого спорта, для себя. Пусть учится. Мне становится интересно. Матвей где-то занимается? Папа, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ярослава, перестань мной манипулировать. Я сказал нет. Мы поедем. Что? Неужели это реально Виталина сказала? Смотрю на нее, пытаясь понять, чего мне будет стоить это ее согласие. Скажет потом, что я не умею воспитывать ребенка, что она у меня избалованная. Вита, нет, это правда не самая лучшая идея. Я отвезу вас, потом мы поедем домой. Или закажу такси, так будет лучше. Егор, поедем к вам, поужинаем, потом закажешь нам такси. Или ты сам не хочешь, чтобы мы ехали? Последнюю фразу она произносит тихо, одними губами, чтобы только я ее слышал. Я хочу, очень хочу. Если бы она только знала, как я хочу. Черт подери. Этот ее взгляд, глаза, как у олененка Бэмби, и губы, полные, мягкие, и такие же сладкие, как раньше. Это я уже успел попробовать. Правда, мне мало, очень мало. Почему я хочу ее? Разве я должен ее хотеть? Разве не она меня предала и обманула тогда? Встречалась за моей спиной с Иваном, а я, как лопух, верил. После первого раза с ней как на крыльях летал. Мне казалось, и она летает. 2 недели до Нового года из постели почти не вылезали. Она чуть сессию не завалила. Половину зачетов прогуляла, бегала, потом хвосты сдавала. На Новый год я ее увез в Париж. Это было дико романтично. В полночь в ресторане на Эйфелевой башне я еще раз признался ей в любви. А потом доказывал свою любовь всеми возможными способами. Неделя во Франции была чудесной. Вернулись, и сразу будни. У нее сессия, у меня очередные сборы, причем за границей. Мы не виделись месяц. Ваня постоянно подкалывал.
Как, мол, нет ли авитаминоза у меня без моей витаминки? Или наоборот, диатеза на сладкое? Я пропускал замечания друга мимо ушей. Вернулся, первым делом поехал к моей малышке. Она до сих пор снимала квартиру с подругами. Категорически отказалась переезжать ко мне. Иван и тут умудрялся вставить замечание. «А ты, стена, купи ей квартиру. Вот увидишь, она сразу туда переедет и все свое семейство перевезет». «Идиот ты, Тарасов!» «Ну, конечно, это я идиот». Я только ухмылялся. Ладно. Раз Тарас считает, что витаминка меркантильная, проверим. Заговорил с ней о покупке квартиры. Она посмотрела, как на больного. «А мы что, не будем жить вместе? Ну, после свадьбы?» «Конечно, будем». «Тогда зачем мне квартира?» «Чтобы ты жила там сейчас. Ты же не хочешь переезжать ко мне?» «Не хочу. Ну, то есть ты все время на сборах, тебя там нет. Что я там буду делать одна?» «Меня ждать». Она улыбнулась. «Тебя ждать я могу и у себя. Если хочешь, буду приезжать к тебе накануне твоего возвращения». Мы договорились. Она встречала меня в моей шикарной студии в центре. Готовила вкусный ужин, накрывала на стол. Это было так круто знать, что она ждет. Круто, пока один раз я не застал ее там вместе с Иваном. Он как раз пропускал очередной матч. Получил 2 горчичника. Нет, ничего такого. Они просто вместе готовили ужин для меня и смеялись. Я постарался сделать вид, что тоже рад видеть их обоих, но как же мне было хреново. Наверное, тогда все и началось. А я, как дурак, все еще верил в виталинки-витаминки. Витамины в малых дозах полезны, в больших могут убить. Я принял слишком большую дозу. «Егор, мы едем?» Ее тихий голос вывел меня из воспоминаний. Мы уже стояли у машины. «Правда, Виталина, если тебе это неудобно...» «Я уже согласилась. Не заставляй меня чувствовать себя так, будто я напросилась. Это твоя дочь хотела, чтобы мы поехали». «Да, моя». «Можно я сяду сзади, с детьми? Места хватает». «Как хочешь, если тебе так удобнее». Стараюсь быть спокойным, но я нифига не спокоен. Сумасшедший день, просто нереальный. День, который просто все переворачивает в моей жизни. Стараюсь вести машину спокойно, плавно, изредка поглядывая в зеркало заднего вида. Мы сдвинули кресло, причем моя Ярослава изъявила желание сидеть рядом с Виталиной. Тетя мама, надо же придумать такое. Вижу, что ручонка Ярчика в ладони витаминки. Черт! Я понимаю, что это можно объяснить рационально. Девочка тянется к ней, потому что ей не хватает материнского тепла. Да, казалось бы, так просто. Вот только я знаю, что моя Ярослава не слишком-то жалует чужих тёть. Больше скажу, совсем не жалует. Ревностно относится даже к своему тренеру, которая периодически пытается строить мне глазки. Всех дам, которые когда-либо пытались подкатить ко мне в присутствии дочери, стараясь действовать через нее, ждал жесточайший облом. Моя принцесса быстро давала понять, что к ее отцу приближаться не стоит. И угодить ей было ни разу не просто.
Все, кто надеялся таким образом получить место моей пассии, сразу попадали в глубокий игнор. А витаминка, кажется, покорила мою Ярославу сразу. И как я мог это объяснить? Не иначе мистика. Или дело все в том, что Виталина не бросилась на меня, как оголодавшая кошка. Ее вообще трудно представить в этой роли, даже несмотря на все, что было в прошлом. Я вообще сейчас только, увидев ее с моим сыном на руках, стал задумываться. А что вообще было в нашем прошлом? Почему все пошло не так? Нам надо поговорить, все выяснить. Возможно, не сегодня. На сегодня хватит событий и драм, и нервов. Опять бросаю взгляд в зеркало. Дети болтают о чем-то. Вита сидит, прикрыв глаза. 5 лет прошло. Она изменилась. Нет уже той тонкой и звонкой девчонки, яркой, смешливой, но при этом скромной и стеснительной. Сейчас я вижу женщину, молодую, красивую женщину. Женщину, от взгляда на которую сжимается все внутри. Эта женщина, оказывается, родила мне сына. Она изменилась и все же осталась такой же витаминкой, моей витаминкой, такой, какой была тогда, 5 лет назад. И ее губы такие же сладкие. Нет, еще слаще. Черт, ты, кажется, влип, стена. Не помню, когда меня вот так колбасило. Наверное, даже когда решался вопрос об опеке над Ярославой, я был спокойнее. Может, потому что я верил в победу? Снежанне этот ребенок был не нужен. Мы вообще с ней сначала договорились мирно, учитывая отступные, которые я ей должен был выплатить. По сути, я покупал свою дочь, но я был готов. А потом моей любимой женушке захотелось хайпа. Ну что ж, хайп она получила, такой, что не отмыться. И осталась без денег, потому что я пошел на принцип. Отец ее уже помочь ей не мог. Как-то очень быстро он упал с вершины. Аристарх Зимин, топ-менеджер ведущей газодобывающей компании страны. Бизнесмен, которого, казалось, ничто не может вышибить из седла. Он владел одним из самых успешных футбольных клубов, и в Федерации футбола он занимал не последнее место. Снежана тогда думала, что женила меня на себе, потому что я испугался ее отца, того, что он уберет меня из сборной. Я женился, потому что витаминка не оставила мне выбора. По крайней мере, я так считал. Женился ей назло. Черт, реально в голове каша. И вспоминать неохота, больно. И злиться на Виталину не хочу, потому что она сидит сейчас сзади и держит дочь за руку, нашу дочь. Заезжаю в ворота, получаю сообщение от домработницы, что ужин в столовой. Салаты она подала, горячее будет чуть позже. Вижу, с каким интересом Матвей рассматривает мой дом. Я сам подбирал проект. Мне хотелось что-то совершенно необычное, современное и в то же время теплое и уютное. Огромные панорамные окна, много света. Витаминка смотрит на дом без эмоций. И меня это бесит. Не нравится? Или делает вид, что ей все равно? Чувствую себя школьником, подростком,
который хотел похвастаться перед понравившейся девочкой новым шмотом, а она проигнорила. Глупость какая. Да уж. И у взрослых, на первый взгляд, мужчин бывают проколы. Мне нужно собраться, нужно успокоиться. Выпьешь бокал вина? Нет, спасибо. Воды, если можно. Воды сколько хочешь. Наливаю в стаканы, перье, детям сок. Я не спросил. У Матвея аллергия только на шоколад? Да, и еще он не любит рыбу. Я усмехаюсь. Как все дети, Ярослава тоже на дух не переносит. Приходится есть рыбу только на сборах или на деловых обедах. Пытаюсь расспросить Виталину о ее работе в ресторане. Она отвечает не очень охотно. Работа как работа, ей нравится. У них достойная кухня, отличный повар и кондитер на высоте. За десертами к ним вся Москва приезжает. Может, и я у вас был? Возможно, только не в последние 3 месяца. Это значит, она уже 3 месяца в Москве? Почему ты переехала? Мой босс предложил повышение. Я решила не отказываться. Босс? Смотрю на нее и понимаю, что вообще ничего не знаю о ее жизни. Она была с Иваном, но недолго. Несколько месяцев. Я так думал раньше. Видимо, родила, поняла, что ребенок не Ивана. Нет, стоп. Тарасов тогда мне сказал, что витаминка нашла себе кавалера побогаче. Плел что-то об итальянском мафиози. Я, естественно, проверять эту информацию не стал. Смысл? Сердце было выжжено. Иван тогда еще мне презрительно сообщил, что я должен быть ему благодарен за то, что он избавил меня от этой меркантильной сучки. Я поблагодарил. Хорошенько приложил его, сломав нос. И давно ты работаешь в ресторанном бизнесе? Давно. Отличный ответ. Пап, я покушала. Можно мы с Матвеем поиграем? Смотрю на Виталину. Она сдержанно улыбается Ярославе. Я не против. С удовольствием посмотрю на твою железную дорогу. Прекрасно ушла от разговора. В коридоре мне удается взять ее за руку. Дети бегут вперед, им не до нас. На этот раз с ними няня, так что травмы, скорее всего, не грозят. Вита, нам надо поговорить. Егор, пожалуйста, позже. Когда? Не знаю, но точно не сегодня. Я не готова. Не готова? Черт, меня просто бесит эта фраза. А к чему тебе надо готовиться? Будешь сочинять очередную сказочку? Она останавливается, вытаскивает свою ладонь из моей. Смотрит так спокойно, а меня просто раздирает изнутри. Сказки — это не по моей части, Егор. Тебе не кажется? Неужели? Сжимаю челюсти, пытаясь держать себя в руках, но... Мы стоим друг напротив друга, как вратарь и нападающий, который собирается бить пенальти. Только между нами не 11 метров, гораздо меньше. И это очень и очень плохо. Нет, Егор, не надо. Смотрит так отчаянно, стоит, вжавшись в стену. Не бежит, как будто знает, что я не дам ей возможности убежать. Егор, пожалуйста. И тут мне башню рвет, потому что я представляю, что она просит меня не о том, чтобы я остановился, а о том, чтобы продолжал. Глава 16.
Егор, пожалуйста. Только не это, нет. Но разве его остановить? Он впечатывает меня в стену. Господи, зачем я только вступила с ним в перепалку? Надо было молчать, и все. Просто он меня довел своими вопросами. Давно ли я работаю в ресторане? А почему? А как? А когда в Москву переехала? А где жила? Я понимала, что скрывать мне нечего, надо спокойно отвечать. Но чувствовала какую-то подковырку в его вопросах, словно он хотел меня на лжи поймать. Я бы 100 раз пожалела, что поехала, если бы не дети. Они с таким удовольствием общались за столом и в детскую побежали такие счастливые. Почему я просто молча не пошла за ними? Зачем надо было слушать язвительные реплики их отца? Я не хочу с ним целоваться. И вообще не хочу, чтобы он прикасался ко мне. Егор, не надо. Вита, уйди, меня стошнит сейчас. Я вру, но, может, хоть это его остановит. Что? И правда, замирает, отстраняется, давая мне возможность вздохнуть и вырваться. Стошнит? От меня? Именно. Мы уедем через полчаса. Все разговоры потом. А с Ванькой не тошнило? А потом? Сколько их у тебя было? Неужели никто замуж не позвал? Приходится по ресторанам впахивать? Не думаю, опять не думаю. С размаху луплю его по лицу, не ладонью, кулаком. А он только смеется. Кретин, заводит меня. Я, всегда гордившаяся своим спокойствием, луплю изо всех сил, по лицу, по плечам, по груди. Гад, ненавижу тебя, ненавижу, тошнит от тебя, идиот несчастный, тошнит, а от Вани не тошнило. Понял? Понял, не дурак. Выпаливает и наваливается на меня, снова припечатывая к стене. Обхватывает ладонью подбородок и впивается злым поцелуем. Мне больно и обидно. И я ничего не чувствую, запрещаю себе чувствовать. Это просто мужчина и просто губы, и он делает это против моей воли. И я не хочу и не буду ему отвечать. Я сильная, очень-очень сильная. Закрываю глаза и вспоминаю тот день, когда мы впервые крупно поссорились. Мне тогда казалось на пустом месте. Из-за поцелуя с Ваней. Иван много снимался в рекламе и как-то предложил, мол, давай, Виталина, познакомлю тебя с парой фотографов или режиссеров. Я сначала отказывалась, но он не унимался. В итоге сказал, что показал мое фото и меня хотят пригласить. Я снова готова была отказаться, но когда Ваня сообщил, сколько заплатят... Я же была простой студенткой, жила, по сути, на то, что мне присылала мама, изредка подрабатывала, помогала кому-то с курсовыми, даже няней была у одной нашей преподавательницы, и с собачками гуляла. За все хваталась, пока Егора не встретила. И даже когда встретила, брать у него деньги было стыдно. Он просто покупал мне вещи, привозил продукты. Реально, в первый раз меня шокировал. Приехал, затарил холодильник всякой всячиной. Молча. Как раз после того, как мы поцеловались по-настоящему. Когда я сама его поцеловала. Деньги у Егора я принципиально старалась не брать. Экономила мамины. Но тут у него день рождения был на носу.
И мне так хотелось подарить достойный подарок. Казалось, Иван позвонил очень вовремя со своим предложением. Я не стала ничего говорить Егору. На съемках мы с Иваном изображали влюбленную пару. Он меня постоянно обнимал, а потом надо было снять поцелуй. Я попыталась отказаться, но на меня, естественно, посмотрели как на больную. Пришла с улицы, еще и условия ставит за такие деньги. Просила Ваню сделать это как-то деликатно, не по-настоящему. Но режиссер был странный. Ему не нравилось. Ему нужен был, как он говорил, нормальный влажный поцелуй с языками. Фу, мне даже слышать это словосочетание было противно. Иван ухмылялся, спрашивал, почему я такая зажатая, и целовал. Именно так, как хотел режиссер. Влажно и противно. Очень. Хотя в перерывах между кадрами и дублями я просила Ваню не делать этого. Ну, можно же как-то полегче, что ли, не так напористо, не так пошло. Иван сводил все в шутку, делал вид, что не понимает, о чем я. А потом спросил так, между прочим. «Витамина, а ты чего так поцелуев стремаешься, а? У тебя как вообще с этим? Все нормально? А то смотри, стена у нас мужик такой, любит это дело. Не удовлетворишь? И все, до свидос». Это было еще противней влажных поцелуев. Иван понял, что сказал лишнее. «Малыш, прости, я ведь думал, как лучше. Ты пойми, я очень хочу, чтобы у вас с Егорычем все сложилось. Стена, он это заслуживает счастья. После сучки Снежанны и вообще. И вы с ним классная пара, правда. И он вроде бы тебя любит». Он так и сказал, вроде бы. А у меня на сердце стало неспокойно. Почему вроде бы? Неужели Егор не сказал лучшему другу о том, что у нас все серьезно? Что он мне предложение сделал? По спине бежал холодок. Что если... Нет, я должна была верить любимому. Он не обязан всем рассказывать о наших отношениях. Я ведь тоже призналась только маме и одной самой близкой подруге, Алисе. Старалась выкинуть дурные мысли из головы, но... Съемки закончились, я поехала к Егору. Думала, рассказывать или нет о том, где была и чем занималась. Все-таки я зарабатывала деньги на подарок ему. Я не хотела ничего скрывать, правда. «Где ты была?» Тогда я сразу заметила, что Егор зол. Я... А что случилось? «Ничего, просто спрашиваю». Мне стало ясно, что он знает. Интересно, это Иван уже успел поделиться или... Я была на съемках вместе с Ваней Тарасовым. «И что вы там делали с Ваней?» «Мы... А, собственно, почему ты так со мной разговариваешь? Я, между прочим, работала, зарабатывала деньги. Они мне с неба не падают». «Хочешь сказать, что мне падают, да? Спасибо!» Потом мы кричали друг на друга. Я хотела уйти, стена не дал. Схватил меня за руки так, что синяки остались. Я пыталась доказать, что я ничего такого не сделала. Это была просто работа. Потом плакала. А он? Он сжимал челюсти так, что желваки ходили. Сверкал глазами. Долго стоял на огромной лоджии, которая была в его квартире. Оказалось, меня сдал вовсе не Иван, а тот самый режиссер, который требовал поцелуев.
Поздравил Егора с тем, что у него такая зачетная невеста. Просил не ругать за опухшие губы, мол, было много дублей. Я успокоилась тогда и приняла решение уйти. Но Егор не отпустил. Просто взял меня, потащил сначала в душ, потом в кровать. И любил, очень страстно и нежно. Потом просил прощения, говорил, что сам не представлял, какой он ревнивый. Ревнивый. Но ведь это он мне изменил. Он. А теперь что? Теперь думает, что если он меня прижмет и поцелует, я растаю? Стою, как неживая. Жду, когда стена наиграется. Мне не жалко. Мне теперь все равно. Я эту сторону жизни для себя закрыла. Слишком больно. Я лучше без любви проживу. Егор отстраняется. Мы смотрим друг на друга. Что с тобой случилось, Егор? Почему ты стал таким? Ты же был совсем другой раньше. Мне хочется задать ему эти вопросы, но не был он другой. Это просто мне хотелось думать, что он благородный, любящий, верный, честный. Он, может, и пытался быть таким первое время, когда нужно было затащить меня в постель. Извини, Виталина, пойдем в детскую. Я сама вызову такси. Ты только скажешь там на охране, чтобы машину пропустили. Лучше я вызову водителя. Я все равно знаю, где вы живете. Не думай, я не буду убегать, но манипулировать с собой не позволю. И пугать меня тем, что ты сына отберешь, не нужно. Меня есть кому защитить. Да? Да. Я вообще-то выхожу замуж. Глава 17. С трудом открываю глаза. Обычно я встаю легко, даже раньше будильника просыпаюсь, потому что ложусь тоже рано. Почти сразу после того, как укладываю Матвея. Но вчера уснуть не могла долго. Неудивительно. Очень тяжелый и странный вчера был день встречи с Егором. Мой нерациональный ужас перед ним. Понимание того, что теперь Егор знает о сыне. И непонимание того, что делать дальше. Замуж выходить однозначно. Вот только за кого? Я про замуж ляпнула, конечно, сгоряча. Странно, что прошаренный Егор меня не раскусил. Он как-то сразу отстранился, поменял тон. Мы прошли в детскую. Минут через 10 он ушел, я осталась с детьми. Ревностно разглядывала его дочурку. Мне казалось, я должна буду ее не взлюбить с первого взгляда, но не получалось. Да и за что ее не любить? За то, что ее папа в свое время оказался не самым верным мужчиной? Девочка была чудной, и так удивительно они были похожи с Матвеем. У них ведь совсем небольшая разница в возрасте. Я помню, что уже была дома с моим малышом, когда прочитала в интернете новость о том, что блестящий вратарь сборной Егор Стенин впервые стал папой. Не впервые, захотелось кричать мне. Но кто бы меня услышал? Они играли вместе больше часа, ни разу не поссорились, хотя даже с лучшим другом из садика, Никитой, Матвея хватало на полчаса. Потом начинались какие-то обидки, или просто им становилось скучно, и каждый отползал в свой угол. А тут такое спокойствие и согласие. Когда я сказала сыну, что нам пора, увидела, как оба расстроились, и глаза у обоих были на мокром месте. «Тетя Витаминка, а вы еще приедете, правда?» «Ма, мы же приедем!»
Что я могла сказать? Конечно, приедем. И ты к нам приезжай. Обязательно. Она потянула ко мне ручки, и, конечно, я ее обняла. Прижала хрупкое тельце, вдохнула необыкновенный, только деткам присущий аромат. Такая сладкая булочка. «Тетя, мама, я буду скучать». «Я тоже, малышка». Я поняла, что говорю правду. Почему-то не получалось быть к ней равнодушной. Егор ждал нас в коридоре. «Виталина, можешь пройти на минуту в мой кабинет?» Он специально выбрал момент, когда рядом были дети и няня. Что я должна была сказать? Нет? Наверное. Но я молча пошла за ним. «Виталина, я хотел извиниться за свое поведение. Это было недостойно». Он ведь извиняется только за поцелуй в коридоре? И за свои слова тоже. И вообще, я не имел права тебя обвинять, осуждать и... В общем, ты сама понимаешь, нам нужно поговорить и все обсудить. Когда у тебя будет время? Мне бы хотелось ответить «никогда». Но, увы, это не выход. Завтра у меня сложный день, а вот послезавтра в обед я могу уделить тебе час. Я работаю в центре, могу встретиться с тобой в районе Арбата. В свой ресторан не зовешь? Еще чего. Извини, но нет. И потом, это не мой ресторан, я всего лишь управляющая. Он посмотрел удивленно. Неужели реально думал, что я поломойка или официантка? Кстати, нет ничего зазорного в этих профессиях. Люди зарабатывают деньги так, как могут. Лучше, чем торговать телом или душой. Хотя я даже торговлю телом могу оправдать, если, например, матери нечем кормить детей. Лучше уж себя продать, чем их. Хорошо, тогда напиши мне, где и во сколько тебе будет удобно. Он протянул мне визитку. Тут мой личный номер и номер моей ассистентки. Если вдруг со мной связаться не сможешь, пиши ей, она все устроит. Отлично, тогда до встречи. До встречи. Я пошла к выходу, он двинулся за мной, провожая. Витаминка. Ох, почему от его низкого голоса до сих пор мурашки? Я не должна чувствовать, нет. Его ладонь опустилась на мой локоть. Я молчала, он тоже молчал. В этот день и так было сказано слишком много, чересчур много. И мало, очень мало правды, как по мне. Поговорим во вторник, Егор. Хорошо. Он проводил нас до машины. При детях вел себя подчеркнуто вежливо. Сам посадил Матвея в детское кресло, обнял сына на прощание. Пока, чемпион, еще увидимся. Правда? Обязательно. А ты возьмешь меня на футбол? Начинается. Только этого мне не хватало. Маленького футболиста. Возьму. И маму твою возьму. Она раньше футбол любила. И Ярославу возьму. Пойдем все вместе. Интересно, когда это я любила футбол? Егор словно считывает вопрос в моих глазах. Ухмыляется, неожиданно подмигивает мне. Вот так? После всего? Да уж, Стенин. Теперь я понимаю секрет его успеха в бизнесе. Напролом прет, добиваясь цели. И со мной когда-то так же, не видя препятствий, и, видимо, со Снежанной. Матвей за завтраком вспоминает Ярославу, рассказывает, какая у нее клевая железная дорога, как будто я сама не видела. И про футбол настольный тоже рассказывает.
Ма, мы ведь правда еще к ним поедем, да? Если бы я могла сказать «нет», я была бы счастлива. Но я ведь понимаю, что это невозможно. Стенин теперь любую стену пробьет, чтобы до нас добраться. Я должна что-то придумать, должна как-то ограничить общение и его влияние на Матвея. Эх, почему у меня на самом деле нет достойного кандидата в мужья? Нет, конечно, наш сушеф Костик ко мне постоянно подкатывает, не напрягая, но показывая, что я ему интересна. А почему нет? Он достаточно молодой, ему за 30, ровесник Егора, может, чуть старше. Зарабатывает вполне достойно, но это для меня сейчас не самое главное. Был женат, развелся, детей нет. Еще есть один вариант. Постоянный клиент ресторана, Ратмир. Он постарше, ему явно за 40, но выглядит отменно. Спортивный, подтянутый. Я точно знаю, что он холостой. Смешно, но он мне даже паспорт показывал. Жена была, умерла. Осложнение после сложных родов. У него 2 детей, девочки. С ними он тоже приходил. Да уж, витаминка. Оказывается, кавалеров-то хоть отбавляй. Вот только замуж я совсем не хочу. Отвожу Матвея в сад. Сегодня мы припозднились. Иду к метро. Ресторан сегодня открывается в 10, но я успеваю. Иногда я езжу на работу на каршеринге, иногда беру такси. Но порой в метро мне спокойнее. Я не езжу в самый час пик. После 9 там уже не так много народу. Даже могу сесть, прикрыть глаза и подумать. Мерный шум успокаивает. Я могу подумать. В моей жизни снова появился Егор. И мне нужно что-то с этим делать. Потому что у него все еще очень красивые синие глаза. Он возмужал, стал еще привлекательнее. Я ненавижу его. Нет, не ненавижу. Ненависть — очень сильное чувство. У меня нет чувств к Егору. У меня нет к нему чувств. Господи, Виталина, ты просто как хлебный мякиш. Соберись. Вспомни, как тебе было плохо, когда ты увидела его свадебные фото. Как ты выла ночами, пугая маму, которая уговаривала тебя успокоиться, потому что твои нервные припадки вредили малышу. Ты сама знаешь, что твой Матвейка сейчас такой неспокойный и капризный именно поэтому. Следующая станция Тверская. Продвигаюсь к выходу. Наш ресторан на Бульварном кольце, недалеко от Арбата. Со станции Арбатская идти чуть ближе, но мне удобно ехать до Тверской, а потом пешком вниз по бульварам. Понедельник у меня на работе насыщенный, хотя посетителей не так много, особенно вечером. Зато на бизнес-ланч почти вся посадка. Я смотрю, как прошли выходные. В пятницу и субботу у нас обычно мероприятия, живая музыка или диджей. Иногда устраиваем квизы или караоке-баттлы. Я люблю проводить всякие интересные тематические вечера, и наши постоянные посетители тоже их любят. Именно по понедельникам мы обычно обсуждаем, как прошли выходные. Что было успешно, что можно повторить, а что не зашло и от чего лучше отказаться. Также расписываем программу на будущее. До вечера я не вспоминаю о Егоре. Спасибо работе. Но когда в 5 я выхожу в зал, чтобы посмотреть, как идут дела, и взять у баристы мой любимый лавандовый раф,
сердце ёкает. За одним из столиков сидит Егор. Глава 18. Папа, а на свадьбу детей пускают? Почему ты спрашиваешь, малышка? Ну, вот ты жениться будешь, меня же возьмешь? Конечно, возьму, принцесса. Только зачем мне жениться? Ну, все женятся. Ну, а кто у нас так любит нукать? Ну, я? Она забавно смеется, а я смотрю на нее и думаю, что безумно счастлив быть ее отцом. Ну и скажи ко мне, нуколка, зачем мне жениться, когда у меня есть такая принцесса, как ты? Я принцесса, а тебе нужна королева. О, а ты знаешь, кем будет тебе моя жена? Злобной мачехой. Тетя Витаминка не будет. Стоп. Ничего себе. Вот и договорились. Что? Я даже не сразу соображаю, что мне сказать. Тетя Витаминка, она такая хорошая. Да уж, еще какая хорошая. Прятала от меня ребенка столько лет. Просто офигеть, какая замечательная. И по всему выходит, что это я какой-то козлина, который беременную бросил. Так что ли? Ну, по крайней мере, я понял, что Витаминка считает именно так. А то, что она мне с Иваном изменяла, это ничего не значит. Фигня на постном масле. Пап, почитаешь мне про мачеху? Про злую? Нет, про добрую. Где же я тебе возьму про добрую-то? Ну, давай почитаю. Придется импровизировать. Беру книжку про Золушку, начинаю читать. Пап, я хочу на твою свадьбу надеть розовое платье с блесками, пышное-пышное, такое же, как у невесты. Только у нее будет белое, а у меня розовое. Хорошо, милая. Да? Правда? Ты женишься? Ну, не нукай. Хорошо, если ты так хочешь. Черт, плохо, очень плохо. Потому что Витаминка заявила, что она замуж выходит. Значит, у нее кто-то есть. Определенно. Так. И снова стоп-стена. То есть тебя только это смущает, что у нее кто-то есть? А так, ты не против на ней жениться? Капец. Ну ты совсем уже дошел, мужик, до ручки. Пап, мне очень-очень понравилась Витаминка. У нее руки нежные. И когда она меня поцеловала, мне было так хорошо. Черт, как же плохо-то. Реально плохо и больно. Потому что как я объясню своей принцессе, что не могу жениться на этой женщине? Или могу? Пап, ну читай, чего ты? Читаю, пытаясь импровизировать, чтобы мачеха у Золушки не выглядела такой уж нехорошей женщиной. А дочка моя, похоже, к такому явлению, как мачеха, относится без предубеждения. Пап, но она же правильно Золушку воспитывает. Приучает ее в доме порядок наводить, как ты меня, и одежду носить аккуратно, да? Да уж, моя кроха умная не по годам. Подо что хочешь, свою теорию подведет. Читаю и думаю, а ведь правда, мачеха-то у Золушки, мировая тетка. Это она своих дурёх избаловала, а вот Золушку воспитала правильно. Убирать, готовить научила, вежливости научила, да и тело в тонусе, фигура стройная и вкус хороший. Пока я раздумываю над судьбой книжной мачехи, моя малышка видит уже 10-й сон. И мне пора. День был. День просто был.
можно сказать, великий день. Сегодня я узнал, что я отец не только милой капризной принцессы, но еще и классного озорного чемпиона. И я потерял 4 года его жизни. Я не видел его первый шаг, первого слова не слышал. И первый свой удар по мячу он сделал без меня. Если его мамаша вообще разрешала ему играть в мяч. Как я понял, футбол у Витаминки не в чести. Что ж, окей, я это проглотил. Но больше ни дня не пропущу. Не знаю, как я буду с этой Мегерой договариваться, но... Надо же, моя Яська к ней так прониклась, о свадьбе заговорила. Хотя ревнивая она неимоверно. Да, Стена, думай, жениться на Витаминке? Ну, бред же. Или... Собственно, почему бред? Решаю, что утро вечера мудренее, ложусь спать. Утро и правда мудренее. Вернее, мудрёнее. Потому что утром на меня обрушивается просто вал совсем неприкольных новостей. Во-первых, я надеялся на высокую должность в Федерации футбола. И мне дали понять, что мой моральный облик мешает мне ее получить. Ну, вашу ж... Я ведь не Кокорин с Мамаевым. Подумаешь, скандальный развод, скандальные романы. Это не я скандальный, это телевидение у нас скандальное. Они готовы заплатить любые бабки, лишь бы найти что-то жареное, покопаться в чужом грязном белье. А я... Ну да, я не могу сказать, что был слишком разборчив в связях. То есть... Да блин, у меня ведь и не было ничего серьезного с этими девицами, которые косяком пошли на ТВ. С последней я вообще просто познакомился в клубе. Была большая тусовка, мы зажигали. Потом я вызвал ей машину и отправил домой. У меня с ней даже ничего не было. А она рассказала, что я чуть ли не силой ее еще и ударил до кучи. Я мужиков-то бил редко. Не любил решать вопросы кулаками. А чтобы женщину... В общем, каким-то макаром эта мадам снова всплыла, хотя я отвалил прилично бабла, чтобы наказать ее за клевету. Видимо, нужно найти более толкового адвоката. Это была не самая веселая новость моего утра. Вторая была еще хлеще. Кто-то сфотографировал нас с Виталиной и с детьми в клинике у выхода из парка у ее дома. Фото уже просочилось в сеть. Естественно, главный вопрос был, что это за таинственная незнакомка и откуда взялся мальчик, похожий на Стенина. Это было плохо, очень плохо. С минуты на минуту я ждал звонка от Витаминки. Ждал, что у нее будет истерика. Чего угодно ждал. Но позвонила мне не она. Позвонил давний друг. Один из лучших спортивных менеджеров страны, Камиль Садыков. «Стена, я что-то о тебе не знаю?» «Что, Камиль, говори сразу. У меня тут с утра Белый дом, блин, приемная президента. Или куда там все звонят?» «Смольный? Точно. Так что у тебя?» «Я как раз хотел спросить, что у тебя? Кто эта прелестная незнакомка?» «Никто. Камиль, нужно сделать так, чтобы ее фото исчезли. И фото ребенка тоже. Денег не жалеть». «Думаешь? А мне кажется, это отличная история. Это то, что не только пропихнет тебя в федерацию. Это то, что поможет и с бизнесом, и с тренерской работой». «Я не понял, ты о чем?»
Тебе надо жениться на ней, стена. Что? Вы все сговорились, что ли? Глава 19. Жениться на витаминке? Я очень хотел на ней жениться. Тогда, 5 лет назад. Она была идеальная во всем. Нежная, трепетная, страстная в постели. Умная, спокойная, рассудительная в жизни. С ней всегда было о чем поговорить, на любые темы, даже на футбольные. Она даже стала разбираться в игре, понимать, что такое офсайд, кто такой хавбэк, когда могут дать желтую карточку, а когда красную. Почему я могу играть руками, а остальные игроки нет. Мне было с ней так хорошо, что я стал бояться. Не слишком ли хорошо? Вернее, нет, не сам я боялся. Иван меня подначивал. Иван. Смотрю на фотографию, которая висит на стене в моем кабинете. Наша команда. Моя золотая сборная. Золотая не потому, что мы стали чемпионами. Нет. Просто это был наш лучший состав. И тренер в то время у нас был лучший. И вообще. Иван был самым близким другом тогда. Поэтому для меня было ударом то, что он увел мою девушку. Когда я узнал, что она уехала с ним отдыхать, увидел те фото на яхте, все-таки мне нужно было поговорить с ней, спросить, почему. Я хотел, но она уехала. Я сгоряча занес ее номер в черный список. Потом хотел набрать, но, видимо, в ЧС уже был я. Отец меня ругал, сказал, что нормальный мужик так не поступает. Надо все выяснить, сын, поговорить по-мужски с Иваном, поговорить с ней. О чем говорить? Она позволяла ему себя целовать, лапать. Мне было больно обсуждать это, даже с отцом, хотя мы были близки. Все, пап, не хочу об этом. Больно было, да. Но сейчас я понимаю, что отец был прав. Мы реально не поговорили. Мы вообще с ней в то время как-то отдалились друг от друга. У нее была учеба, какие-то дела, у меня сборная и Ваня со своей группой поддержки, льющие мне в уши то, что витаминка не так проста, как кажется. А потом еще Снежана вернулась. И это был вообще же скач. Егор, я поняла, что люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Давай поженимся, а? Я пытался ей объяснить, что у меня уже есть невеста, и даже дата свадьбы назначена. Но, Егор, ты не понимаешь. Мой отец готов сделать все, чтобы ты остался в сборной. Мало того, есть контракт с испанцами. Есть возможность поехать в Англию, в Америку. В соккер играть. Ну, извини. Бекхэм играет и ничего. То Бекхэм, куда мне до него? Егор, я серьезно. Да, она действительно говорила серьезно. И разговор с ее отцом тоже был серьезный. Егор, ты же понимаешь, что мы с супругой весьма заинтересованы в твоем браке с нашей дочерью. Подумай. Что мне было думать? Я извинился, отказался. У меня была моя сладкая витаминка. Именно ее улыбка, ее нежные руки позволяли мне расслабиться после убойных тренировок. Меня стали мучить травмы. Потом произошла та нелепая случайность, а может и не случайность вовсе. Мы были на поле, разминались перед основной тренировкой. Иван решил начать отрабатывать удары в створ ворот. А я сидел у кромки, зашнуровывал бутсы. Пушечный удар прилетел мне прямо в голову. Я потерял сознание. Очнулся в больнице.
слепой. Почему-то Виталина не приходила ко мне 2 дня. Она говорила, что ее не пускали, но Снежанну пустили. Эти 2 дня были ужасными. Врачи проводили какие-то исследования, сделали МРТ, назначили терапию. Готовились даже отправить меня в Израиль. Отец Снежаны обещал все оплатить. Но меня поставили на ноги наши доктора. Витаминка страшно плакала. Рассказывала, как боялась за меня. Переживала, что не могла добиться того, чтобы ее ко мне пустили. И еще рассказывала, как переживал Иван, как они вместе за меня переживали и утешали друг друга. Черт, Иван. Все время между нами был Иван. Поэтому я и не удивился тогда, увидев, как он ее... Я хватаю куртку, телефон, закрываю кабинет, сообщив секретарше, что меня до завтра не будет. Ресторан, в котором работает Виталина, не так далеко от моего офиса. Не знаю, зачем я еду туда. Нет, знаю. Хочу увидеть ее, просто увидеть. Женись на ней. Надо же. А что, разве плохая идея? Она растит моего сына. У меня дочь. Дочь, о которой Витаминка совсем ничего не знает. Сажусь за столик, заказываю капучино и апельсиновый фреш. И салат с куриной печенью, который рекомендует официантка. Витаминки нет, но думаю, если ее позвать. Интересно, утренняя шумиха в СМИ дошла до нее, или мои ребята успели все подчистить? Жениться. Собственно, почему нет? Я могу предложить ей хорошие условия. Не обижу. Подпишем брачный контракт. Я даже супружеские обязанности не буду требовать исполнять. Вижу ее. Она входит в зал. На ней строгая темно-синяя юбка до колен и алая блузка с пышным бантом. Волосы стянуты в пучок. Строгая, деловая, неприступная. Нет уж, от супружеских обязанностей ей не отвертеться. Так, стоп. Одну деталь я упустил из виду. Кажется, она сказала, что выходит замуж. Интересно, сколько стоит перекупить ее у женишка? Видит меня и сразу меняется в лице. Добрый вечер. Привет, Витаминка. Присядешь? Я на работе, Егор. Да, извини. Ты вчера сказала, что выходишь замуж. Это серьезно? Мы договорились встретиться завтра и обо всем поговорить, Егор. Не могу ждать до завтра. Дело срочное. Какое? Видишь ли, мне нужна жена. Глава 20. Жена? Он это серьезно? Я смотрю на Егора и думаю, я что, в самом деле когда-то до дрожи любила этого идиота? Где были мои мозги? И были ли вообще? На что я повелась? На широкие плечи, сильные руки? На его популярность и счет в банке? Ну, я же знала, какие у него гонорары. Или на эти пронзительные синие глаза, которые и сейчас прожигают так, что колени становятся ватными. О нет, я не должна на это реагировать никак. Жена. Ему нужна жена. Очень смешно. Интересно, зачем? Вита, я прошу тебя, сядь. Ты управляющий, я клиент. Допустим, у меня к тебе серьезное дело, касающееся обслуживания. Так что ты вполне можешь уделить мне пару минут. Я вижу, что он нервничает. Стенин, ты что, выпил? Не знаю почему, но такая догадка промелькнула. Хотя раньше он не позволял себе пить. Футбол и все такое. Увы, люди иногда меняются.
Тем более карьера его спортивная уже окончена. Вита, сядь. Добрый вечер. Могу чем-то помочь, господин Стенин? Голос моего шефа и друга Дениса Александровича Дворжецкого выбивает из моей груди вздох облегчения. Я спасена. Конечно, Дворжецкий узнал Егора. Кто не знает Стену? Правда, Денис Александрович знал о Егоре то, о чем сам Егор не подозревал до вчерашнего дня. Дворжецкий был в курсе, что именно Стенин — отец моего Матвея. «Простите, не уверен, что помню ваше имя. Вы же Дворжецкий, ресторатор». «Денис Александрович». «Очень приятно, Егор Александрович». Он улыбается. «По крайней мере, отчество наше нам будет просто запомнить». «У вас возникли проблемы, Егор Александрович?» Дворжецкий спокоен, как танк, и мне это нравится. «Проблемы?» Егор продолжает улыбаться. «Да, но скорее личного характера, к сожалению. Чем раньше ваша прелестная управляющая поможет мне их решить, тем лучше». Егор Александрович, вы же понимаете, что в рабочее время сотрудники могут общаться с клиентами только на рабочие темы. Тема вполне рабочая. Виталина Евгеньевна в курсе. Рабочая? Не хотите ли вы сказать, что собираетесь переманить мою управляющую? Позвольте мне вам этого не позволить. Теперь уже Дворжецкий улыбается. Вполне приятно. Он вообще очень симпатичный мужчина и совсем не старый. Маме исполнилось бы 47. Он ее ровесник. Но выглядит моложе своих лет. Занимается собой, подтянутый, стройный. И седины у него совсем мало. Не понимаю, почему я вдруг сейчас об этом думаю. В любом случае, полагаю, вы можете подождать полчаса. Виталина Евгеньевна закончит дела и выйдет к вам. Да, дорогая? Что-то очень личное, даже фривольное звучит в этом его «дорогая». Я чувствую, как рука Дворжецкого неожиданно ложится мне на талию. А в глазах Егора мелькает что-то похожее на ярость. Я туго соображаю. Не понимаю, что происходит. Дворжецкий тянет меня к выходу в служебные помещения. На лице Егора играют желваки. Он опускает голову, сжимает пальцы в кулак, словно хочет хорошенько приложить кому-то. Что только что произошло? Прихожу в себя уже в кабинете шефа, который одновременно является и моим рабочим местом. На самом деле Дворжецкий раньше не часто тут появлялся, мне так говорили. Но когда он назначил управляющей меня, то и сам стал приезжать в ресторан почти ежедневно. Сам Денис Александрович объясняет это тем, что не хочет бросать меня на произвол судьбы. Все-таки молодежное кафе в провинции и ресторан в столице — разные величины. «Виталина, что произошло? Как он тебя нашел? Он приставал к тебе?» Вопросов много. И я понимаю, что мне нужно ответить. Очень хочется выговориться, рассказать обо всем, что случилось вчера. Тем более Дворжецкий в курсе того, что у нас было с Егором в прошлом, так что ему я на самом деле могу довериться. И ведь я сама хотела все объяснить и просить помощи и совета. Коротко пересказываю вчерашний день, без лишних подробностей, таких как поцелуй на кухне и в коридоре дома Егора. Значит, он узнал о Матвее? Почему ты думаешь, он захочет его отобрать?
Он отобрал у бывшей жены дочь. Да, но ты забываешь, кто был отец этой жены. Аристарх Зимин. Там у Стенина была прямая выгода. Какая? Деньги, рычаги давления на бывшего тестя, который оказался в сложной финансово-юридической ситуации. Ты же знаешь, что Зимина обвинили в махинациях с ценными бумагами, что у двух его банков отозвали лицензии, и футбольный клуб ему пришлось продать. И вообще... Вы думаете, мне не стоит бояться, что Егор заберет Матвея? А ты его отдашь? Вы с ума сошли? Ой, извините. Дворжецкий усмехается, неожиданно берет меня за руку, поглаживает. Вот и ответ. Он может попытаться, да, но ведь ты за сына будешь драться как львица. Конечно, буду, но... Что «но»? Ты... ты все еще влюблена в него? В кого? Я понимаю, что дико краснею, отнимаю руку. Я понимаю Вита. Он знаменитость, красивый парень. Такой может вскружить голову. Он идиот. Я его... Нет, не ненавижу. Не чувствую ничего. Он пустое место. Если бы это было так, ты не отвечала бы с таким жаром. Денис Александрович снова усмехается. Но я правда не хочу иметь с ним ничего общего. Я жалею, что приехала. Я ведь знала, что тут могу с ним встретиться. Все так по-дурацки вышло. Ну и что встретила? Из-за какого-то кретина всю жизнь прятаться? Ты красивая женщина. Сидеть в провинции копейки считая — это не твое. Я не считала копейки. Вы мне хорошо платили. Спасибо. Я обещал твоей матери позаботиться о тебе. Так что я судорожно всхлипываю. Успокойся. Скажи, что ты намерена делать? Я не знаю. Мы договорились встретиться завтра и все обсудить, а он приехал сегодня и сказал, что ему нужна жена. Дворжецкий меняется в лице. В его чертах появляется жесткость, которую я в нем почти никогда не вижу. Жена, значит, ишь быстрый. Я неожиданно понимаю, что, возможно, сама спровоцировала Егора на подобное предложение. Просто я вчера сказала ему, что выхожу замуж. Что? Мой шеф явно потрясен. Ты замуж собралась? Почему я об этом не знаю? У меня мелькает мысль, зачем ему это знать? Но я тут же ее прогоняю. Дворжецкий не просто мой начальник, он друг. И, конечно, я должна была бы с ним поделиться, если бы замуж собралась реально. Мало того, я попросила бы его быть посаженным отцом на моей свадьбе. А теперь, получается, он может решить, что я что-то скрываю? Никуда я не собралась, я его обманула. Кого? Егора Стенина. Я просто подумала, если скажу о том, что я не одна, он не будет приставать. А он приставал? Опять мучительно краснею. Не могу же я сказать «да, приставал». И до сих пор при воспоминании о поцелуе Егора губы покалывает. Значит, приставал. Так, ясно. И что ты делать будешь? А что я могу? Придется признаться, что у жениха нет. Не из-под земли же я его достану. Нет уж, зачем же? Рано ему под землю. Что? Я во все глаза смотрю на шефа, понимая, что он явно что-то придумал. Я буду твоим женихом. Вы?
Наверное, именно так называется, когда глаза из орбит вылезают, потому что мои точно вылезли. Сыграю роль перед Стениным. Но зачем это вам? Я реально не понимаю. Нет, я понимаю, что Дворжецкий готов помочь, потому что он хорошо ко мне относится и вообще, но притворяться моим будущим мужем не слишком ли? Допустим, я не хочу потерять ценного сотрудника. Да, но я ведь не собираюсь увольняться. Если станешь женой Стенина, уволишься. Я не стану его женой. Не станешь, потому что станешь моей. Фиктивно. Ну, то есть, пока сыграем в жениха и невесту, а там посмотрим. На что? Я просто в шоке. На что посмотрим? Ну, может, и правда понравимся друг другу, поженимся. Он шутит, смеется надо мной. Нет, Дворжецкий, конечно, не женат, но я знаю, что у него есть постоянная женщина, красивая, ухоженная бизнесвумен лет 40. Виталина, ну сделай лицо попроще. Я пошутил. Извините, я просто второй день в каком-то аду. Выбирайся из своего ада. Я тебе помогу. В беде не брошу. Сыграю роль возлюбленного, чтобы отвадить твоего незадачливого кавалера. Он не кавалер. Ну, отца ребенка, ладно. Немного поженихаемся, а когда он отстанет, закончим игру. Поняла? Он улыбается мне и снова берет за руку. Я понимаю, что это реально шанс отвязаться от Егора, но почему-то большой радости не испытываю. И еще мне очень стыдно перед Дворжецким. Зачем ему весь этот цирк? Глава 21. Этот напыщенный индюк уводит мою витаминку, а мне хочется хорошенько долбануть кулаком в фальшивую кирпичную стену из гипсокартона. Проломить дыру, огромную, блин, дыра в моей душе, которую навсегда оставила эта лживая куколка. Поцелуи с другим — это съемки, милый, работа, объятия и улыбки. Ты не понимаешь, мы готовили тебе сюрприз. Переписка с моим лучшим другом. Ты сошел с ума, я ничего такого не писала. Да, наверное, я тогда реально был сумасшедшим. Я ведь все ей спускал с рук, я реально верил. И плевать было, что уже не один Иван, а многие парни из команды крутили пальцем у виска, пытаясь убедить меня в том, что витаминка меня обманывает. Егор, мы понимаем, у тебя чувства, но не кажется тебе, что эта твоя девочка сильно изменилась? Да, поначалу она всей команде понравилась. Хорошая, правда. Такая простая, милая, не похожая на гламурных куколок, которые вечно трутся рядом с богатенькими спортсменами. Но сколько таких разговоров со мной вели? Я все пропускал мимо ушей, а потом получил по полной программе. Только одно не укладывается в моей голове. Почему Виталина скрыла от меня своего сына, моего сына? Ведь если она реально была такой меркантильной самкой, она в первую очередь должна была прибежать ко мне, так? Потребовать содержания на ребенка. Да, я был женат, да, у меня родилась дочь. Но если бы витаминка была меркантильной, и ей нужны были бабки, разве бы ее это остановило? Черт, мне так нужно было с ней поговорить. А она? Ладно, хорошо. Она на работе. И ее увел не кто-нибудь. Ее увел начальник, хозяин этого заведения.
И мне совсем не понравилось то, как именно он ее увел. Что это за обращение к сотруднику, дорогая? И что за вольности он себе позволяет? Почему может положить руку ей на талию? Это же харассмент, разве нет? Или у нее что-то есть с этим старым козлом? Нет, быть этого не может. Он ведь ей в отцы годится. Виталина вчера сказала, что собирается замуж. Сначала меня эта новость огорошила. Одно дело, когда девушка одинока. Другое дело, когда у нее кто-то есть. И не просто кто-то, а тот, кто готов надеть ей кольцо на палец. Серьезный конкурент. Потом я решил, что мне все равно. Да пусть хоть 20 раз замуж выходит. Главное, чтобы мой сын узнал, кто его отец. Еще чуть позже я стал сомневаться, правду ли она сказала. Слишком неуверенная она, что ли, была. Не в тот момент, когда о замужестве говорила, а вообще. Ну, то есть она вела себя как мать-одиночка, спину которой никто не прикрывает. Как дико она испугалась, что я ребенка отберу. Был бы у нее любимый мужчина, она наверняка первым делом бы ему позвонила, попросила о помощи. А тут... А уж когда возникло предложение жениться на ней, сначала неожиданное от моей принцессы, потом не менее неожиданное от друга и наставника, я вообще подумал, что мне плевать, собирается она за кого-то или нет. Возможно, именно я сделаю ей предложение, от которого она не сможет отказаться. Не просто замуж за известного футболиста и довольно обеспеченного мужчину, а, во-первых, замуж за отца ребенка, которого она растит, а во-вторых, замуж с определенной выгодой, с контрактом. Получит приличную сумму на счет в личное пользование. Например, условно $1 000 000 за 5 лет брака. Или 10, а лучше до совершеннолетия детей. В этом случае можно добавить определенный процент за каждый прожитый вместе год. Черт, размышляю об этом, и внутри поднимается такой протест, волна ненависти к самому себе. Ты что, стена, совсем идиот, что ли? Какой процент? Какой контракт? Средневековье какое-то. Нам по-хорошему надо просто поговорить. Выяснить раз и навсегда все, что было в прошлом. Понять, почему мы расстались. Почему тогда она переметнулась к Ивану? Почему не пришла, когда поняла, что ее сын не от Ваньки, а от меня? А мне придется объяснить, почему я женился на Снежанне. Сначала нужен нормальный разговор, а потом верчу в руках телефон, на заставке улыбающаяся мордашка моей принцессы. Ярослава, дочь. Я ведь ради нее на все готов, а она хочет маму. Неожиданно. Вот так-то, стена. Тебе жена нужна реальная, мать для Ярославки, а не женщина, которая будет рядом из-за денег. Зачем я вообще тогда сюда притащился? Почему? Закрываю глаза, откидываясь на стуле. Почему? Потому что вчера ее губы были такими мягкими, вкусными, нежными. Потому что каждую минуту с момента, когда увидел ее глаза, я вспоминаю прошлое. Наши встречи, наши разговоры, наши чувства. Потому что любил ее, только ее по-настоящему.
Больше никого и никогда. Снежанна. Давно понял, что это наше первое чувство с ней было скорее страстью, влюбленностью, потребностью в серьезных взрослых отношениях. Это была не любовь. Что такое любовь, я понял только с витаминкой. Когда от близости ты дрожишь, когда сердце колотится, как сумасшедшее, когда в глазах тонешь, от прикосновений трясет. Да нет, даже не это главное. Когда ты просто хочешь, чтобы этот человек был счастлив, тот, которого любишь. Когда за ее улыбку ты все готов отдать, и душу, и жизнь. И когда ты понимаешь, что тебя предали, это так больно, словно черная дыра поглощает душу. Или нет? В самой душе образуется одна большая черная дыра, и в нее, как в омут, затягивает все хорошие мысли, чувства, радость, желание что-то делать, двигаться, жить. Я переболел этим. Думал, что переболел, пока не увидел вчера ее глаза. Ни хрена я не переболел, ни хрена. Егор? Вздрагиваю, поднимаю голову. На столе передо мной давно остывший кофе, сок, у которого уже пенка опала, салат с теплой куриной печенью, которая уже холодная. Егор, я не стала говорить тебе вчера. Не думала, что это так важно, но... В общем, познакомься еще раз. Денис Александрович Дворжецкий, мой будущий муж. Приплыли. Глава 22. Мой будущий муж. Я сама себе удивляюсь. Говорю об этом так спокойно. Еще и умудряюсь держать Дворжецкого под руку, чуть ли не прижимаясь к нему. Вернее, я-то не прижимаюсь, а вот Денис Александрович, похоже, играет роль получше, чем я. Вижу, как Егор меняется в лице, бледнеет, сжимает челюсти. Его синие глаза словно грозовое небо, которое затягивают тучи. Дворжецкий протягивает ему руку. Егор не сразу, но протягивает в ответ свою. «Я, наверное, должен вас поздравить?» «Наверное», — иронично парирует Дворжецкий. «Но мы, в общем, обойдемся и без поздравлений. Главное, что мы с Витой нашли друг друга». Это звучит как-то глупо. Но моего фиктивного жениха, похоже, это не заботит. Он неожиданно резко притягивает меня к себе. Его рука крепко обхватывает мою талию, и он меня целует в шею. Ну, точнее, я чувствую его губы и дыхание. Со стороны наверняка кажется, что это крепкий поцелуй. В реале же губы просто прикасаются к моей шее. Я дергаюсь, как дурочка. Не могу играть, не умею. Я точно все провалю. Может, и не стоило начинать? Как все глупо. Ты так вкусно пахнешь, милая. Понимаю, что я в шоке смотрю на Дворжецкого, выдавая себя, наверное, с головой. Ну что ты, не стесняйся. Она у меня такая скромница. Не верю в то, что мне так повезло. В наше время найти женщину, которая умеет краснеть. Чудо, правда? Правда. Стенин не смотрит на нас. Его взгляд устремлен куда-то в сторону, и желваки ходят. Что ж, не буду вам мешать. Виталина, наш завтрашний разговор, надеюсь, в силе? Он будет касаться будущего моего сына. Егор, Матвей прежде всего сын Виталины. Давай не будем забывать этого. Я не забываю.
Он старается выглядеть спокойным, но едва ли это у него получается. Я вижу, что он в бешенстве. Но он также и мой сын, сын, которого она прятала много лет. Я его не прятала. Если бы ты хотел, ты бы о нем узнал. Интересно, каким образом? Так, брейк, молодые люди. Давайте не будем начинать ссору. Тем более вы договорились все-таки обсудить этот вопрос цивилизованно. Завтра обо всем поговорите. А сейчас, извините, Егор, у нас все-таки работа. А у вас остывший салат. Я попрошу заменить. Не стоит, я сыт по горло. Егор встает. Завтра в 1:00 место выбери сама и сообщи моей ассистентке. Если ты сможешь взять Матвея... Он в это время спит в саду. Я работаю с утра. Каким образом? Понял, хорошо, но я хотел бы завтра увидеть сына. Я завтра работаю до 8. Из сада его забирает няня. Я нервничаю. Мне, с одной стороны, хочется, чтобы у моего сына был отец, но с другой, достоин ли Егор этого высокого звания? Мы с Яськой можем забрать его. При упоминании его дочери я вздрагиваю. Он отличный отец, да, но для другого ребенка. Нет, я не хочу, чтобы ты встречался с ним без меня. Дорогая, я могу отпустить тебя завтра в 6. Я понимаю, это важно для тебя. Дворжецкий снова утыкается мне в шею. Не думала, что он такой любитель тактильных контактов. Но, как ни странно, меня это не раздражает. Мне даже нравится то, что он делает. Я, наверное, сошла с ума. Спасибо, не думаю, что стоит так торопиться. Послезавтра у меня короткий день. Можем перенести встречу. Один день ничего не решит. Ярчик скучает по Матвею и по тебе тоже. Его голос становится хриплым. Она правда скучает. Я вспоминаю очаровательное чудо с льняными локонами, так похожими на прядки Матвея. Ее милую улыбку, широко распахнутые глаза. Счастливое лицо счастливого ребенка, у которого все хорошо. Ну, почти все. Я же помню, что она растет без матери. И без матери ей не слишком сладко. Хорошо, давай попробуем завтра. В 1:00 поговорим. Вечером, если все будет в норме, заберем Матвея из сада. Можем погулять. У нас недалеко есть хороший парк. Да-да. И я так жалею, что вчера я решила променять наш шикарный парк на другой, тот, что ближе к центру. Я прихожу в себя, наверное, только в кабинете, когда передо мной оказывается куча документов, касающихся работы ресторана. Егор уехал. Дворжецкий ушел на кухню. У него какие-то вопросы к шеф-повару. Мне кажется, я до сих пор чувствую его губы на своей шее и руку, которая лежит у меня на талии, горячую, сильную. Почему-то мне совсем не было неприятно все это чувствовать, хотя После Егора я вообще не воспринимала мужчин, даже не пыталась с кем-то сблизиться. Иван в свое время столько сил приложил, даже уверял меня, что примет ребенка от Егора. Но я помнила те его первые слова про аборт. И вообще, мне почему-то в какой-то момент стало очень сложно общаться с Ваней. Мне казалось, он душит меня своим вниманием, давит на меня. Хорошо, что когда он понял, что меня ему не получить, он сам быстро отвалил. Правда, успел высказать мне то, что обо мне думает. И то, что я идиотка, сама проворонила Егора. Мол, строила из себя святошу.
Сдулась, когда Снежанна объявилась. Если ты его так любила, какого хрена слилась, тем более беременная? Пришла бы, оттаскала Снежку за космы, вдарила бы ей хорошенько. Ты с ума сошел? Она ведь тоже беременная. Ну, мать, ее бы твоя беременность не остановила. Если бы ей было надо, она бы по тебе катком проехала. Она и проехала. Я не понимаю тебя, Виталина. Ты же видишь, что стена тебя не стоит. Так покажи ему. Пусть знает, что у нас с тобой все отлично. У нас с тобой ничего нет, Иван. Нет никаких нас с тобой. Когда ты кончишь ломаться, Вита? Я готов на что угодно. Я хочу, чтобы ты была моя. В этом и было все дело. Иван просто хотел меня себе, как трофей. Он не любил меня. Хотя, может, это и было к лучшему. Я понимала, что ему не будет по-настоящему больно из-за того, что я говорю «нет». Когда я вышла на работу в ресторан Дворжецкого, то сразу стала объектом внимания многих молодых людей. Но я все равно оставалась безразличной, равнодушной. О том, что у самого Дениса Александровича ко мне могут быть какие-то нежные чувства, я вообще не думала. Он для меня был как, не знаю, как родной дядя, мамин друг, даже брат. Я знала, что он мне не отец, но иногда думала, как бы было хорошо, если бы это оказалось не так. Да, в какой-то момент я даже мечтала, чтобы однажды мама и дядя Денис признались, именно он мой родной папа. Увы, конечно, после таких мыслей представить Дворжецкого в роли мужа? Да уж. Мне нужно будет сильно постараться, чтобы Егор поверил в то, что Денис Александрович, то есть просто Денис, мой будущий муж. Мы идем с Матвеем домой. Я расспрашиваю, как прошел день в саду, что он ел, чем занимался. «Мам, а ты не знаешь, дядя Егор, когда меня на футбол поведет?» Не знаю, малыш. «А он правда поведет? Он ведь обещал?» «Он свои обещания выполняет, чемпион!» Я вздрагиваю, потому что меньше всего ожидала услышать этот голос. Глава 23. Не собирался я к ним ехать, правда. Вернулся домой на взводе, а там Ярославка, такая грустная. «Почему, — говорит, — тетя мама Витаминка ко мне не приехала?» Тетя мама, капец, и в слезы. А у меня просто душа на разрыв, твою ж дивизию. Вспомнил, что Виталина говорила, она возвращается позднее, но на всякий случай мы с Ярчиком приехали раньше и угадали. Как раз подловили Витаминку с сыном у подъезда. Парень мне обрадовался, сразу бросился ко мне. А моя Ярослава, наоборот, к Витаминке. «Тетя, мама, а я скучала. Это я попросила папу меня к вам привезти. Можно же, да?» «Конечно, милая». Она быстро поднимает взгляд на меня. Конечно, с укором. Как же. Я глупо улыбаюсь и пожимаю плечами. Ну, правда, я бы сам не приехал, но моя малышка... «Тетя, мама, я так рада тебя видеть. Я о тебе сегодня весь день вспоминала». Ох, лиса, знает путь к любому сердцу. Вижу, как улыбается Виталина. И кто бы не улыбнулся. Моя Ярослава та еще актрисуля. Пойдемте поужинаем вместе. Я принесла вкусные блинчики от лучшего шеф-повара. Я люблю блинчики. А разве ими ужинают? Папа говорит, на ужин надо есть белок и овощи. Правильно говорит.
Белок у нас тоже есть, творог и сыр, и колбаса. Она смотрит немного виновата, и я вспоминаю, как раньше ругал ее, если она приносила что-то похожее на колбасу или сосиски. «Виталина, ну ты же образованная девушка. Это есть нельзя, это отрава». «Но мне иногда хочется отравиться». «Вот разнесет тебя до размера 5XL, потом не плачь». Как будто в другой жизни было. Она обнимает Ярославу, гладит по голове, и я замечаю, какое у нее в этот момент лицо, у витаминки. Она ведь расплакаться готова. Черт, я... я должен ей рассказать. Чем скорее, тем лучше. Но как? Как подступиться к этому разговору? И нужно ли ей то, в чем я собираюсь признаться? «Пойдем, дядя Фигор!» «Что? Как он меня назвал?» «Почему Фигор?» «Не знаю, так получилось». «Ну, вообще интересно, как будто футбольный Егор». «Точно, футбольный. Ладно, пошли, чемпион, мне надо маме помочь, у нее пакет тяжелый». «Мне не тяжело». Смотрю на нее, и она понимает, что лучше не спорить. Тяжести всегда таскал я, и тут ничего не изменилось и не изменится. В лифте едем молча. Ну, вернее, наши дети очень бурно обсуждают какую-то историю, которая случилась у Егора в детском садике. Ярчик жалуется, мол, ее в сад не берут, а ей так хочется. Неужели? Вот это для меня новость. Виталина приглашает нас в квартиру. Я задаюсь вопросом. Кстати, откуда у нее такая шикарная хата в Москве? Уж не этот ли ее старпер, ресторатор, подсуетился? Надо выяснить. Дети сначала руки мыть, потом в детскую, пока я ужин подготовлю. Она так командует, словно мы реальная семья. И это было бы идеально, если бы... Блин, и откуда взялся этот престарелый ловелас? Думаю об этом и не могу подавить смешок. Вспоминаю черного ловеласа из смешариков, которых мы недавно смотрели с Яськой. «Ты что?» Витаминка, словно забывшись, обращается ко мне так запросто, словно между нами нет глухой стены непонимания. Смешариков вспомнил. Черный ловелас. Видела? Это ты о себе? О женихе твоем. Черт, и кто меня за язык тянул? Она сразу сжала губы, подбородок вскинула. Господи, Стенин, я смотрю на тебя и думаю, как я могла любить такого идиота? А ты меня любила? Мы замираем, стреляя друг в друга взглядами, полными самых разных чувств, которых, кажется, ни она, ни я понять не можем. «Тетя мама, а ты что, правда любила папу?» Картина Репина приплыли. Вот как это называется. Витаминка густо краснеет, и я вижу, что в глазах ее слезы закипают от обиды. И что мне сделать? Как выкрутиться? Зая, это мы просто вспомнили мультик про смешариков. Помнишь, там Нюша всех любила? Не, пап, не помню. Ты не про Нюшу говорил, ты про нее говорил. Да, он говорил про меня. Когда-то мы с твоим папой очень дружили. Были как брат и сестра, почти. Ты любила его как сестра? Мне почему-то дико стыдно перед витаминкой, с одной стороны, а с другой... Пусть Ярчик задает ей побольше таких вопросов. Глядишь, все вместе и докопаемся до правды. Да, как сестра, как друг. Так, игра в миллион вопросов окончена, и дети с папой идут мыть руки. Она говорит это командным голосом, а потом, запнувшись, смотрит на меня.
На этот раз не краснеет, наоборот, кожа ее приобретает оттенок молодой луны. Дети с папой. Так по-семейному это звучит? Есть, товарищ генерал. Ярослава, Матвей, марш в ванную мыть руки. Увожу детей, на пороге поворачиваюсь и подмигиваю Виталине. Смотри, смотри, глупая, как все классно. Я папа, ты мама, это наши дети. Прекрасная семья. Все прекрасно. Неужели ты откажешься от всего этого из-за какого-то сидеющего дядьки, пусть и довольно интересного? Но это я, само собой, судил непредвзято. Зашел дома на пару сайтов, почитал о Дворжецком. Этот гад даже входил в топ холостяков Москвы. Причем самое обидное — стоял прямо за мной. Вот же зараза! Что еще я узнал о нем? Был женат, развелся. Есть сын, чуть младше Витаминки. Парень учится в Европе, познает азы кулинарного искусства и ресторанного бизнеса. У Дворжецкого, по данным некоторых желтых изданий, есть пассия. Ей около 40. Она галерист. Красивая баба. Но холодная, как рыба, на мой взгляд. Конечно, до Витаминки ей далеко. Ладно, будем бороться. Стена еще никогда не сливал матч. Даже когда колени отваливались и от боли в глазах туман стоял. И когда мечом хорошо прилетало по разным местам. Дети вымыли руки, и я отправил их в детскую, а сам иду на кухню. Я же могу помочь? Останавливаюсь в дверях, наблюдаю за тем, как Вита раскладывает блинчики с начинкой. Облизывает тонкие красивые пальчики. А у меня темнеет в глазах и становится как-то неуютно и тяжело внизу. Там, где американские джинсы застегиваются на модные болты. Мне хочется взять ее руку и самому слезать с них творог и сливки, в которых она испачкалась. Я бы ее всю измазал сливками, испачкал, потом бы вылезал досуха и снова испачкал, только уже по-другому. Капец, о чем ты думаешь, стена? Она что-то напевает, даже немного вертит попой. Я замечаю телефон, лежащий на столе, и крохотные палочки беспроводных наушников в ушах. Вспоминаю, что Витаминка всегда любила музыку, любила танцевать, все время что-то напевала, когда делала домашние дела. Это всегда было так трогательно и мило. И сейчас это кажется таким родным. Она резко поворачивается и вскрикивает, увидев меня. И я снова вижу ту девчонку, которой всего 19, для которой я был первым, которая так искренне признавалась мне в любви. Я люблю ее, до сих пор люблю. В эту минуту понимаю это настолько отчетливо, словно из головы моей исчезает все прошлое, все обиды, даже сознание того, что она оказалась не такой, какой я себе ее представлял. Мне плевать на все это. Я хочу вернуть ее не для имиджа, не для дочери, не для сына, для себя. Глава 24. Егор делает шаг ко мне, а у меня словно дежавю. Мы с ним также стояли на моей кухне всего несколько часов назад. Сколько прошло? Сутки? Больше? И он поцеловал меня. И я... Нет, не хочу думать о том, что я... Нет. Выставляю руку вперед, чтобы не дать ему приблизиться. Но разве можно остановить стену? Егор, не надо. Понимаю, что это жалко звучит. Слишком жалко.
Мне нужно было придумать что-то более жесткое. Но я, словно загипнотизированная, стою и смотрю на него. А он берет мою руку, подносит пальцы к своим губам и облизывает. Я дергаюсь, подаваясь назад, упираюсь в кухонный гарнитур и смотрю на человека, который когда-то для меня был просто центром вселенной. Смотрю и думаю о том, что я ненавижу его, что он предатель, подлец, ничтожество, что он просто никто. И я плевать хотела на него и на то, что его губы такие горячие. И при этом я не могу отнять у него руку. И двинуться с места не могу. Как будто он зачаровал меня. Понимаю, что это глупо. Глупо. Понимаю и... Очень вкусно. Он говорит это таким низким чувственным голосом, а у меня шум стоит в ушах, сердце скачет, как ковбой на мустанге. И хочется плакать от того, что не могу совладать с собой. Почему все вот так? Почему он второй раз врывается в мою жизнь, как ураган? Все рушит, все портит. Он ведь потом опять оставит меня одну на руинах моей жизни, растерзанный этим эмоциональным торнадо. Закрываю глаза, сглатываю, набираясь сил, чтобы оттолкнуть его, сказать, чтобы не смел меня трогать, но не успеваю, потому что его теплые ладони уже лежат на моих щеках, и губы прижимаются к моим. А мне хочется кричать. Кричать, броситься на него, лупить кулаками, обвиняя в том, что он сделал с нами, что он с нами сделал. Но я все еще парализована его близостью. Он атакует мой рот, как жаждущий путник в пустыне атакует мифический колодец с живительной влагой. Словно машина времени откидывает меня назад. Как я любила его поцелуи! Как не могла уснуть, если он не целовал меня! Как первым делом бросалась целовать его, когда он приезжал с очередного матча! Как кидалась к нему на стадионе, если была на игре! Как он обнимал меня, кружил, а потом целовал! И мне было плевать, что вокруг полно народу. Со мной была моя стена, мой самый лучший защитник, хотя и вратарь. Защитник, который меня проиграл, нас проиграл. В какую-то глупую игру проиграл. Вспоминаю его злые слова, тогда, когда он уступил меня Ванечке. Ярость поднимается. Понимаю, что еще немного, и она вырвется на свободу, и я все ему выскажу, все. Он отрывается от моих губ неожиданно, фиксирует мое лицо так, чтобы мы смотрели друг другу в глаза. «Я люблю тебя, витаминка». «Что? Серьезно? Вот так вот просто?» Сама от себя не ожидаю того, что делаю. Резко поднимаю коленку и попадаю туда, куда попадаю. Знаю, что не стоит бить туда мужчин. Можно не попасть, зато разозлить. Так обычно предупреждают женщин, на которых нападает маньяк или просто любитель острых ощущений. Но я сейчас не думаю о последствиях. Я зла. Егор стонет, отодвинувшись, согнувшись пополам. «Не смей меня трогать и не смей говорить мне о любви. Я любила тебя, правда, но именно ты мою любовь убил. Понял? Не прикасайся ко мне. Я сегодня пустила тебя только потому, что с тобой твой ребенок. Но в дальнейшем я бы ограничила контакты и с тобой, и с ней. Подумай, каково мне смотреть на нее. Смотреть и знать, что этого ребенка ты забирал из роддома, а моего нет.
Этому ребенку ты менял памперсы, а моему нет. Это ты учил ходить, говорить, а моего нет. Он пытается что-то сказать, но меня несет. Меня не остановить, я все ему выскажу. И не смей мне говорить, что это я скрыла ребенка. Я пыталась тебе сообщить. Но твоя любимая девушка сказала, что у вас свадьба, и чтобы я шла лесом. Понял? Навязываться я не собиралась. И потом, лучший твой друг знал, что я беременна от тебя. Иван знал. Неужели он ничего тебе не сказал, а? Или тебе было пофигу? Сейчас ты ворвался в мою жизнь, пытаешься поставить все с ног на голову. Не выйдет. Я люблю другого мужчину. Я выйду за него, и ты мне не помешаешь. И с ребенком будешь видеться, когда я захочу, а не когда тебе в голову придет притащиться. Понял? Пока я говорю все это, тыча в него указательным пальцем, он разгибается, смотрит пристально. Откуда Иван знал, что это мой ребенок? Что? Ты серьезно? Откуда? Я ему сказала. Или ты считаешь, что я не знала, от кого беременна? У меня что, по-твоему, были варианты? А что, не было? Урод ты, Стенин, моральный урод. Ты знал, что я была девственницей. У меня никого не было ни до тебя, ни после. Не было? Скажешь, и с Иваном ничего не было. Думала, я не узнаю? Яхта, парус, как там в песне поется? Не знаю. Я такие песни не слушаю. А яхта, парус — это была работа, съемки в рекламе. Зарабатывала на то, чтобы купить приданое ребенку. Понял? И жила потом полгода на эти деньги, высчитывая, на сколько дней мне пачки памперсов хватит. Ты могла бы мне сообщить. Ты мог бы спросить. Мы с тобой месяц не предохранялись. Ты мог бы поинтересоваться, не забеременела ли я. Но тебя больше всего волновала беременность твоей драгоценной Снежанны. Она, небось, памперсы не считала. Вита! Хватит, Егор, хватит, все! Нет, не все. Я хочу... Я, последняя буква в алфавите, понял? Хватит! Мне плевать, что ты хочешь. Ты не заслуживаешь ни капли моего уважения. И сына своего не заслуживаешь. И вообще, если бы я могла что-то изменить, я бы сделала все, чтобы мы не встретились, чтобы ты никогда не узнал о том, что Матвей... Я резко закрываю рот рукой, потому что вижу две золотые головки в дверном проеме и две пары одинаковых синих глаз, смотрящих на нас с любопытством. «Вы что, ссоритесь?» — это Матвей спрашивает. У него аллергия не только на шоколад, но и на скандалы. «Нет, мы с твоей мамой просто блинчики не поделили. Они очень сладкие». «А вы уже и блинчики без нас едите?» Это Ярослава. Нарочито обиженно дует губы, а потом смеется. Она кого-то очень сильно напоминает мне в этот момент. Я только не могу понять, кого. Не Егора точно, и не Снежанну, к счастью. Хотя Снежанну я почти не знала. Садитесь за стол. Блины с творогом и сливками вас ждут. Еще будут блины с курицей и просто блины. Без никто, да, мам? Да, милый, без никто. Отвечаю сыну и вижу, как Егор усмехается. Это он когда-то так говорил.
Блины без никто. Просто золотистый круг из теста без начинки. Он помогает детям сесть, расставляет тарелки, потом выдвигает стул, чтобы села я. А когда я, разлив чай, усаживаюсь, наконец, и кладу себе блин, наклоняется и шепчет. «Мы все равно должны встретиться завтра. Нам о многом надо поговорить. Будем просто говорить, обещаю». «Можешь не обещать, я тебя не боюсь». «А зря», — ухмыляется, а сам ведет носом, словно с удовольствием вдыхая мой аромат. «Как вкусно! Я люблю блины!» Ярослава, смеясь, берет треугольник блинчика без никто и кусает острый угол, а потом разворачивает и хохочет, глядя на нас сквозь дырку. И мне кажется, что я схожу с ума, потому что теперь я знаю, кого она мне напоминает. Маму, мою маму. Глава 25. Я почти не спала ночью. За эти 2 дня просто выгорела эмоционально. В голову лезли какие-то дикие мысли. Дикие, потому что одной из них была мысль о замужестве. Не том мнимом, фальшивом, которое придумали мы с Денисом Александровичем. Эта мысль была о реальном замужестве. И в роли жениха фигурировал дядя Фигор. Господи, Витаминка, нет, ты даже думать об этом не должна. Просто не должна, и все тут совсем никак. А потом скозложоп несчастный, придурок жизни. Ох, сколько различных ласковых слов у меня было припасено для него. Я могла бы его минут 15 костерить, причем не используя обесцененной лексики. И не повторялось бы. Это все благодаря маме. У меня прекрасный словарный запас. Мама. Мама моя окончила театральный институт в столице. Ей прочили большое будущее. Но было начало 90-х. Кино снимать перестали. В хороший театр устроиться у мамы не получилось. Многие однокурсники ее вообще почти сразу ушли из профессии, которая не кормит. Мама пошла в небольшой экспериментальный театр. Там почти сразу вышла замуж, репетировала с ведущим актером театра спектакль «Золотой цыпленок». Он играл папу волка, а она — сыночка петушка. Мама смеялась, повторяя слова Шекспира. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Объясняла, что первый муж реально натерпелся от нее на репетициях, когда она пыталась узнать зерно роли и внутренний монолог цыпленка-мальчика, который не понимает, почему папа заставляет его быть девочкой. Я всегда угорала с этих ее театральных историй. В какой-то момент и сама думала пойти учиться на актрису, но... В общем, мамина судьба была уроком. Не стоит этого делать. С первым мужем они разошлись быстро. Безденежье, отсутствие жилья. Мама съехалась с подругой. Вместе снимать квартиру было проще. Подругу пригласили сниматься в кино. Дали небольшую, но заметную роль. Только потом мама узнала, что кастинг-директор искала ее. Но подруга не передала информацию о звонке. Тогда еще даже мобильных не было, представьте. Сама приехала на встречу с режиссером и роль получила. А мама осталась ни с чем. Она даже с квартиры съехать не могла, потому что одной платить было совсем неподъемно. Вот так моя мамуля была столичной артисткой. Бегала по кастингам, пробам, подрабатывала промоутером, потом аниматором на всяких праздниках и детских, и взрослых.
Однажды ей предложили роль Снегурочки в пафосном ресторане «Прага». Этот ресторан стоял в самом начале Старого Арбата, там, где он почти пересекается с Новым. Маме выдали костюм, коротенькое серебристое платьице с декольте, оттороченное искусственным мехом. Сапоги на платформе. В таких обычно танцуют стриптиз. Белый парик не понадобился. У мамы были светло-русые волосы. Снегурочек на мероприятии было штук 5. У каждой свой Дед Мороз. Делать ничего было не нужно. Просто стоять рядом с дедом и улыбаться так, чтобы были видны все зубки. Именно там мама увидела его. Мама любила рассказывать про их первую встречу. Они столкнулись в коридоре. Мимо шли приглашенные звезды. Кто-то крутой, типа Бони М, уже, конечно, сильно поистрепавшиеся, но все же мировые знаменитости. А мама и папа стояли и смотрели друг на друга. Потом какая-то девушка пришла, чтобы увести его в зал. Он ушел. Снегурочки закончили работу в 4 утра. Метро открывалось в 5. Им разрешили подождать в подсобке, где для них и для Дедов Морозов был накрыт стол. Из Праги мама вышла без 10. Один из Дедов Морозов вызвался проводить. Она не отказывалась. Поздно, страшно, хоть и новогодняя ночь, но все же. У самого входа в ресторан стоянки авто не было. Отец припарковал свой белый «Мерседес» на съезде с Нового Арбата. «Снегурочка, вы мне подарок не отдали», — сказал он. «Какой?» — удивилась она. «Такой», — ответил он, подошел, взял ее лицо в ладони и поцеловал. Тут мама всегда надолго замолкала, иногда плакала. Помню, когда я была в пубертате, устроила ей истерику. Мол, как ты могла его отпустить? Почему не сказала обо мне? Вообще, могла бы оставить меня ему. Я жила бы в столице, где-нибудь на Рублевке, каталась бы на крутых тачках, носила бы красивые шмотки. Мама никогда не била меня, но ту пощечину я заслужила. У них было все как в сказке. А потом папа сказал, что должен жениться, потому что у него есть невеста, та самая, которая была с ним в Праге. Она дочь какого-то крупного чиновника, сильно крутая. Он собирался жениться на ней, но клялся в любви маме. Обещал, что поживет какое-то время, наработает связи, потом тихо-мирно разведется и... Мама пообещала ждать. А потом... Потом собрала манатки и свалила из столицы. Я спрашивала, неужели ей не хотелось потом найти его или сделать так, чтобы он нашел. Мама отвечала категорично. Если бы он хотел, из-под земли достал бы. Значит, не хотел. Мама. Она любила его, все равно любила, несмотря ни на что. К концу жизни, когда мы уже знали, что рак груди все-таки побеждает, мама призналась мне. «Знаешь, я какое-то время думала, что сочинила себе эту любовь, что не может быть вот так. Я сама себе нафантазировала, что я люблю не его, а свою любовь к нему. Может быть, это и так. Может, все глупо. Каждого мужика сравнивать с ним и понимать, проигрывает. Любой проигрывает. Не знаю. Все думаю про тебя с этим твоим Егором. Мам, не надо. Послушай, больше тебе этого никто не скажет. Найди его, расскажи о Матвее. Больше всего я сейчас сожалею о том, что не рассказала твоему отцу о тебе. Мам, ты и мне о нем немного рассказывала. Я даже не знаю, как его зовут. Ты же сама говоришь, что дала мне отчество деда.
Мама не хотела говорить ни имя, ни фамилию. Призналась уже перед самой смертью. Даже просила меня его найти. Я попыталась поискать информацию в интернете, но ничего не нашла. Потом мне было некогда. У меня на руках остался Матвейка. Дворжецкий помог с работой, потом с переездом в Москву. Я и забыла о том, что где-то тут, рядом, в столице, может быть мой отец. Нужна ли я ему? Нужен ли он мне? Думала о Матвее и понимала, ему отец точно нужен. Но подходит ли на эту роль Егор? А других кандидатов нет. Денис Александрович? Я была уверена, он предложил мне фиктивные отношения, чтобы помочь. Вряд ли он даже в мыслях допускает иное. Я для него как дочь была все это время. Разве нет? Дочь. И снова мысленно я возвращалась к девочке Ярославе. Почему я вдруг решила, что она похожа на маму? Может, это какой-то знак? Уснула я, когда на часах уже было около 3. Мне снилась мама. Она была на сцене, пела, смеялась, танцевала. А потом к ней подошла какая-то девочка. Сначала во сне я думала, что это маленькая я, а потом узнала Яську, Ярославу Егоровну Стенину. Знак. Моя мама была с ней. Знак, что я должна стать ее мамой. Проснулась я на удивление бодрой. Сварила Матвею его любимую рисовую кашу на молоке. Мы доели блины, собрались в сад. «Мам, а дядя Фигор точно придет?» «Да, малыш, конечно, придет». «Ма, ну я уже не малыш. Яська говорит, что я большой». «Да, милый, конечно, ты большой. А тебе нравится Ярослава?» «С ней весело. Я хотел бы еще раз к ним поехать». «Значит, поедем». Мы вышли из подъезда, и я застыла в ступоре. Перед нашим подъездом был припаркован шикарный автомобиль. Глава 26. «Доброе утро, дорогая! Привет, малыш!» Ох, я стою в ступоре, смотрю на широко улыбающегося мужчину. Не очень понимаю, что происходит и зачем он, собственно, приехал. Еще и слышу параллельно недовольный бубнёж Матвейки. «Я не малыш, я чемпион». «Доброе утро, Денис Алекс». «Никакого отчества, милая, ты забыла? Теперь никаких официальных обращений, раз уж мы открыли всему миру, какие у нас отношения». «Что? Какому миру?» «Всему миру». Дворжецкий неожиданно подходит близко, обнимает меня. В его глазах я улавливаю добрые смешинки, хотя мне на самом деле дико все то, что происходит. Но почему-то я не могу на него сердиться. «Ну, здравствуй, малыш», — говорит он и целует меня в губы. Ого! Нет, целует, кстати, довольно скромно. Просто чуть впивается в нижнюю губу, засасывая ее, и тут же отстраняется, поправляя локон моей прически. Неожиданно я слышу злое сопение и сдавленный стон Дворжецкого. «Что?» Понимаю, что мой сынок только что со всей дури наступил Денису Александровичу. Все-таки сразу я точно не привыкну. На ногу, испортив идеально начищенные туфли. «Матюша, что ты делаешь?» «Целоваться нельзя!» «Матвей!» Я в шоке от слов сына. «Это что еще такое?» «Почему нельзя?» Дворжецкий, слава богу, в отличном настроении, и даже небольшой прессинг его «Киттон» моего начальника не смутил. «Потому...» «Матвей, нельзя так разговаривать!» Вижу, что мой чемпион надулся, и почему я не удивлена? Отцовский характер, просто в точку. Сейчас, когда я опять начала общение с Егором, мне становится понятно, почему мне порой так нелегко с моим сынишкой. Господи,
Я только что в мыслях назвала Матвея мой чемпион, как Егор. Этого еще не хватало. Дворжецкий приглашает нас в машину. Отвезем ребенка в сад и поедем на работу. Сегодня дел много. Я еще хотел тебе кое-что показать. Улыбается так заговорщически. Мне даже любопытно, что. Но я же не могу сегодня. У меня встреча в обед. Я в обед должна буду отойти по личному делу. Я помню, Вит, поэтому мы поедем смотреть то, что ты должна увидеть прямо сейчас. То есть после сада, конечно же. Да, но я понимала, что до работы еще есть время. Меня ждут в ресторане обычно к 10, и можно не спешить. Но ехать куда-то утром с Дворжецким, да еще после того, как он целовал меня. Не бойся, Вита, чего ты застыла? Все нормально, это рабочий визит. Хотел показать тебе одно помещение. Стоит выкупать или нет? И снова он меня удивляет. Как я могу ему помочь с выбором? Кто я такая? Я пока еще не очень разбираюсь в том, где в столице выгодно открывать ресторан, а где лучше и не пытаться. Хлебных мест в реале не так много, и, как правило, все они заняты. Провожаю Матвея, обещаю ему, что обязательно устрою встречу с Ярославой. «Мам, а тебе Фигор совсем-совсем не нравится?» «Ого, ничего себе вопросики! А почему ты спрашиваешь?» «Ну, просто, знаешь, он хороший». «Да, и Ярослава хорошая». «Да, очень». Неожиданно у меня перед глазами снова встает эта картина. Ярослава, блинчик, ее заливистый смех. И моя мама. Трясу головой в надежде прогнать наваждение. «Мам!» Пугаюсь голоса собственного сына. Ужас, я скоро параноиком стану. «Что, милый?» «А ты могла бы стать мамой Ярославы?» «Что?» А вот это точно шок. Что он говорит? Почему? Это Стенин ему что-то в уши напел. Когда? Милый, у Ярославы есть мама. Нет, у нее нет мамы. Она... Ну, я не понял. Нет и все. Пропала, наверное. Ага, ушла в лес и не вернулась. Нет, милый, мама у нее есть. Просто... Не могу же я рассказать ребенку, что его любимый дядя Фигор отнял дочь у матери. Ну, в общем, мам, ты подумай. О чем? Замуж тебе надо за Фигора. Что я там говорила про шок? Ха, это был детский сад. Вот он, настоящий шок. Замуж за Фигора. Ага, сейчас с 3 «з». Матвей, прости, мне бежать надо. Ждет меня Денис Александрович, нам на работу. А этот пусть тебя не целует больше. Матвей, что за этот? Ты забыл, сколько нам Денис Александрович добра сделал? Ты же его дедом считал. Дедом считал, а папой не хочу. Я Егора хочу. Ну все, стена. Ну ты у меня получишь. Когда успел только. Настропалил ребенка, зараза такая. Но этого я так не оставлю. Возьму и назло выйду за Дворжецкого. Ой-ой, витаминка, кому назло? Стенину? Да ему на это плевать с высокой колокольни. Да и потом Денис Александрович предложил просто чуть-чуть подыграть, и все. Он не будет. Ах, не будет. А зачем он приехал за мной сегодня? И целовал зачем? Мог бы ограничиться рукопожатием. Легко. Или он думал, что за нами папарацци следят? Жесть. Выхожу из группы и, пока иду по коридору, вижу на себе пару внимательных взглядов мамочек из нашей и чужих групп. Чувствую, как спина покрывается холодным потом.
Зависаю на лестнице, открывая смартфон. Гуглю фамилию Стенин и... Ох, черт, конечно, фото. Фото, сделанные вчера в нашем ресторане кем-то из посетителей. Ну и... О боже, заметка о том, что у нас когда-то был роман. Сажусь в машину явно в миноре. Нашла уже? Что? Фото свои с Егором. Угу. Чуть не плачу. Как же я не хочу светиться. И вообще. Мне становится жарко и страшно. Если кто-то из тех, кто помнит о нашем романе, вздумает сопоставить возраст Матвея, дату его рождения и... Не пугайся сразу. Я помогу все разрулить. Не хочешь замуж за Стенина? В ужасе смотрю на Дворжецкого и качаю головой. Точно? Он смотрит на меня пристально, глазами прожигает. Точно, отвечаю, как отрезаю. Все, навсегда. Дворжецкий усмехается, качает головой, смотрит куда-то вниз. Ну, в таком случае придется побыть моей невестой. А моя невеста должна выбрать свадебное платье, агентство, которое устроит все на высшем уровне. Отмечать, думаю, будем в твоем ресторане. Что? Вы это серьезно, Денис? А ты что думала? Я шучу? Он наклоняется ко мне, и я с ужасом понимаю, что сейчас опять будет поцелуй. Только на этот раз уже вряд ли лайтовый. Мама, что же мне делать? Глава 27. Иногда думаю, как верно утверждение. Язык мой, враг мой. Какого-то хрена поделился с Камилем новостями. Это же он предлагал мне жениться на витаминке. Ну вот. Он же увидел в нескольких сетевых изданиях мои фото с Виталиной. Я понимал, что рано или поздно они появятся в сети. Вчера в ресторане мы ни от кого не прятались, правда? Мы ведь просто говорили, так? Обнималась она совсем с другим мужчиной, черт бы его побрал. Но нас с ней все равно кто-то успел запечатлеть. А кому-то пришло в голову докопаться, с кем именно беседует Стенин. Нет, в принципе, меня это, наверное, радовать должно, если я собрался на ней жениться. Так? Именно Стена. Только ты забываешь, что она выходит за другого. Об этом я и рассказал Камилю. Свадьбы не будет, брат. У моей невесты уже есть жених. И тебя это остановит? Хороший вопрос. Я бы очень хотел сказать «нет». Очень. Но слишком много всего между мной и витаминкой. Слишком много непонятного, болезненного. Слишком много того, о чем я начал думать только сейчас. И я понимаю, черт побери, что во всей нашей истории я уже не выгляжу пострадавшей стороной. Просто потому, что я поверил тому, что мне сказали о Виталине чужие люди. Я ничего не выяснял сам, я был ослеплен ревностью. Она буквально сломила меня. Когда я узнал, что Виталина может мне изменять, я был просто раздавлен, убит, черт. Как же я не любил вспоминать эти дни. Просто не знаю, как я выжил. Не знаю, зачем я выживал. Наверное, меня в тот момент спасло то, что я узнал о беременности Снежаны и о том, что мне придется заботиться о ней и о ее ребенке. Как бы чудовищно не было то, что сотворила эта дрянь. Я вычеркнул Виталину из жизни. Я забыл о ней. Я думал, что забыл. Господи, она снилась мне все эти годы. Часто, очень часто. Буквально изводила меня во снах. Может, поэтому я порой предпочитал проводить ночи бодрствуя. Сейчас в ушах стоит ее вчерашний крик. Не могу забыть. «Не смей меня трогать!
И не смей говорить мне о любви. Я любила тебя, правда, но именно ты мою любовь убил. Понял? Не прикасайся ко мне. И все то, что она сказала после. Как мне это осознать? Ты не заслуживаешь ни капли моего уважения, и сына своего не заслуживаешь, и вообще. Если бы я могла что-то изменить, я бы сделала все, чтобы мы не встретились, чтобы ты никогда не узнал о том, что Матвей... Она остановилась вовремя. Или не вовремя. Еще бы секунда, и мой сын узнал бы о том, что я его отец. Но я не хотел бы, чтобы он узнал вот так. Не хотел бы. Интересно, а как бы я хотел? Представляю себе, что мы с Матвеем идем по кромке поля, а потом я надеваю ему его первые бутсы, подаю первые вратарские перчатки и говорю: «Теперь это твоя игра, сынок». Он поднимает на меня свои глазищи, и я говорю: «Да, Матвей, я твой папа». Сентиментально, как в слезливых мелодрамах, наверное. Наверное, все должно быть проще, буднично. Мы соберемся втроем, я, Матвей и Виталина. И я скажу: «Знаешь, малыш, я твой папа». Черт! Просто думаю об этом, а в глазах слезы. Ты просто девчонка-стена. Еще минута, и разревешься, как баба. Ну и ладно, и разревусь. Черт, потому что это мой сын. Мой, черт возьми, сын, которого я должен был на самом деле еще в ее животе узнать и полюбить. Гладить, болтать с ним, рассказывать о футболе, хвастаться победами, да и о поражениях тоже говорить, чего уж там. Потом я должен был видеть, как она рожает. Снежанна не захотела, чтобы я видел, как появилась на свет Ярослава. Да я и не рвался. Когда мать чужой мне человек, какой смысл? Я должен был забирать его из роддома, менять подгузники, давать бутылочку ночью или приносить его Виталине, чтобы она его кормила. Господи, мне хочется выть от бессилия и от того, что я, возможно, снова его теряю. Витаминка выходит за другого. Я много чего не рассказал Камилю, но он многое понял без слов. Ладно, стена, прорвемся. Придется помочь старому другу. Не такому уж и старому. Это была наша обычная шутка. Старость для футболиста — понятие растяжимое. Ты можешь чувствовать себя молодым, но на поле тебя уже никто не выпустит. И сосунки, которые вчера смотрели за твоей игрой из-за кромки поля, мечтая, что когда-нибудь смогут сыграть с тобой в одной команде, уже глядят снисходительно, мол, старичок, не пора ли уступить дорогу? Я уступил дорогу молодым в футболе, а в личной жизни меня обошел какой-то старикан. Камиль позвонил мне уже в 9 утра. «Две новости, брат, плохая и хорошая». «Давай с хорошей, потому что плохие я не могу больше слышать». Они не спали вместе. Кто? Черт, до меня доходит. Он о витаминке и этом ее престарелом рестораторе. Я, конечно, редкостный говнюк. Отца своего я считаю молодым, а ему уже почти 60. Дворжецкому 46, и он для меня старикан. Теория относительности в действии. А плохая? Он заехал за ней утром. Они отвезли ребенка в детский сад, а потом он повез ее в свадебный салон. Та-дам! Получите, распишитесь. И что мне делать? Думай, стена, думай. Но прежде всего, конечно, поговорить. Это не помешает в любом случае.
выяснить все. Стоп. А что все? Рассказать ей о Ярославе? Нет, я не могу этого сделать пока. Просто не могу. Это не только моя тайна. Это темная история, связанная со многими людьми, и эту бомбу я оставлю на потом. А пока я должен выяснить, что же именно произошло тогда, 5 лет назад. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, я обвинил Виталину несправедливо. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Мы договаривались о встрече в обед. Я приезжаю к назначенному времени. Жду ее у входа в кафе. Она сама выбрала это заведение. Я знал его. Спокойное место для семейных посиделок с отличной кухней. К тому же довольно бюджетное. Я вижу их сразу. Он выходит из Бентли, открывает дверь, чтобы помочь ей. Мне кажется, она слегка напугана, нервничает. А может, мне просто хочется, чтобы она нервничала. Дворжецкий подносит ее руку к губам, а потом... Вот же старый козлина! Обнимает ее и страстно целует. А она... Мне опять кажется... Или витаминка пытается избежать поцелуя. Глава 28. Уголок губы дергается. По-моему, у меня уже нервный тик просто. И снова какое-то паршивое дежавю. Снова я вижу, как любимая женщина целует другого. Твою ж! Сжимаю кулаки. Опять возникает желание проломить стену. Но надо держаться. Я понимаю, что надо держаться. Если я хочу ее вернуть? Нет, не так. Наверное, завоевать заново. Вот это будет правильно. Именно так. Не зря у меня в руках букет розовых пионов. Когда-то витаминка сказала, что не любит какие-то конкретные цветы: розы, ромашки, тюльпаны. Ей нравятся цветы вообще, и нравится, чтобы букет был неожиданным. В том плане, что она не ожидает именно эти цветы. Мне сложно было это понять, но она объяснила. Понимаешь, на 8 марта все ждут тюльпаны или мимозу, а я хочу, например, гвоздики или сирень. Гвоздики? Ну, их же на похороны. Тьфу на тебя, похороны. Прекрасные цветы с тонким ароматом, очень нежные. Я люблю. Я все цветы люблю. Пожалуй, только лилии не так сильно, из-за того, что аромат очень тяжелый. Я выбрал пионы. Не 1000, чтобы не заказывать вывоз. Хотя, если бы она разрешила мне приехать к ней, чтобы вывезти букет, я бы согласился. Лишний раз увидеть ее и сына. «Здравствуй, Егор!» «Привет!» Протягиваю букет. «Спасибо!» Она нервно облизывает губы, и я вспоминаю, как этот урод прижимался к ней своими. «Жених тебя не отпускает одну?» «Что?» Она словно удивлена, соображает, о чем я. «А, нет, Денис Олег, то есть Денис уже уехал. Он потом заедет за мной через 40 минут. Значит, у меня всего 40 минут. Извини, мне надо работать». «А с утра ты в свадебном салоне работала?» Черт, не могу сдержаться, бесит. Бесит то, что она целуется с этим хреном. Бесит то, что она ездит с ним на машине. Бесит то, что она была в свадебном салоне. Так, Стенин, давай сразу договоримся. Моя личная жизнь тебя не касается. Как бы не так. Она касается моего сына, значит, и меня. Знаешь что? Что?
Неожиданно она швыряет мне в руки букет. «Катись ты, придурок! Как был идиотом, так и остался. Точно всю башку тебе мечом отбили». Офигеть! Она отворачивается, чтобы уйти, а я хватаю ее за руку, с силой притягиваю к себе. Хочется наговорить ей гадостей в ответ, но она права. Придурок я, идиот, мечом отбитый. Сжимаю ее лицо в ладонях и целую, крепко, грубо. Врываюсь в ее рот, мечтая стереть поцелуй ее жениха. Она пытается вырваться, что-то стонет, бьется в моих руках, потом замирает, но не отвечает на поцелуй, просто безвольно расслабляет ротик, а я наслаждаюсь ее вкусом. Потом, когда воздуха уже совсем не хватает, прижимаю лоб к ее лбу. Прости меня, прости, я просто схожу с ума эти дни. Я в каком-то коматозе. Не понимаю, что я творю. Столько всего навалилось. Пусти меня, Егор, пожалуйста, мне больно. Больно? Где? Ты меня так зажал? Извини. Отстраняюсь. В последний момент хватаю букет, который попал между нами. Не веди себя так, Егор. Как? Не знаю, дико, если ты хочешь решить наши вопросы. Хочу решить, очень. Тогда держи себя в руках. Легко сказать. Я приглашаю ее пройти в кафе, нас провожают к дальнему столику. Черт, только теперь до меня доходит, что мы опять у всех на виду. Кажется, я уже вижу, как кто-то из посетителей достает телефон, чтобы нас щелкнуть. «Вита, мы с тобой не продумали один вопрос». «Да я уже поняла. Папарацци?» «Именно. Меня, в принципе, это не особо парит, но я понимаю, что тебе не очень хочется светиться. Я попрошу, чтобы информацию о нас затирали». «Да, хорошо, хотя, наверное, уже поздно. Я видела наши фото. И, кажется, все уже вспомнили, кто я такая. Плохо, что это может отразиться на сыне». «Не отразится, не бойся, я все улажу». «Да, спасибо. Думаю, и Денис поможет». «Ты его по имени-отчеству называешь?» Она вскидывает на меня глазищи. «А что такого? Я работаю на него много лет, я так привыкла». «Ничего такого. Я просто... И давно вы вместе?» «Давно. Тебя это не касается». «Ага, значит, недавно». «Я опять же повторю, это касается моего сына, так что...» «Матвей мой сын, прежде всего. Давай с этого начнем. Ты не хотел ничего о нем знать. Ты ничего не сказала». «Егор, у меня были причины». «Какие?» «Ты шутишь, должно быть?» «Нет, я хочу знать причины». «Хорошо. Я узнала, что ты мне изменил». «Что? Как?» «Как?» Она смотрит на меня, словно реально уверена, что у меня все мозги отбиты. «Егор, ты сейчас серьезно? Ты, может, еще и меня во всем собираешься обвинить? В таком случае сразу прощай, и ничего тебе объяснять я не буду». «Подожди, прости меня, давай по порядку». Вздыхает, закатывая глаза. Подходит официантка. Мы быстро заказываем еду. Я прошу сразу принести кофе. Кофе тут отличный, необыкновенный. Да, я знаю. Специально захожу сюда только за кофе. Пыталась переманить их бариста в наш ресторан. Вита, у меня пересыхает в горле. Я вдруг вижу, какая она беззащитная.
Вспоминаю, как она кричала в тот день, что я все не так понял, а я был ослеплен ревностью, ядовитыми словами Снежанны и Егора, фотографиями, которые мне любезно подсовывала бывшая возлюбленная, рассказывая, как моя витаминка делает из меня ложка и оленя. «Вита, я хочу во всем разобраться». «Зачем?» «Что? Зачем сейчас в чем-то разбираться, Егор? 5 лет прошло. Давай просто подумаем, как нам быть с сыном. Ты ведь хочешь все ему рассказать?» «Подожди. Почему ты считаешь, что не надо разбираться? Я сейчас понял, что у меня отняли 5 лет жизни, а ты...» «Никто у тебя ничего не отнимал, Егор». «То есть как?» «Ты сам их у себя отнял. Ты... ты почему-то поверил не мне, а каким-то другим людям. Я пришла к тебе чистой и наивной девочкой. У меня никого не было до тебя. Я отдала тебе себя без остатка. Я тебя любила». Внезапно накатывает дикая тоска и боль. «А после...» Она поднимает взгляд, смотрит непонимающе. «Что? После меня кто-то был?» То, как она быстро прячет взгляд, меня убивает. Я не могу понять. Неужели? «Вита...» «Егор, давай вернемся к разговору о Матвее. Давай поговорим о нас». «Нет нас, Егор, понимаешь? Нет. И давно. С того самого дня нас нет». «Виталина, с того дня, как я узнала о твоей измене, а ты поверил в мою. Все, на этом закончим. Если ты хочешь видеть Матвея, приезжай. Если тебе надо как-то официально все это оформить, присылай юристов. Только...» «Что?» «Перестань меня преследовать. Я выхожу замуж. Мой будущий муж очень ревнивый. Я не хотела бы, чтобы он подумал обо мне плохо». «Слышала бы ты сейчас себя». «Егор, правда, хватит». «Нет, не хватит. Я хочу услышать правду». «Какую?» «Ты сказала, что я тебе изменил. Как ты узнала?» «Не понимаю. Это что-то изменит?» «Изменит». «Ничего это не изменит, Стенин. Ладно, слушай. В тот день с утра я сделала тест, потому что у меня была задержка. И я чувствовала, что... В общем, я понимала, что, возможно, беременна. Тест показал 2 полоски. Я решила обрадовать тебя. Твой телефон не отвечал. Я позвонила Ивану, чтобы узнать, где ты. Иван сказал, что у тебя какие-то дела с функционерами, и ты сидишь в офисе команды. Я взяла такси и приехала. Поднялась наверх и услышала... У нее перехватывает дыхание. Она, закашлявшись, берет чашку кофе. Делает глоток, закрывает глаза. А я чувствую, как лед сковывает мышцы, делает хрупкими связки. Если я встану со стула, то просто сломаюсь, развалюсь, как ртутный терминатор, которого облили жидким азотом. Ты разговаривал со Снежанной в кабинете. Я услышала вас еще из коридора. Да, я подслушивала, хотя, наверное, честнее было зайти, посмотреть в твои глаза. Что ты слышала? Она сказала, что беременна, ждет ребенка от тебя, что свадьба у вас через 2 недели, а еще... Что? Еще она сказала, дай отставку своей витаминке. Неожиданно она опускает голову, и я вижу слезы, которые капают прямо на стол и в чашку недопитого капучино. И еще мне кажется, они текут по мне, как кислота
разъедают до кости. Мне было так больно. Витаминка. Не называй меня так больше, не надо. Все, извини, можно я пойду? И пока не приходи к нам, дай мне пару дней. Она встает, выходит из кафе быстрым шагом. Дать пару дней? Как бы не так. Глава 29. Сама не знаю, что нашло на меня. Думала, отболело, все прошло, запылилось, пыльем поросло. Я ведь и не вспоминала о нем уже давно. Хотя, кого я обманываю? Вспоминала. И эти сны изматывающие, которые мучили меня периодически. Очень счастливые сны. Сны, в которых он называл меня витаминкой, в которых он меня любил, целовал везде. А после пробуждение и дикое опустошение. И ненависть, которая гложет. Ненавижу, ненавижу себя за слабость, за то, что не могу отпустить. Не могу взять и выкинуть на помойку все это и пойти вперед, новая, свободная, счастливая. Как-то давно мы разговаривали с мамой о любви. И я была уверена, что у нее давно не осталось чувств к отцу. У мамы были другие мужчины, красивые романы, а сколькие к ней приходили с предложением руки и сердца. И Дворжецкий приходил. Я знаю, что он любил ее, но что-то у них не срослось. Правда, они остались хорошими друзьями, к счастью для меня. Мама всем отказывала, шутила, что не хочет расставаться со своей свободой, что ей хорошо и так. В тот момент, когда мы с ней разговаривали, я еще остро переживала расставание с Егором. У меня уже появился Матвейка, и, конечно, большую часть времени мне просто некогда было думать о какой-то там любви. Я занималась сыном и думала о том, как бы растянуть свои сбережения, как бы заработать еще, потому что видела, как катастрофически дорого обходится ребенок, при условии, что ты, как мать, хочешь дать ему все самое лучшее. Не помню, с чего начался разговор. Возможно, я сказала, что мне надо искать мужа. «И ты что, сможешь выйти за любого?» «Ой, мам, знаешь, тут как в старом кино. И за козла пойдешь. Я не могу всю жизнь у тебя на шее сидеть». «Я тебя, кажется, не попрекаю». «Мам, я сама себя попрекаю, понимаешь? Я не думала, что со мной все это случится». «Что это, дочь? Ребенок без отца? Господи, ты не первая и не последняя. Это же не повод бросаться на первого встречного и выскакивать замуж». «Мам, а ты почему не вышла? Тебя же звали. И не первые встречные, достойные». «Почему не вышла? Не знаю. Не хотела, чтобы у тебя был отчим». «Подожди, ты из-за меня? Серьезно?» «Нет, прости, обманываю тебя, глупая. Не из-за тебя, дочь, из-за себя, потому что поставила планку слишком высокую. Никому не дотянуться». «До кого? До тебя?» «Нет, до отца твоего». «То есть, при чем тут он? Он же тебя бросил». «Или я его бросила, не знаю. Он предлагал мне остаться. Это я не захотела в любовницах ходить». «И правильно, если бы он любил, не женился на другой по расчету. Сейчас не 19 век, другие времена». «Времена всегда одинаковы, девочка моя. Это так. Во все времена бывают ситуации, которые ты не можешь переломить, как ни пытайся. Или переломишь и разрушишь жизни всех, кто рядом с тобой. Так тоже бывает, пойми». «Мам, ты его любишь до сих пор?»
Я не знаю, правда. Я не уверена, что это любовь. Наверное, нет. Просто, понимаешь, я сама себе запрещаю забывать и вычеркивать. Я сама себя заставляю все время помнить, думать. Если хочешь страдать. Знаешь, я ведь даже к психологу ходила. Ну, вернее, был у меня один мужчина, психолог. И вот я поделилась с ним своей историей. И что он сказал? А то и сказал. Человек может разлюбить, только он должен захотеть. Захотеть забыть, захотеть вычеркнуть, захотеть перестать страдать. Мы, люди, удивительные создания. Нам нравится страдать, понимаешь ли. Не понимаю. Я не хочу страдать. Если бы ты не хотела, ты бы не говорила о том, чтобы выйти за первого встречного. Ты бы просто хотела выйти за того, кого сама полюбишь и оценишь, и за того, кто полюбит и оценит тебя. Но ты, как и я, не можешь забыть Егора. Могу, мам, и забуду. Ненавижу его. Ненависть — очень сильное чувство, девочка. Я тоже ненавидела. Вот когда перестанешь ненавидеть, когда тебе будет все равно, тогда можно сказать, что ты излечилась. А ты не излечилась за столько лет? Она покачала головой. Не хочу. В это сложно поверить, но я на самом деле не хочу. Мне вот нравится нести этот крест и страдать. Глупая я баба в сущности. Мам, ну какая ты баба? Глупая, а тебе скажу. Лучше забыть, захотеть разлюбить и вычеркнуть. Ты молодая, ты красивая. Думай о себе, дочка. У тебя еще таких Егоров будет. Но я не смогла. Как ни пыталась последовать совету мамы, не смогла. Видимо, у нас с ней семейное это — быть глупыми и любить. Нет, я не люблю его. Просто хочу ему доказать, что он был неправ, что именно он разрушил наше счастье. Оно ведь было счастье. Когда я ждала его после матча, когда мы ехали домой, целовались как сумасшедшие, когда мы иногда специально приезжали на смотровую на Воробьевых горах, весь город был у наших ног, и он кричал, что готов положить мир к моим ногам. Когда он после очередной победы в матче задирал футболку и показывал всему миру мою фотографию и кричал в камеру: «Витаминка, я люблю тебя!» И когда привозил мне шоколад из разных уголков мира и кормил меня им по утрам или размазывал его по моему телу, слизывал, а потом мучился аллергией, и мне даже пришлось как-то раз вызывать скорую, так ему было плохо. И врач в клинике ржал над ним, объясняя, что женщину можно мазать шоколадом, не содержащим какао-бобы и аллергены. А Стена отвечал, что это тогда не шоколад, а фиг знает что, и его девушка это есть не будет. Мы были так счастливы. Почему же нашлись те, кому захотелось нас сломать? Хотя, при чем тут те? Если бы мы любили друг друга, если бы хотели все сохранить, разве нас можно было бы сломать? Если бы Егор меня любил, разве бы он стал спать со Снежанной? Весь день на работе думаю об этом, анализирую. От этих мыслей голова пухнет. Хорошо еще Дворжецкий уехал по делам и сказал, что вернется только к вечеру. Мне уже не кажется хорошей наша с ним затея. Это дико мне собираться за него замуж. Дико то, что он меня целует. Правда, целует он скорее не по-настоящему.
словно на камеру работает. Вспоминаю наши рекламные съемки с Иваном. Теперь все видится совсем в ином свете. Тогда мне казалось, что поцелуи на камеру не постановочные, а реальные, нужны, потому что так захотел режиссер. Но, снимаясь потом пару раз в похожих сессиях уже без Ивана, я поняла, какой это бред. Никто из режиссеров не требовал реальных поцелуев. И никто из партнеров не требовал. Наоборот, мальчики всегда спрашивали, как мне удобно, как мне комфортно, чтобы не нарушить личные границы, но при этом отработать так, чтобы все поверили. Иван не отрабатывал. Ему хотелось меня целовать, и он делал это нарочно. А вот Денис Александрович очень здорово отрабатывает. И увидев наше фото с ним на страничке модного сетевого издания о ресторанном бизнесе, я понимаю, зачем он приехал утром меня встречать и зачем целовал. Постановка. И наши фото из свадебного салона также попали в сеть. Обалдеть. Только что вот теперь с этим делать, если везде уже написали, что гуру ресторанного бизнеса Дворжецкий наконец решился снова вступить в брак? Читаю о нем. Странно, что я столько лет его знаю и при этом реально знаю очень мало. Был женат, есть сын. Так, стоп. А дочь? Он ведь, когда поселил меня в квартиру, сказал, что там жила его дочь. А в таблоидах про дочь ни слова. Интересно. Виталина, ты почему до сих пор на работе? Стоило вспомнить. Дворжецкий заходит в кабинет. У него в руках большой пакет с логотипом известного бренда. Он ставит его на свой стол. Денис Олег, ой, простите, я же сегодня до 8. А Матвей? Няня уже забрала из садика, они у нее дома уже. Хорошо, ты ужинала? Поехали. Куда? Ужинать. А у нас нельзя разве? Сегодня шеф в ударе. Нет, детка, нельзя. Сегодня важное мероприятие, и ты мне там нужна. Но у меня няня только до 9. Значит, договорись с ней, пусть останется на ночь. Я не могу, у нее ребенок маленький. Она приводит Матвея к себе, они там вместе. А он не может остаться у нее до утра? Нет, это неудобно и вообще. Виталина, сегодня реально важное мероприятие. И надо, чтобы мы появились там вместе. Твой Егор тоже там будет. Он не мой. Да, извини. Ты хочешь, чтобы он от тебя отстал? Тогда слушай меня. Давай я сейчас найду человека, который займется Матвеем. Внезапно меня корежит от этой фразы. Я сама могу заняться своим сыном и вообще. Спасибо вам за вашу помощь, но мне кажется, все эти игры лишние. Виталина, в чем дело? Я ведь реально просто хочу помочь. Я знаю, Денис Александрович, просто к этому я не готова. Не могу, не люблю врать. Я сама разберусь со Стениным. Ребенка он у меня не отберет, и замуж за него я не выйду ни при каком раскладе. Так что... То есть ты сегодня со мной никуда не поедешь? Нет, извините. Потом мне не в чем идти, не в рабочей же одежде. Плохо же ты обо мне думаешь. Я привез тебе платье, туфли, все, что нужно, даже украшения. Привезли? Откуда? Вы домой ко мне заезжали? Ну, то есть к вам? Я все купил сам. Вот, посмотри.
Огромный пакет оказывается передо мной. Дворжецкий жестом опытного фокусника достает вешалку, на которой роскошное платье. Черное, на тонких бретельках. Длинное в пол, с глубоким декольте и разрезом. Он накидывает платье мне на руку жестом собственника, а потом достает из пакета туфли. Туфли мечты. Те самые с ярко-красной подошвой на тоненьком длинном каблуке. Понимаю, что заливаюсь краской. Он потратился, купил такой шикарный наряд. А я... Вита, я понимаю, может показаться, что я навязчив, что я слишком уж вжился в свою роль, но я просто хочу помочь. Ты не чужой мне человек. Ладно, понимаю, что сегодня тащить тебя куда-то, наверное, и правда не стоит. Если тебе не с кем оставить сына, то я позвоню няне. Думаю, не проблема. Но мне бы вернуться домой хотя бы в 12. Я все понял. После 12 обещаю превратиться в тыкву. Шучу. Привезу тебя домой точно к полуночи. Может, даже раньше. Поверь, зато твой Егор перестанет тебе докучать довольно быстро, если поймет, что у тебя такая защита. Ну что ты скуксилась? Малышка, давай, выше нос и хвост пистолетом. Он притянул меня к себе, обнял. А я почувствовала, что мое тело каменеет. Мне было неловко. И не нравились эти его нарочитые знаки внимания, особенно в закрытом кабинете, где некому было нас увидеть или сфотографировать. Нет, Дворжецкий и раньше меня обнимал дружески. Только теперь вот я иначе это воспринимала. Не бойся, я не посягаю на твою свободу. Я не Стенин. Давай звони няне и переодевайся скорей. И макияж поправь. Ну и волосы распусти. И улыбайся. Это всех раздражает. Он сам усмехнулся своей шутке. Мне было не до веселья. Что я творю? Глава 30. Камиль, это обязательно. Я хотел провести вечер с дочерью. Егор, тебе лучше там появиться. Зачем? Чтобы опять какая-нибудь коза ко мне прицепилась. Вот чтобы не было козы, тебе надо жениться. Где эта твоя куколка, с которой тебя застукали, а? Она замуж собралась. Ну вот и прекрасно. Хватай ее и в ЗАГС. Не за меня, Камиль, не за меня. Разговариваю с другом, а сам рассматриваю таблоиды. Виталина с Дворжецким у свадебного салона. Виталина с Дворжецким у ресторана. Вот тот поцелуй, который я видел. Черт! Все плохо, очень плохо. И я не знаю, что мне с этим делать. «Пап, ты занят?» «Сейчас, малышка, 2 минуты!» Кричу моей сладкой булочке, потом возвращаюсь к разговору. «Камиль, хорошо, я буду. Только ты обещаешь, что эти инвесторы точно появятся. Просто так своим лицом трясти, я, честно говоря, уже подзадолбался». Камиль на самом деле постоянно вытаскивает меня на различные светские мероприятия. Некоторые оказываются важными. Я не просто веду бизнес, связанный с футболом. Я еще и спонсирую детские спортивные школы. Даю деньги сам и ищу тех, кто готов помочь детям. Кто в курсе, вся благотворительность в нашей стране не совсем безвозмездна. Многим бизнесменам она выгодна. Хорошие налоговые льготы. Этим я и пользуюсь. Собственно, выгода обоюдна. Богатеи получают бонус в виде уменьшения налогов. Я получаю деньги, на которые мы строим новые ФОКи, стадионы, фитнес-центры. На сегодняшнем мероприятии мне будет кого пощипать.
Роман Вишневский. Очень близок к десятке Forbes. Мы с ним уже обсуждали возможное сотрудничество и даже совместное предприятие. Создание некоего кластера, который объединит спорт, искусство, моду. У Вишневского свой модный дом. Я взял бы на себя спорт, ну и, конечно, рестораны и кафе тоже были бы мои. С Вишневского мода и искусство. «Па, ты забыл про меня?» «Что ты, солнышко, конечно, нет. Что ты хотела?» «Хотела спросить, когда мы поедем к Матвею?» Хороший вопрос. После сегодняшнего обеда я даже не знал. Она просила дать пару дней, но я не хочу давать ей никакого времени. Мне нельзя ее отпускать вообще. Этот ее роман с Дворжецким нужно прекращать. Конечно, хороший вопрос, как это сделать. Этого я не знаю. Вообще ничего не знаю пока. В голове туман. Постоянно возвращаюсь мысленно к нашему разговору, к тому, что она рассказала. Все равно я не могу понять, что же с нами произошло тогда. Вернее, черт, не с нами, что со мной произошло. Это ведь мне в душу закрались сомнения и подозрения. Это ведь меня травили ядом. Вливали в уши с двух сторон. Иван, которому я когда-то слишком верил, наивно считал настоящим другом. Снежанна, которую я сначала, разумеется, не слушал. Ее, в принципе, можно было понять. Она хотела меня вернуть. А Иван? Мы ведь были вместе с детства, в одной спортивной школе начинали. Когда попали в один клуб, старались поддерживать друг друга, помогали. И потом все время в одной команде, в одной упряжке. Когда у меня начались отношения со Снежанной, он признавался, что завидует. Такая девчонка и такой папаша у девчонки. Все повторял, чтобы я не упустил свой шанс. А когда Снежана уехала, сказал, мол, старик, не переживай и не жалей, значит, она того не стоит. Виталина ему сразу понравилась. Говорил, пусть у нее нет крутого отца, зато сама такая чистая, настоящая. В какой момент его отношение к ней изменилось и как? Я ведь даже не понял ничего, по сути. Просто начал прислушиваться к другу, который почему-то стал высказываться о моей любимой девушке в другом ключе. Причем, гад, он ведь делал это так аккуратно, ненавязчиво. Иначе рисковал хорошо схлопотать от меня. В тот день, когда я увидел их на парковке, у меня все предохранители сорвало. Я был в ярости. Помню, как хотел броситься на друга. Но Снежана, стоявшая рядом, сказала: «Я говорила тебе, она того не стоит». Именно, говорила. Мне казалось, что я полный кретин, идиот. Меня обманули так нагло, цинично. Снежане тогда было очень просто утащить меня к себе и... Нет, у нас с ней ничего не было. Я не мог и не хотел. Я просто пил дня 3. Я, который в принципе не переносил спиртное. Я ведь спортсмен. Я был заточен на футбол. Я даже победы в матчах отмечал безалкогольным пивом. А тут... Когда пришел в себя, у меня состоялся тяжелый разговор со Снежанной. «Егор, ты помнишь, что я тебе сказала?» «Что?» «Я беременна». «Поздравляю». «От тебя». Что? Каким образом?» Ее слова моментально отрезвили. Я не мог понять. Я ведь не мог не помнить, когда я ее. Ну, я же не пью, и я столько не выпью, чтобы совсем. Не самым простым, как ты понимаешь.
И если помнишь. Я помнил. Помнил, как она плакала у меня на плече, когда доктор сказала, что Снежана, скорее всего, не сможет забеременеть естественным путем. Точных диагнозов я, конечно, не знал и не понимал. Просто старался ее поддержать. Мы даже задумывались об ЭКО. Но мы с ней реально собирались пожениться. И Снежана сама сказала: «Зачем ждать? Давай подготовимся. Если все получится, сразу и поженимся. Пойми, я должна знать, что смогу родить тебе ребенка. Потому что если я не смогу, то ты ведь все равно захочешь детей». Снеж, ну что ты так паришься? Мы еще молодые, можно и без детей. Вот именно. Пока тебе можно, а потом ты захочешь ребенка, а я родить не смогу, ты найдешь другую. Глупая. Ну кого я найду? Зачем? Я же люблю тебя. Это ты сейчас так говоришь. Да, я старался тогда ее поддержать. Объяснял, что мне хорошо с ней, и это не зависит от ее способности к деторождению. Но она продолжала повторять, что ей нужно ребенка сейчас. Снежана реально пошла на ЭКО. Не получилось. А потом появился этот ее американец, бизнесмен. Не знаю уж, чем он ее так увлек, что она разом забыла о своих желаниях родить, свалила в Штаты. А потом вернулась, как ни в чем не бывало, подкатила ко мне. Я объяснил, что у меня невеста, я собираюсь жениться на ней. Снежана не поверила сразу, думала, я шучу. «Нет, Стена, да ты прикалываешься. Ты и эта крошка. Да она же... Слушай, она вообще не твоего уровня». Не знал, что у меня есть уровни. «Егор, ты на минуточку самый завидный жених в нашей грустной рашке». «Неужели?» Меня тогда от злости аж скрутило. Рашка, блин. А то, что я честь этой Рашки отстаиваю, то, что я вообще-то игрок сборной Рашки, и для меня это название родной страны не просто унизительно, это личное оскорбление. Она не подумала? Снежана тогда поняла, что слегка рамсы попутала, быстро переобулась. Но общение я с ней свел к минимуму. В принципе, нам и не о чем было общаться. Я сразу дал это понять. У меня была витаминка. Позже я узнал, что витаминка, оказывается, была не только у меня. Узнал и свято в это поверил. Кретин. А потом Снежана с заявлением о беременности. Я говорила, что люблю тебя, Егор. Я люблю очень сильно. Настолько сильно, что решила родить тебе малыша. Снежан, ты нормальная? Я не люблю тебя, я... Мне все равно, Егор. Я хотела этого ребенка, Егор, и я его получила. И я в любом случае его рожу. Но лучше будет, если мы поженимся. Ты ведь в курсе, что тебя хотят убрать из сборной? А папа может сделать так, чтобы оставили, и контракт выгодный будет у тебя в кармане. Я помнил тот разговор смутно. Еще более смутно помнил разговор, который произошел у нас накануне. Тот, после которого я вышел на улицу и увидел витаминку в объятиях лучшего друга. Получается, Виталина слышала, как Снежана сообщила о беременности и о свадьбе. Она не слышала другого, как я поднял Снежку на смех и сказал, что это шикарный розыгрыш, но я на него не поведусь. И не слышала, как Снежанна, шипя от злости, втирала мне, что моя невеста давно наставляет мне рога, прыгнула в постель к Ивану в надежде, что он увезет ее в Испанию.
Все логично. Я вышел во двор, увидел этих двоих, планка у меня слетела, и я все испортил. И продолжаю портить, по всей видимости. Ярчик отвлекает меня от мрачных мыслей, забравшись ко мне на колени. «Пап, поедем к ним завтра, а? Милая, обязательно». «Обещаешь?» «Обещаю». «А подарки мы им купим?» «Подарки? Ты думаешь? А что надо купить?» «Я знаю, что Матвей хочет машину, гоночную, на радиоуправлении. А тетя мама...» У меня каждый раз колет сердце, когда я слышу, как она называет витаминку. Тете маме нужно купить цветы, самые-самые, букет из 1000 роз. Помнишь, ты рассказывал, что подарил такой букет любимой девушке? Я отлично помню. И она тоже, наверное, помнит. Ладно, зайка, купим и машину, и букет. Еще пожелания будут? Да, хочу, чтобы ты на ней женился. Я тоже хочу, малышка, очень сильно. Мне удается переключить внимание дочери. Мы говорим о том, где она хотела бы провести очередной отпуск. Новогодние каникулы, до которых оставалось в принципе не так много времени, каких-то 2,5 месяца. Потом я отправляю Ярославу к няне, а сам начинаю собираться на вечернее мероприятие. Классический костюм с черной рубашкой без галстука. Регламент торжества позволяет прибыть на него не в смокинге. Меня просят остановиться в фотозоне. Несколько кадров, и я прохожу внутрь, стараясь поскорее найти в толпе светских бездельников нужного мне человека. Нахожу. Только не того, кого хотел найти. Ее нельзя не заметить. И дело даже не в том, что она очень высокая, особенно в этих туфлях на шпильке. Обычно на таких вечерах высоких красоток море. Она просто самая красивая, необыкновенная. Такая, что, взглянув, я сразу получаю двойной удар под дых. Первый, потому что она нереально хороша. Второй, потому что рядом с ней этот старый ублюдок Дворжецкий. Его рука лежит у нее на талии. Он прижимает ее к себе. Он, зараза, ниже ее ростом. Смотрится это просто убого. Хотя, кому я вру? Половина богатеев на таких мероприятиях обнимает крошек, которым в пупок дышит. Дворжецкий улыбается, словно всем своим видом показывая: «Смотрите, какой я молодец, какую девочку отхватил!» Черт! А вот витаминка, кажется, не так уж и счастлива. Или мне показалось? Она поворачивается, словно почувствовав мой пристальный взгляд. Наши глаза встречаются. Я вижу, как румянец заливает ее щеки, а потом она наклоняется к Дворжецкому и что-то ему говорит с такой милой улыбкой. А я вижу, как его рука перемещается с ее талии ниже. Твою ж! Значит, вот как он себе позволяет ее хватать. Значит, свадьба на носу. Ну-ну, посмотрим. Дорогие слушатели, продолжение аудиокниги уже ждет вас. Просто нажмите на ссылку в описании и погрузитесь в историю дальше. Приятного прослушивания!